Здравствуйте, господа. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Сегодня я постараюсь максимально ответить на те вопросы, которые вы задаете на моем сайте aduiko.com, сайте, который продает мои авторские разработанные БАДы, созданные из рецептов, в состав которых входят лекарственные растения. Таким образом, можно сказать, что я произвожу лекарственные БАДы, созданные из лекарственных растений, или правильно, экстрактов лекарственных растений. Итак, Людмила, здравствуйте, Андрей Андреевич. Ногти на ногах принимают коричневый оттенок, что с этим делать? Обычно в случае, если коричневые ногти, то это может быть связано с пигментацией красным лишаем. В случае, если это не так, а лучше было бы лишаем, то это может быть следствием очень развивающегося иммунного дефицита. Характерен для различных симптомов от меланомы и заканчивая наследственными заболеваниями гемохроматоза, и является, может быть симптоматически связан с синдромом иммунного дефицита и так далее. Но как лечить цветной лишай? Цветной лишай необходимо лечить так. Соль с йодом смешивается и покрывается. Также можно лишай лечить, взять конусом, сложить бумагу белую, сжечь ее, и вот тот пепел, который, не пепел, а смола, которая останется на тарелочке, допустим, ее взять и смазывать вот эти места лишая. Из препаратов, которые помогут, это противогрибковая мазь, препарат мускус, а также препарат Диа нашей компании. Так, сейчас я немножечко отмотаю. Наталья Октябрьская. Нет антител, болела пневмонией, но анализ антиген отрицательный. Скажите, это нормально еще? Как нормально? Скажите, это нормально и как лечить легочную гипертензию? Неполный вдох, это легкие или сердце. Пью сейчас Демилон, Берол Мумио, Глюконорм, купила коллаген, спасибо. Почему-то вспомнилась сейчас книга «Доктор Живаго» Пастернака. И вы же помните, доктор Живаго это был человек, который закончил факультет хирургии в Санкт-Петербурге. И там есть такой момент, когда он был уже престарелым или взрослым, то общаясь с НКВДшником или КГБшником, я уже не помню с кем, увидел, как тот постоянно кашляет и держится за сердце и не может дышать. И он ему сказал: я хочу вам посоветовать, насушите сухарей черного хлеба и каждый день съедайте их до 40 штук. И это укрепит ваше сердце и улучшит общее состояние. Я с ним совершенно согласен. Насушите сухарей черного цвета или насушите черных сухарей. Желательно, чтобы это было из дрожжевого хлеба, не серого, а черного, бородинского или какого-либо другого. Насушите этих сухарей и в сухом виде съедайте в течение дня по чем больше, тем лучше. Каждый час съедайте небольшой сухарик вот такой и делайте это на протяжении всего дня. Это очень улучшит состояние сердца, уберет легочную гипертензию. Легочная гипертензия поможет, вернее, устранить легочную гипертензию поможет вам еще и употребление карвалола. То есть принимайте карвалол по 30 капель на полстакана воды 3, 4 или даже 5 раз в день. Также четверть таблетки нитроглицерина 1-2 раза в день, несмотря ни на что. А также пол таблетки валидола в рот и делать глубокие вдохи и выдохи на открытом воздухе. Для того, чтобы легкие не наполняли жидкостью, и устранить наполнение легких жидкостью, необходимо принимать препарат Тарантел и препарат Туберсол и Пневмонорм.
Принимайте данные препараты по 2 таблетки 3-4 раза в день. Натирайте при этом грудную клетку спереди и сзади перед сном мазью Габбана. Это заметно улучшит ваше общее состояние и сможете справиться с теми проблемами, которые есть. Светлана Журавлева. У меня дочь беременна 30 недель. Скажите, на УЗИ ей сказали, что у ребенка на сердце эхогенный фокус, сосуд. Как сказали, бывает, что это? Какие последствия? На 30 недель. Да, в это время можно увидеть патологии сердца. Являются ли эти патологии опасными? Я думаю, что в вашем случае это является опасной патологией. Необходимо, чтобы решение принимал врач. И, в общем-то, до конца можно будет определить, насколько это опасно уже в последних месяцах беременности, вернее, неделях беременности. И после родов, возможно, необходимо будет сделать такую операцию, очень несложную, по восстановлению самой аорты. Ну, это, возможно, может и измениться, потому что эмбриональный зародыш может сам справиться с данной проблемой. Почему это возникает? Как правило, это связано с недостатком употребления беременной женщиной фолиевой кислоты. Это может генетическое предрасположение. Но по моему мнению, это нервное состояние роженицы или нервное состояние мамочки. Маме давать фолиевую кислоту, давать препараты на основе валерьяны. Это заметно улучшит общее состояние ее и ребенка. Наталья Стасова. Спасибо за все, что вы делаете. Сыну 5 лет, болят глаза приступами, мигрениевидные приступы. Лечили конъюнктивит, но глаза болят приступами. У невролога прошли курс лечения. Подскажите, что это может быть и как помочь? Благодарю за ответ. Это может быть воспалительные процессы гайморовых пазух. Также это может быть дистонические проявления. А еще это может быть следствием... Очень часто глаза болят в случае, если ребенок переживает сильнейший стресс. И это связано с недостаточностью магния у ребенка и недостаточностью кальция. Я обычно называю таких детей адреналиновыми. Что это обозначает? Ребенок на протяжении дня должен получать определенное количество кальция. Кальций участвует в сжатии сердца, является электролитом крови или крови. В случае, если происходит недополучение кальция, у ребенка появляются судорожные проявления, потому что в случае, если электролита недостаточно, то в сердце развивается такая небольшая ишемия, и необходимо чем-то сокращать сердце. Такое сокращение сердца происходит путем выделения адреналина надпочечниками. Такие дети, они могут быть вспыльчивыми, они нервозные, не могут сконцентрироваться, а вся проблема заключается в том, что просто не хватает кальция. Также в дальнейшем это может приводить к тому, что появляются мигреневидные формы болезней, то есть болят глаза, болит центр лба и так далее. И это все может быть связано еще и с врожденным пролапсом сердечного клапана, то есть сердечный клапан не до конца смыкается, это приводит к появлению дистонии, это приводит к появлению судорожных накоплений, недостаточность кальция, недостаточность перевозбуждения, успокоения, недостаточность магния и приводит вот к этим всем последствиям. Что необходимо делать? Поможет вам 3 препарата. Первый — цитрокальцимин, принимать пол чайной ложки на стакан воды после утреннего приема пищи. Второй препарат магнумцид, 1 столовая ложка на стакан воды, принимать 2 раза в день в обед и послеобеденный период. И третий препарат — это препарат карвалол, принимать по 30 капель по 15 капель на стакан воды или на полстакана воды, давать прямо перед самым сном. А из моих препаратов миграфит давать по 1 таблетке 2 раза в день. Также могут помочь таблеточки, которые называются, или чай, скорее всего, это даже лучше, который называется Дитарекс. Это уберет проблему сердечно-сосудистую, какого бы происхождения это не было.
В целом вот такое лечение нацелено на то, чтобы убрать судорожные проявления, гистонические проявления, мигреневидные формы заболевания, улучшить метаболизм кальция и улучшить состояние восстановления после сна, улучшить состояние засыпания, восстановить нервную деятельность, центральную нервную деятельность и периферическую нервную деятельность. Заметно улучшится состояние, вот прямо гарантирую. Такие детки получали уже приблизительно такую же терапию, очень хороший был результат. Вера, здрасте, здрасте. Наталья, подскажите, можно ли приобрести орнитин? Нет, его нельзя приобрести в таком названии. Препарат орнитина называется в нашей компании Гепакс. И он продается под торговым названием тибетской формулы Гепакс. Там находится орнитин и аргинин. Орнитина 80%, аргинина 20%. На сайте не нашла. Что порекомендуете от головокружения? Из тазов. Что такое стазы? Стазы — это остановка. То есть стазы в каком органе? То есть это стазы между яичником и маткой. Это стазы какие? Ну, чуть-чуть неправильно пишете. Стазы — это неподвижность, остановка физиологического содержимого в просвете трубчатого органа. То есть что такое стаз и где он у вас, в каком органе находится, до конца непонятно. Но тем не менее, давайте тем не менее отвечу. Итак, от головокружения. Не стоит забывать о том, что головокружение является симптомом одновременно многих заболеваний. Первое — это заболевание воспалительных процессов ушей. Может быть связано с грибковыми заболеваниями ушей. Второе — это может быть связано с гипертензией или гипертонией и связано с повышением давления. Второе — с анемией и связано с уменьшением гемоглобина в крови. То есть необходимо определить. Также еще может быть связано с нервными состояниями, недосыпаниями и так далее. В случае, если это молодая девушка, то скорее всего это связано с анемией, недосыпаниями и перевозбуждением. Что необходимо делать? Препараты Гемонем, Супра, препарат железа, дальше препарат, можно Карвалол принимать по 15 капель на стакан воды утром и вечером. Принимать можно капли нашей компании Нормалин и Дипренга, либо таблетки Паставит и Сирантал. А также принимать Магнум Цит 300, 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день после приема пищи. Увеличить количество употребления углеводов, увеличить количество употребления белков. Часто очень люди обращаются ко мне с такой просьбой: Андрей Андреевич, в чем проблема того, что у нас кружится голова? И ответить вот так однозначно очень сложно, потому что это может быть следствием остеохондроза шейного отдела. Это может быть в случае, если остеохондроз шейного отдела, то в случае, если вот так головой пошевелить слева направо, то ощущение остеофитов появляется в шейном отделе воротниковой зоны, в шейном отделе позвоночника. Что необходимо делать с тем, чтобы убирать? Поможет мазь Бишофит, поможет медовый массаж, помогут препараты Депосалт и препарат Подагрин, также Уролиз и Манкулит. В случае, если есть такое, у вас нет возможности лечить, прикладывайте солевые салфетки с небольшим количеством йода в виде компрессов или в виде аппликаций на шейный отдел. Далее, в случае, если у вас появляется головокружение в утренний период, то это может быть следствием панических атак, следствием храпа ночного, следствием апноэ, также остановки сердца. Для того, чтобы этого не было, очень рекомендую первое время перед сном принимать 15-30 капель карвалола или барбовала, но лучше карвалола на стакан воды прямо перед самым сном. Это улучшит ваш сон. И моего препарата Дремин. Тоже по 15 капель можно в один и тот же стакан. 15 капель Дремина, 30 капель карвалола. Принимайте прямо перед самым сном, можно и на протяжении дня. Это улучшит общее состояние, уберет
высокое внутричерепное давление, также улучшит состояние, общее психическое состояние. Третье. Это может быть связано это может быть следствием проблем, связанных с позвоночником и нервными тканями позвоночника. Применять препарат Вертебралис. Также есть препарат, который помогает сосудам. Это препарат нашей компании, он называется Гваргин. Конкретно мной делался от головокружений. Далее. Очень часто грибковая инфекция ушей может приводить к появлению головокружения. Особенно обострение происходит при мытье головы и при попадании жидкости в ушную раковину. Чем можно убрать? Самый простой способ — это покупка противогрибковой мази для ногтей любого происхождения в аптеке и смазывание ушных раковин. Ну и такой сложный путь — это использование моего бальзама Изотон или мази, которая называется Диа. Можно и то, и то. Далее, очень часто появляются окклюзии сосудов, появляются бляшки в сосудах. И очень много рекомендаций есть о том, как устранять эти бляшки и так далее. Мое же мнение заключается вот в чем. Путем увеличения движения жидкости в данных сосудах возможно улучшение общего состояния. Можно ли убрать сами бляшки? Ну, по моему мнению, это, конечно, не медицинское, я могу сказать. Но я так думаю, что просто какой-то куркумой или чесноком или какой-либо настойкой убрать такие бляшки или убрать окклюзии сосудов или стеноз сосудов практически невозможно. Я считаю это доброкачественным новообразованием, которое появляется внутри сосуда, связанное с изломом сосуда. Почему это происходит? Это, как правило, происходит при переизбытке пуринов. То есть, по моему мнению, это связано с подагрическими заболеваниями. Я считаю, что для того, если человек хочет восстанавливать свои сосуды, он на время должен отказаться от пищи, которая может производить пурины. То есть это продукты зелень, острая, специи, любые мясные продукты. И увеличить количество употребления углеводов. Но не сладкого, а, допустим, там яблоки зеленые. Это могут быть киви, это может быть сливы, это могут быть ягоды черного цвета, черника, смородина замороженная, вишня. Вот такие ягоды по 100 грамм 2 раза в день. И полное устранение пищи, которая может, белковой пищи конкретно животного происхождения, включая жареные или вареные яйца, включая животную пищу, включая кислоты, по возможности их тоже лучше убрать, острую пищу. Ну вот таким образом, используя только ягоды, используя, может быть, профилактику от пуринов, то есть это лиоксалатов, это могут быть мои препараты Депосалт, Метикс, Уролиз Манкулит, и это может быть подагрин. То есть, применяя эти препараты, можно один из них, допустим, Метикс по 1 чайной ложке, 2 раза в день на полстакана воды, можно плавно, очень мягко за 2-3 месяца убрать вот такие проблемы. У моего папы почечная недостаточность, низкий гемоглобин, одышка, простатит, гастрит. Вы ему посоветовали гемартан, ринокс, аденомид, чай железняк. Подскажите, как правильно принимать эти препараты в один день? Да. Каким образом? Итак, чай железняк завариваем. 1 чайная ложка на стакан воды. Можно в термосе пить, сколько сможет на протяжении дня. Чем больше, тем лучше. Гемартан 1 таблетка 3 раза в день. Ренокс 1 таблетка 3 раза в день. Аденомид 1 таблетка 3 раза в день. Также обязательно брать скалку такую деревянную и этой скалкой делать массажи пояснично-крестцового отдела. Обязательно вот так вот катать этой скалкой, или ложите его и ему катаете этой скалкой, делаете это как можно больше. Далее, запустить почки, как ни странно, поможет устранить полностью употребление глюкозы в любом виде, убрать полностью углеводы, вообще также поститься
один день или 2 дня в неделю не есть ничего, при этом пить как можно больше воды, при этом употреблять как можно больше бифидобактерий. Какие это бифидобактерии? Сейчас бифидобактерии можно свободно приобрести в любой аптеке. Это они продаются там лактолут там или еще какие-либо, их там целый спектр. В дни, когда по-другому не запустит почки. Вот в тот день, когда почки, вот на протяжении недели делает или выбирает 2 дня, четверг и там воскресенье, и в эти 2 дня ничего не ест, только пьет и принимает вот эти бифидобактерии. На протяжении дня необходимо принять такое количество бифидобактерий, которое соответствует одной таблетке на 10 килограммов веса. То есть если в нем 100 килограмм, то на протяжении дня нужно выпить 10 таблеток. Также максимально убрать употребление белков животного происхождения, максимально убрать любую глюкозу активную, даже там сладкие яблоки. Диета максимально ограниченная в количестве употребляемых калориях. То есть на протяжении дня не больше 2500 калорий. При этом 2 дня в неделю диета, при этом массаж пояснично-крестцового отдела, при этом обильное питье. В случае, если не получается и человек привык кушать мясо, то должны знать, что в его случае на каждые 100 граммов употребляемого белка необходимо выпивать не менее 1 литра воды. Поэтому в случае, если он в течение дня употребляет 100 грамм белка, ему необходимо выпивать не менее 1 литра жидкости. Жидкость при этом хорошо, чтобы имела кислый немножко состав. Все это в комплексе поможет. Людмила, здравствуйте. После проведения химиотерапии и облучения вследствие лимфомы допускаются ли физические нагрузки, цигун, йога, гимнастика Бубновского? Спасибо за ответ. Конечно. Не вижу в этом каких-либо но я противник после химиотерапии стрессов, которые могут возникнуть в ходе активных физических упражнений. Именно поэтому, если вы делаете какие-либо упражнения, не делайте это фанатично, подходите к этому мягко и, выполняя упражнения, следите за своим пульсом, чтобы он не поднимался выше 120 ударов в минуту. Подскажите, ага. Добрый день. L-арнитин в составе препарата Гепакс. Ну да. По поводу СНГ. Актуальный вопрос на вебинаре по эзотерике. Угу. Марина. Спасибо за полезные советы. Помогите моему племяннику. В январе будет 3 года. Очень активный ребенок, иногда агрессивный. Бросает вещами, в том числе телефон, планшет. Выливает на пол моющее, срабатывает и весь обмазывается. Из садика должны были забрать непроливайки, справиться, подозревают аутизм, ждут обследований. По внешности нет ничего общего с аутизмом. В чем проблема? Может, просто балованный сильно? Как понять, в чем проблема и чем ему можно помочь? Это то, о чем я сегодня рассказывал. Скорее всего, имеет место быть адреналиновый ребенок. То есть возьмите и начните давать следующую терапию вашему ребенку. Первое. Четверть чайной ложки цитрокальцимин на стакан воды утром. Второе. Магнумцит 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день после обеда и на ночь. Третье. Брызгайте в нос спрей. Его заказать можно у наших операторов. Называется данный спрей окситоциновый. Почему окситоциновый спрей? Очень часто сосуды носоглотки, сосуды глаз, сосуды височной области мозга, они сжимаются. Происходит такого своего рода сжатие на фоне, возможно, герпетического перенесенного заболевания, вирусного заболевания. Происходит вазокастрикция, сжатие сосудов.
Это может быть следствием стресса, врожденной недостаточности там, сердечной или еще чего-либо. Оно все перерастает потом с возрастом, но очень негативно влияет на мозг ребенка. Вот такой спрей, он вазодилататор, то есть приводит к расширению сосудов и улучшает общее мозговое, приводит к стабильному состоянию и приводит к стабильному состоянию сосуды мозга, носоглотки, слизистых оболочек. Спрей окситоциновый используйте, брызгая в носовую полость 2 или даже 3 раза в день. Это все совершенно безопасно. Он не противный, не кислый, не соленый. Чуть-чуть имеет не ярко выраженный запах. Очень улучшает общее состояние. И перед сном обязательно давайте препарат Паставит и Диторекс. В течение дня можете поить ребенка чаем Диторекс. Если в комплексе, можно еще давать препарат Гепакс по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Если в комплексе использовать данные препараты на протяжении лишь только 1 месяца, вы на протяжении 1 месяца, к концу месяца своего ребенка не узнаете. Он будет мягкий, добрый, теплый, счастливый и начнет коммуницировать. Поведение его изменится. По поводу окситоцина можно прочитать в Википедии. Данное вещество, о нем очень хорошо пишет Всемирная организация здравоохранения. Окситоцин пишем. И смотрим в Википедии. Окситоцин вызывает более благожелательное расположение к другим людям, позволяет верить словам конкретного человека. Данный гормон участвует уже после родов в формировании отношения мать-ребенок. Концентрация окситоцина проявляется зависит проявление аутизма и синдрома Уильямса. И здесь дальше вот что написано о том, что в случае попытки лечения аутизма. Ранее было высказано предположение, что окситоцин потенциально может быть средством для лечения аутизма. 2010, исходя из небольших исследований, отрывочных данных по окситоцину в США, все больше и больше врачей назначали окситоцин вне стандартных протоколов его применения, а родителей с расстройством аутического спектра активно покупали в интернете БАДы, содержащие окситоцин. Но я хочу сказать вам, что они применяли окситоцин в виде таблеток. В виде таблеток окситоцин не нужно применять. Его необходимо применять в виде аэрозоля, либо в виде спрея, который необходимо брызгать в носовую полость. Я тоже читал, и причем читал очень интересные такие работы знаменитых медицинских работников, занимающихся наукой, которые предлагали лечение детского аутизма и проводили целые исследования с использованием 2 препаратов L-орнитин и окситоцин. То есть в комплексе применения препарата L-орнитин перорально, окситоцин назально приводило к заметному улучшению общего состояния концентрации ребенка, вне зависимости от того, ребенок болеет заболеванием аутизма или нет. Что доказало, в общем-то, влияние данных препаратов и отношение данного лечения на общее состояние концентрации ребенка. Почему ребенок бесится, почему ребенок не может формировать мнемантическую память или мнемантику общую не развивает. Это связано как раз с тем, что недополучает орнитин и есть проблемы с печенью, и есть сужение сосудов, и изменить это можно вазодилататором окситоцин, применяя его назально. Даже я читал о том, что были исследования, когда вводили перентерально и орнитин, и окситоцин и так далее. И это не очень хорошо сказывалось, и не было такого вот эффекта или результата, как при применении окситоцина назально, а препарата орнитин или нашего препарата Гепакс перорально, то есть вовнутрь с водой. Окситоцин назально — это брызгая или орошая носовую полость.
Однако при строгой экспериментальной проверке выяснилось, что окситоцин не оказывает влияния на аутичных детей. А наблюдавшееся улучшение состояния детей в эксперименте было результатом лучшего взаимодействия родителей со своими детьми при поведении, как они думали, лечения окситоцином. В исследовании в группе плацебо и в группе с окситоцином результаты были одинаковые. Все дело заключается в том, что введение окситоцина должно быть исключительно в виде назального спрея. И данные об этом, они существуют. Если изучать фармакологию, если изучать исследования последних 10 лет, различные высказывания ученых, проводились не только вот эти исследования, проводились другие исследования. Почему окситоцин не рекомендуют использовать и почему? Потому что стоимость данного препарата очень маленькая. А использовать препараты с низкой стоимостью невыгодно фармакологической отрасли. Интереснее использовать другие препараты, антибиотические, интереснее использовать сложные комбинированные препараты с высокой стоимостью. А так, окситоцин он дешевый. Танилова Ольга, можно услышать ваше мнение по поводу приготовления и приема настоек для восстановления всего организма? Валерьянки, конский каштан, пион, пустырник, боярышник. Все смешать, настоять 2 недели, принимать чайная ложка 3 раза в день. Возможен ли такой прием, есть ли противопоказания? Валерьяна и настой валерьяны очень рекомендую использовать, потому что улучшает общее состояние центральной нервной деятельности, имеет ярко выраженный успокоительный, то есть седативный эффект. Второе, конский каштан. Конский каштан используется в виде настойки для устранения заболеваний высокий протромбиновый индекс, то есть тромболитическая болезнь. То есть в случае, если есть варикозное расширение вен, в случае, если есть тромбоз сосудов, используйте конский каштан. В данном случае валерьяну с конским каштаном я не рекомендую использовать. Они между собой не синергичны. Далее пион. Пион, да, пион и настойка пиона великолепное средство снижения давления. В случае, если у человека давление высокое, можно использовать пион. Пустырник, ну вот совершенно снижает давление, поэтому в случае, если у вас есть проблема, связанная с поднимающимся давлением, гипертензией, вам необходимо использовать валерьяну, пион, пустырник, смешивайте настойки между собой. Боярышник, в том числе и боярышник, участвует как успокоительное кровообразующее вещество. Использовать боярышник, валерьяну, пион и пустырник между собой можно. Каким образом принимать? Смешать между собой, принимать чайная ложка на стакан воды или полстакана воды 1, 2, 3 раза в день. В случае, если они не очень сладкие. Дело в том, что в случае, если настой валерьяны сладкий, то валерьяна действует как возбуждающее средство. Если пион настойка сладкая или пустырник настойка сладкая, то не успокаивающее действие имеет, а наоборот увеличивает давление, возбуждает центральную нервную систему, возбуждает кровеносную систему, сжимает сосуды кровеносной системы, повышает давление. Поэтому если спиртовую, то можно. Кстати, сейчас вспомнил вот о чем. Небольшое употребление алкоголя крепкого, допустим, водка, при почечной недостаточности очень показано, каким образом необходимо употреблять. Берется чайная ложка алкоголя, набирается в ротовую полость и вот так вот очень долго полоскается, 1-2 минуты, и сплевывается, глотать не нужно. Это все стимулирует выделение мочи, стимулирует работу почек, очень эффективно при почечной недостаточности. Можно использовать на протяжении дня до 10-15 раз, даже можно глотать некоторое количество, это тоже увеличивает количество отхода жидкости. Алкоголь стимулирует работу почек. Фин Крут Ольга. Расскажите, пожалуйста, что значит киста Бейкера и как она лечится? И может ли она вызывать ночью судороги в ноге? Может вызывать судороги в ноге. Киста Бейкера — это воспаление суставной сумки коленной или голеностопа. И лечится она препаратами, которые убирают воспалительные процессы. Это противовоспалительные препараты медицинские,
допустим, мелоксикам. И в случае, если воспаление происходит очень активно, то можно использовать препараты инъекции гидрокортизона. Из наших препаратов я рекомендую мазь, она называется бешофитовая, кисту смазывать там, где больше всего она болит, то есть за коленным суставом или под коленным суставом, и смазывать бешофитовым бальзамом, принимать при этом препараты или артраминовым спреем, а еще лучше и тем, и другим. Зафиксировав коленный сустав, обязательно фиксирующей повязкой или бинтом эластичным, применять мои препараты Метикс, Уролиз, Манкулит. На время лечения полностью убрать употребление мяса и зелени, острой пищи, алкоголя и сладостей. Таким образом можно вылечить. В случае, если киста Бейкера активно воспаляется и противовоспалительные препараты не помогают, то вводят стероидный препарат гидрокортизон, также назначают противоревматическую терапию гормональными препаратами преднизолон или мидрол или аналогами. Может ли судороги? Да. Народный способ лечения: накладывание бинта, пропитанного уксусом. Принимают настойку хвоща полевого, аира и можно валерьяны. Наталья Кем. Болею уже 4-ю неделю, температура 37-39. Каждый день болит горло, и шея болит, и ломит все тело, сильная усталость, опухшее лицо. Поставили диагноз вирус Эпштейн-Бар. Посоветуйте, пожалуйста, как можно побыстрее вылечиться, сил больше нет. Буду вам очень признательна. Спасибо вам большое за все, что вы делаете для людей. В случае, если у человека поставили диагноз вирус Эпштейн-Бара, скорее всего, ему должны назначить иммунологические противовирусные препараты. Но одна из проблем назначения противовирусных препаратов заключается в том, что действующее вещество, которое находится в данных препаратах, чрезвычайно мало. Именно поэтому при выборе правильного лечения необходимо использовать, ну вот допустим, возьмем препарат гропринозин. И для того, чтобы вылечить или полечить данное заболевание, человек должен принимать одну таблетку из расчета 10 килограммов веса. Таким образом, вы должны принимать гропринозин, там 60 килограммов, это 6 таблеток за один прием. При этом выполнять один прием один раз в день, применять данный препарат необходимо хотя бы 5 дней подряд. Не знаю, вам это подходит или нет, но это чуть-чуть шокирует, потому что очень большая дозировка данного препарата. Можно ли, есть ли какие-либо другие способы справиться? Ну, первое, ни в коем случае не стоит терпеть того, что с вами происходит. Вот смотрите, у вас болит все тело, это говорит о том, что у вас есть воспаление. Значит, вам необходимо принимать противовоспалительные препараты. Противовоспалительные препараты — это диклофенак или мелоксикам или мавалис или любые производные данных препаратов. Принимайте мавалис, допустим, по одной таблетке 3 раза в день. Второе, если температура у вас поднимается, ее необходимо снижать. Принимайте препараты бупрофен. Вот в случае, когда у вас снизилась температура и нет воспалительного процесса, в этот момент ваше тело начинает ориентироваться на выявление и вырабатывание своих антител, там, интерлейкинов, фагоцитов и так далее, на то, чтобы справиться с заболеванием герпеса. Далее, только в этом случае терапия противогерпетическая или противовирусная сможет вам помочь. То есть в этот момент нужно принимать уже гропринозин или ацикловир или те препараты, которые вам назначили. Не стоит забывать о том, что есть ряд таких веществ, которые активно справляются с противовирусными препаратами. Из наших препаратов в нашей компании это препарат Германии, 1 чайная ложка 3-4 раза в день. Это препарат ГВИ, герпевирусная инфекция. Принимать по 2 таблетки до 6 раз в день.
Это очень эффективный препарат. Также можно заказать чай ГВИ, 1 столовая ложка на стакан воды 2 или даже 3 раза в день. Принимать препарат для иммунитета Эмбрио Плюс, 2 таблетки 3 раза в день. Ну, я не знаю, вы в Украине находитесь или за рубежом. В случае, если за рубежом, вам поможет все-таки вот такая терапия. Также в тот момент, если у вас применение противовирусных препаратов не дадут общего результата, рекомендую подключить к этому всему использование антибиотика. Используйте антибиотик аугментин 1000, 1 таблетка 1 раз в день на протяжении 7 дней. Здесь нужно поставить тире и сказать: Андрей Андреевич, в нашей традиционной медицине использование в ходе лечения вирусных заболеваний антибиотика беспринципно и считается ненужным. Я хочу вам ответить. В момент проявления или появления, ну это ж не дебют, возможно, а уже было у вас это заболевание, ну или если это дебют заболевания, то есть первый раз болеете. В момент появления данного заболевания, в случае, если данное заболевание не лечится и вы болеете им долго, по идее врач должен вам назначить 2 терапии. Первая терапия — это использование гормонального препарата. Какого? Ну, слава богу или не слава богу, их у нас немного. Это Медрол, там 4 или преднизолон, то есть или гидрокортизон в виде инъекций, либо перентеральное введение там препаратов гормональных. Ну, я думаю, что скорее всего врач выберет для вас все-таки Медрол 4, назначит вам этот препарат по 1 таблетке 1 или даже 2 раза в день. В случае, если будет серьезное осложнение, то возможно даже введут вам там такие сложные препараты типа метотрексат и так далее. Но я думаю, что до этого не дойдет. Ну и второй выбор, по моему мнению, более актуальный и более правильный, это после исследования антистрептолизина и выявления того, что у вас высокий антистрептолизин, потому что помимо того, что титры Эпштейна-Барра растут, обычно вместе с ними растет еще и антистрептолизин, то есть это говорит о бактериальном заболевании, которое проявляется в вашей крови, возможно это золотистый стафилококк или просто по-другому стафилококковая инфекция. Ну и назначение антибиотика. Так вот, для того, чтобы не терять время и для того, чтобы вам не назначили антибиотики, вернее, для того, чтобы вам не назначили препараты гормональные, я рекомендую наряду с ибупрофеном, наряду с противовоспалительным препаратом, наряду с гропринозином начать прямо сейчас принимать препарат аугментин. Недолго, 7-дневным курсом. 1000 мг, 1 таблетка 1 раз в день, 7 дней подряд. Итак, Мавалис 1 таблетка 3 раза в день, ибупрофен или ибупром 1 таблетка 2 раза в день. Дальше гропринозин 1 таблетка на 10 кг веса в 1 прием 1 раз в день. И аугментин 1000, 1 таблетка 1 раз в день. Также очень хорошо все это время перейти на диету, так чтобы в вашей диете было много очень перловой каши и вареного картофеля. Это очень улучшит ваше общее самочувствие. Также принимайте бифидобактерии. Инна Шепеленко. Здравствуйте, Андрей, спасибо за деятельность. Подскажите, пожалуйста, что предпринять сильное похудение более 20 килограммов? Пью железняк, тантал, панкрисорб, спасибо. Берете зеленый чай, завариваете и в зеленый чай добавляете 1 столовую ложку сливочного масла и солите. И выпиваете вот такой стакан сливочного масла, вернее стакан зеленого чая с солью и сливочным маслом. Можно еще добавить специю пажитник. Принимайте на протяжении дня 3-4 стакана. Это все для того, чтобы вы поправлялись. Следующее. Возьмите гранат. Семечки и очистите его. Возьмите ягоды, можете из них сделать сок. Или можете, если не любите, выбросить. Нас интересует кожура шкурки граната. Высушите на батарее шкурки граната и измельчите в порошок.
Тот порошок, который получится, заваривайте 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. Пейте по 1 стакану 2 раза в день. Все это в комплексе заметно увеличит ваш вес. Есть магазины спортивного питания. В магазинах спортивного питания продаются вещества, они называются спортсменами гейнеры. Гейнеры — это особого вида быстро усваиваемые углеводы. Обычно это сделано из кукурузного крахмала. Питье вот таких коктейлей помогает спортсмену, ну и обычному человеку быстро и эффективно набрать вес. Далее кисели. Очень хороший способ набрать вес — это изготовление киселя. Кисель делается как компот, просто добавляется 1, 2 или 3 столовые ложки крахмала на 1 литр воды, и после остывания пьется или естся вот такой вот кисель. Я не знаю, как правильно готовить, знаю, что его делают с крахмалом. Попробуйте купить кукурузный крахмал или картофельный крахмал, или уже готовый кисель в брикетах, возможно, такое продается, правда не знаю, есть такое, ну, скорее всего, есть. Ну и поприготавливать кисели. Вот такие кисели, они действительно очень помогают набрать вес. Кстати, очень рекомендую детям, которые непослушные, давайте им вот такой кисель, если будут пить. Человек может худеть еще очень в случае, если он не досыпает, в случае, если у него истощение нервной деятельности. Истощение нервной деятельности обычно происходит перед началом зимы. Осень завершается тем, что человек должен набрать 1, 2 или 3 килограмма веса. В случае, если это не происходит, это связано с истощением центральной нервной деятельности. Возможно, вы не досыпаете, возможно, очень тяжело физически работаете, возможно, у вас очень большие стрессы сейчас в жизни. Именно поэтому что-то делайте для центральной нервной системы. Принимайте карвалол, принимайте барбовал, принимайте настой пиона и валерьяны вместе между собой соединенные. Можно мои капли дипренга, нормалин, можно принимать препарат паставид, серантал, апсантин. Это все необходимо вот так восстанавливать. Потому что когда человек переживает, когда у него проблемы, когда он не досыпает, когда он постоянно в стрессе, то, как правило, именно в этот период он начинает худеть. Ну, и это не все, потому что худеть можно по разным причинам. Но одна из них это как раз вот такая. И ее не учитывать, считаю, не стоило бы. Прошла аппарат КТ, обнаружили на правом надпочечнике миелолипому с камушками. Скажите, пожалуйста, можно ли избежать оперативного вмешательства? Как можно полечить и от чего она образовалась? Скорее всего, это следствие сахарного диабета 2 типа. И когда у человека происходит огромное накопление адреналина, то, как правило, это приводит к появлению на надпочечниках вот таких новообразований. Можно ли справиться с миелолипомой? Ну, первое. Хотелось бы четко понять, является это доброкачественным новообразованием или злокачественным. И в случае, если это МРТ было произведено с контрастным веществом, и миелолипома накопила контрастное вещество, то есть необходимость в проведении оперативного изъятия. В случае, если контрастное вещество не накапливалось, то не стоит на это обращать никакого внимания. И что же это такое, как с этим бороться? Убрать ее, скорее всего, невозможно, но бороться за то, чтобы она уменьшилась раз, и за то, чтобы она мумифицировалась, то есть перестала быть живой и перестала развиваться, возможно. Каким образом? Я считаю, что любое формирование и рост липом связан с высоким холестерином. Почему возникает высокий холестерин? Да, отчасти это связано с питанием, но я считаю, что употребление углеводов в высоком количестве, то есть это яблочки, грушки, это далее второе, использование в высоком количестве
канцерогенных веществ, то есть там курение в большом количестве. То есть необходимо ограничить количество употребления сигарет. Необходимо ограничить высокое употребление углеводов. И третье, увеличить количество сна. Как устранить липому? Как бы это ни звучало странно, но больше спать. Количество ночного сна должно быть не менее 7 часов. Если у вас не получается спать более 7 часов, тогда необходимо 1 час или 2 часа в течение дня посвящать сну. Дальше. Ни в коем случае на ночь не употреблять сладкой пищи, включая фрукты. Стрессы еще влияют, поэтому любые успокаивающие вещества. Там можно найти в аптеке сейчас адаптол. Если не получается спать по ночам, применяйте, может быть, там есть хорошие такие снотворные, Левона 1С. И можно мои препараты для успокоения нервной деятельности, Поставит и Сирантал по 2 таблетки 3 раза в день. Для уменьшения холестерина принимать препараты холестеростопин и гликоцитрохромин, жир-стресс. Можно принимать карвалол, как я раньше давал. Таким образом, убрать липому будет возможно. Юлия Аксенова, сейчас я на 33-й неделе. Поздравляю вас, Юля. Но малышка все еще находится головой вниз. Можно ли как-то повернуть вниз головкой? Делать это каким-либо физическим способом не рекомендую. Возможно, это связано с тем, что там очень короткая пуповина там, или еще что-то, или там патология какая-либо. Не стоит этого делать ни в коем случае. То есть я знаю, есть способы, когда руками или когда там с помощью каких-либо манипуляций можно повернуть, но дело в том, что я совсем не рекомендую это делать. Давайте доверимся природе. Пусть все-таки в случае, если ребенок до момента родов не развернется, я считаю, что это повод для того, чтобы соглашаться на проведение резекции и проведение кесарево сечения. В этом ничего плохого нет. После проведения кесарево сечения восстановление роженицы происходит точно так же в быстрый период. Не стоит ничего этого бояться. Сейчас наша медицина, она продвинулась вперед. А вот такие методы, они могут подвергнуть вас и ребенка к опасности. Поэтому я советовать не буду ничего. Пусть все идет своим путем. Когда придет время родов, пусть гинеколог и акушерка или акушер примут решение в том, что расположение ребенка на 33-й неделе имеет такой вид. В этом тоже нет ничего страшного. Не стоит ничего бояться. В случае, если придется производить кесарево сечение, то нужно всегда знать, что кесарево сечение, оно всегда названо в честь кесаря, то есть Бога, или в честь царя. Кесарь — это царь. Именно поэтому дети, которые появляются через кесарево сечение, они более быстро запоминают, они более активные, они более такие, наверное, быстрые и так далее. То есть не проходили родовые пути, такие дети, они более подвижные, быстро запоминающие и так далее. Не стоит ничего этого бояться. Перенесите свои обязательства и переживания в руки женской консультации и уже сейчас обратитесь к гинекологу, который должен принимать ваши роды, вернее к акушеру, который должен принимать ваши роды. Пойдите на прием, узнайте, как вообще все собирается, насколько это опасно, безопасно и так далее. Ну, не думаю, в вашем случае все будет хорошо, даже не сомневайтесь.
Мама часто бегает ночью в туалет, и сон пропадает приблизительно с 2 часов до 5 утра, не может заснуть. Сегодня сдала анализ крови и мочи на сахар, ждем результаты. С чем нам могут быть связаны частые мочеиспускания? Они могут быть связаны с почечной недостаточностью и циститом. Очень часто именно в это время зимой у женщин появляется цистит. И лечение цистита я рекомендую, в ходе лечения цистита рекомендую использовать мои препараты. Это препарат Ренокс, это препарат Ревилака, это препарат Цистонорм, по 2 таблетки 4 раза в день. Может ли сахарный диабет 2 типа или 1 типа? Кстати, женщина писала, что очень похудела, необходимо провести исследование глюкозы, возможно это развитие сахарного диабета 1 типа. Необходимо это устранить. В случае, если вы похудели на фоне сахарного диабета 1 типа, то необходимо начать лечение сахарного диабета 1 типа. То есть необходимо сдать исследования крови, сдать исследования глюкозы, холестерина и инсулина, для того, чтобы определить, ну и в случае, если показатели изменены, обратиться к эндокринологу. Ну и с вашей мамой. Итак, в случае, если у мамы быстрые походы в туалет, это связано с тем, что у нее цистит, и помогут следующие препараты моей компании: Энуретин, Цистонорм, Ренокс, Ревилака, по 2 таблетки 4 раза в день. Также ограничить употребление кислой, горькой, острой пищи, очень жирной. То есть диета такая вегетарианская, мало мясная и теплые компрессы на пояснично-крестцовый отдел. Ну и хорошо было бы пропить антибиотики. Это норфлоксацин и норфлоксацин 50 мг 1 таблетка 1 раз в день. И трихопол тоже 200 мг 1 таблетка 1 раз в день. Ага. Метронидазол, то бишь трихопол, продается 250 миллиграммов. Значит, 1 таблетка 1 раз в день. Норфлоксацин, если медицинские препараты, то канифрон 1 таблетка 3 раза в день. Дальше метронидазол 1 таблетка 1 раз в день. Норфлоксацин 1 таблетка 1 раз в день. На протяжении не менее 7 дней. Ирина Шепеленко. Уважаемый Андрей Андреевич, спасибо за деятельность. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять сильное похудение более 20 килограммов? Ответил ранее, но хотел бы еще раз вам сказать, что необходимо сдать инсулин и глюкозу, кровь на инсулин и глюкозу и определить, не является ли это у вас дебютом заболевания сахарный диабет, для того, чтобы все-таки исключить вероятность этого заболевания. Юлия, пожалуйста, по каким причинам может встречаться у человека недостаточность витамина N? Можно ли принимать альфа-липоевую кислоту ТФ в качестве препарата профилактики после 38 лет? Недостаточность витамина N. Что это за витамин N? Давайте я посмотрю. Витамин N. Так витамин N это и есть альфа-липоевая тектовая. Понятно. Так бы и писали. По каким причинам может встречаться у человека недостаток витамина N? Можно ли принимать альфа-липоевую кислоту ТФ в качестве профилактики после 38 лет? Спасибо за ваши бесценные советы и помощь. Альфа-липоевая кислота выделяется или синтезируется в нашем организме, является, сейчас я почитаю, то я не помню, альфа-липоевая кислота. Ага, альфа-липоевая кислота не является витамином. Вы меня ввели просто в заблуждение, хотя я знал это, но тем не менее.
Альфа-липоевая кислота — это аминокислота. Аминокислота у нас формируется в нашем организме самостоятельно. И недостаточность альфа-липоевой кислоты — это естественное состояние при заболеваниях сахарный диабет второго типа. Чем больше ожирения у человека, тем менее альфа-липоевой кислоты выделяется в организме. Почему? Накопление инсулина препятствует формированию и появлению альфа-липоевой кислоты. Альфа-липоевая кислота — это кислота, которая тормозится с появлением высокого количества инсулина. При сахарном диабете второго типа, как определить данное заболевание? При развернутом анализе крови заболевание сахарный диабет второго типа виден человеку, виден врачу-эндокринологу, как появление небольшого повышения маркера инсулина. То есть инсулин, его немного больше. Даже небольшое количество инсулина в крови говорит о том, что человек болеет сахарным диабетом второго типа. Реакция организма на это. Что такое инсулин? Инсулин накапливается только в жировых тканях. В других тканях инсулин не накапливается. Когда инсулин накапливается в жировых тканях, то появляется снижение альфа-липоевой кислоты. Снижение альфа-липоевой кислоты приводит к появлению нейропатии. То есть у человека происходит уменьшение просвета сосудов, и появляется заболевание нейропения, нейропатия нижних конечностей, полинейропатия. То же самое происходит во время заболевания сахарный диабет первого типа. Когда у человека повышается глюкоза и нет инсулина, то такому человеку вводят инсулин. Очень часто, когда вводят инсулин, рассчитать необходимую дозировку введенного инсулина невозможно. И очень часто это приводит к появлению гиперинсулинности в крови и к появлению уменьшения альфа-липоевой кислоты. Именно поэтому при неправильной выборе дозировки инсулина при сахарном диабете первого типа, при заболевании сахарный диабет второго типа человеку необходимо использовать альфа-липоевую кислоту. Альфа-липоевая кислота, она продается в нашей компании. Использовать альфа-липоевую кислоту необходимо следующим образом. Она усваивается только если ее принимать натощак. 2-3 или даже 4 таблетки альфа-липоевой кислоты утром натощак за 1-2 часа до приема утренней пищи. Точно так же и вечером принимать альфа-липоевую кислоту необходимо перед самым сном. То есть последнее, что должен выпить человек, это 1, 2, 3 или 4 таблетки альфа-липоевой кислоты, применяя перед самым сном. Я считаю, что применение альфа-липоевой кислоты, помимо того, что улучшает состояние сосудов, нижних конечностей, сосудов мозга, может еще и оказывать заметное действие, которое может выражено быть в том, что человек начинает худеть при ожирении. То есть использовать альфа-липоевую кислоту можно как один из препаратов при лечении общего ожирения. Когда у человека начинает врастать ноготь на ноге, при атеросклеропатии, артериосклеропатии нижних конечностей. Во время появления всех этих заболеваний, при появлении зудит кожа на ногах, отслаиваются ногти, болят ногти, болезненные конечности на ногах, очень сильно замерзают ноги. Это все случаи артериосклеропатии, и во всех этих случаях полный вы человек или худой, необходимо начать на фоне курения или высокого холестерина. Очень рекомендую использовать аминокислоту альфа-липоевую или тиоктовую кислоту, применяя по моей рекомендации. Это не витамин Н. Какой витамин Н? Рудых Галина. Здравствуйте, пью дипасалт, артридикс артрозин, вертебралис нео от бурситов. Через 10 дней приема воспалились вены на ногах. Да. Печет от колена по внутренней голени вверх. Лечу бурситы. Отдохнуть или продолжать? Варикоза нет. Отдохнуть.
Также полностью убрать мясную пищу и сладкую пищу из рациона питания. Отдохните, сделайте однонедельный перерыв, после чего продолжите прием. Здравствуйте, дочери 23 года, высокий пульс 100-137, редко 90, давление 110/70. Чем можно помочь? Это как раз и говорит о том, что у нее начинаются самые настоящие неврозы. А вы описали невроз и на его фоне, скорее всего, вегетососудистую дистонию. По моему мнению, любая вегетососудистая дистония есть синдромом врожденного пролапса сердечного клапана. Но его не видят в зрелом возрасте, как правило. Одна из особенностей вот такого синдрома, который называют вегетососудистая дистония, кроется в том, что люди, в большинстве своем, у которых появляется вегетососудистая дистония, это люди, у которых появляется невроз на фоне пролапса сердечного клапана, не диагностированного или не увиденного врачами в раннем или там преднатальном периоде. Ну и, конечно же, как нужно это все лечить? Поможет карвалол. 30 капель на стакан воды утром, 30 капель в течение дня на стакан воды. Также для того, чтобы не было этой дистонии, принимайте препарат Дитарекс по 2 таблетки 3 раза в день, Энескард по 2 таблетки 3 раза в день и Поставит по 2 таблетки 3 раза в день. За 1 месяц давление нормализуется и вот эти невротические состояния исчезнут. Также и сердце полечите сразу. Вот. Наталья Керн. Сказали, даже нельзя применять антибиотики и противовоспалительные, само пройдет. Ай-яй-яй-яй, бессовестные. ГВИ эмбрио имею дома. Начните принимать ГВИ 2 таблетки 4 раза в день. Эмбрио плюс 2 таблетки 4 раза в день. Опасна ли эта болезнь? Опасна данная болезнь, если ее герпетический приступ не лечить. А именно это сейчас и происходит. Почему это делают врачи? Они имеют свои лечебные протоколы, очень часто приводящие и их, и пациента к заблуждениям. Делайте, как я говорю. Через неделю уже напишите мне, Андрей Андреевич, огромное спасибо. Вот серьезно вам говорю, не слушайте их, делайте, как я вас научу. Перед підготовкою завагітнити порадьте, будь ласка, яку медицину чи вітаміни ліпше почати вживати. Начните принимать мои препараты Фемамакс. Это витамины такие для тех, кто хочет начать беременеть. Дальше Карунеш и Кинскит по 2 таблетки 3 раза в день. А мужчина Мускус по 1 чайной ложке на стакан воды и Красный дракон по 1 таблетке 3 раза в день. Если начать принимать данные препараты, то беременность у вас наступит естественным путем и быстро, если нет для этого никаких противопоказаний. Также хочу напомнить о том, что наша компания «Тибетская формула», она активно занимается профилактикой и пропагандирует здоровый образ жизни, который говорит о том, что человек должен высыпаться, о том, что алкоголь это все-таки нехорошо, о том, что объедание сладкой пищей и переедание мясной пищи тоже не очень хорошо сказывается для человека. Именно поэтому в нашей компании были разработаны витамины и витаминно-минеральные комплексы. О них несколько слов. Итак, первый препарат называется Максидерил. Поддерживает здоровье и красоту волос и ногтей. Предоставляет организму все необходимые витамины и аминокислоты, чтобы ваши волосы стали густыми, упругими, сильными и блестящими. Как у меня. Это была шутка. Дальше. Препарат Симар, это витамины, питает и укрепляет сердечную мышцу. Мне очень нравится, я сердечник по жизни с самого детства. Действительно, препарат начинаешь принимать и вообще забываешь о том, что у тебя где-то когда-то там что-то могло там стукнуть, болеть и так далее. Поддерживает здоровое состояние сосудов, улучшает состав крови, способствует нормализации давления, рекомендуется для употребления в любом возрасте, для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Симар помогает еще и успокоить сердце. Очень часто у нас появляется кардионевроз, который, как правило, связан с авитаминозом кардиомышцы или перикарда. Именно поэтому наше сердце тоже нуждается и в аминокислотах, и в определенных витаминах.
покормить свое сердце, устранить кардионевроз поможет применение витаминов Симар. Супра — мой любимый препарат. Если ребенок не может утром просыпаться, если ваша жена утром испытывает состояние панической атаки на фоне вечной голодания, чтобы вам понравиться, а вы утром имеете плохое самочувствие, утром не хотите кушать, это говорит о том, что у вас авитаминоз. Авитаминоз может проявляться в виде того, что выпадают волосы, ухудшается к вечернему времени давление, а перед сном человек не может заснуть. Также появляются аритмии, появляется общая слабость и синдром хронической усталости. В этих случаях я рекомендую использовать максимально цитологически допустимые максимальные концентрации витаминных комплексов и минеральных комплексов и аминокислот, которые мы используем в комплексе, который называется комплекс Супра. В нем находится 13 компонентов, все необходимые компоненты для того, чтобы человек был полноценным и обеспечивал себя правильно и мог нормализовать обмен веществ, поддержание организма в здоровом состоянии, необходим спортсменам, необходим тем, кто хочет начать иметь детей, имеет недостаточные условия отдыха, недостаточные условия питания, имеет синдром хронической усталости, имеет потерю зрения или сейчас начинаются головокружения на фоне усталости, панические атаки и так далее. Имеет физические нагрузки, работу на открытом воздухе. Всем этим людям я рекомендую использовать препарат Супра. Помимо всего прочего, использование препарата Супра совместно с препаратом Цистин способствует яркому омоложению внешнего вида, уменьшению жировой прокладки, восстановлению в период стресса, ну и так далее. Далее, Фимимакс содержит высокое количество комплекс необходимый женскому организму витаминов, микроэлементов, имеет высокое содержание фолиевой кислоты, очень помогает при заболеваниях и проблемах, связанных с кожей лица и волос, помогает поддерживать в здоровом состоянии женскую репродуктивную систему, особенно в период беременности, потому что в Фимимаксе находится большое количество фолиевой кислоты. Вынашиваете ребенка, принимайте фолиевую кислоту. Это безопасно, улучшится общее состояние. Альфа-липоевая кислота, рассказал о ней. Витамин Е тоже. Вы знаете, что такое? Есть у нас чай, и этот чай у нас называется у нас цампа. Есть у нас чай, называется цампа. Да, Женя, есть у нас цампа или нет? Называется цампа, да? Цампа. Моя мама, она тотальный противник использования фармпрепаратов. Но у мамы постоянно гастриты, мамы постоянно поднимается давление, у мамы постоянно изжога, чтобы она не съела. Но принимать какие-либо препараты, даже моей компании, она не хочет, категорически. Она любит кофе. Я ей назначил, чтобы она пила вместо кофе мой чай, который называется цампа. Данный чай делается из пережженного ячменя. Он определенным образом обрабатывается так, чтобы там были семена, которые подвергаются одной температуре, второй, третьей, четвертой. Потом все эти соединения, они между собой смешиваются, превращаются в пудру или в муку такую черного цвета. И я рекомендую это использовать в виде заваренного вот такого заменителя кофе. Один из самых лучших чаев, который может помочь человеку избавиться от гастритов, гастродуоденитов, храпов, высокого давления, пониженного давления, улучшает нервную деятельность, центральную нервную деятельность. Бром, который находится в составе, успокаивает.
Витамин С, который находится в составе витамин Е, имеет ярко выраженную геронтологическую особенность. Вещества, которые появляются и которые находятся, восстанавливают деятельность сердечной мышцы, уменьшают кислотность желудочно-кишечного тракта, имеют общее вот такое восстанавливающее действие, седативное действие на пищеварительную систему. Обычно есть тип женщин, ну и мужчин, которые реагируют стрессом, через стресс. Стресс воздействует на центральную нервную деятельность, на периферическую нервную деятельность. И эти неврозы повышают кислотность желудочно-кишечного тракта, повышая перистальтику, увеличивая выделение соляной кислоты. Всем этим людям поможет вот мой чай, который называется Цампа. Он действительно очень эффективен при повышающейся кислотности, при гастродуодените, при гастрорефлюксном заболевании. Здоровым быть легко, поможет нам Дуйко. Я постарался сегодня ответить на все ваши вопросы, которые вы задавали во время данного семинара. Обязательно воспользуйтесь кнопкой, которая сейчас мигает в правом нижнем углу нашей вебинарной комнате. Свяжитесь с операторами, если у вас возникли какие-либо вопросы, и операторы помогут вам выбрать те препараты, которые вам необходимы. До свидания, будьте здоровы, с наступающими вас праздниками. Человек дергает ногой, бросайте пить алкоголь, переставайте переживать. Следите за двумя моделями нашего организма. Это приводите к тому, чтобы у вас не повышалась кислотность желудка. Второе, переводите свой организм в состояние, при котором у вас не будет стрессов. По-другому это выглядит так. Я, допустим, очень рекомендую на протяжении дня есть супы. Почему супы? Супы увеличивают количество секрета желудка, снижая кислотность. Второе, я рекомендую на протяжении дня принимать щелочную воду. Даже с утра натощак можно принимать теплую воду, в которую можно добавлять четверть столовой ложки или даже 1 чайную ложку соды обычной. Дело в том, что такая сода, выпитая натощак, она успокоит не только желудок и снизит не только секрецию, вернее снизит не только соляную кислоту в вашем желудке. Она поможет вам справиться еще и с неврозами. И как ни странно, употребляя по утрам соду в стакане воды, вы начнете более глубоко спать. А это еще и улучшит иммунитет. А к чему же здесь герпес? Дело в том, что первое и второе, как правило, приводит к тому, что у человека снижается иммунитет. Сниженный иммунитет приводит к появлению язвенного заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Приводит к появлению герпевирусных инфекций. Это все 6 герпесов, которые есть, цитомегалы, Эпштейна-Барра и так далее, папилломавирус и так далее. И когда у человека начинает обнаруживать вот такой герпес, то человек обычно говорит, а чем же лечить герпес, ведь, допустим, герпес Эпштейна-Барра может быть связан с появлением полипов в носоглотке, может быть связан с появлением новообразований на коре головного или в коре головного мозга и в головном мозге. Может быть связано с синдромом хронической усталости. Папилломавирус может приводить к тому, что появляется заболевание папилломатоз. Считается, что папилломавирус может приводить к разным проявлениям заболевания, от миомы матки до аднексита и так далее. То есть и здесь вопрос такой, чем же лечить? Очень долгое время ученые на территории Германии пытаются выяснить и пытаются найти оптимальный вариант лечения всех герпевирусных заболеваний и пытаются определить, какое вещество максимально воздействует на вирус герпеса любого типа. И было выяснено, что вещество Германии, это такой минерал редкоземельный, в небольшой концентрации может помочь человеку. Но в клинических испытаниях было отмечено, что действие вещества Германия, конечно же, есть, но оно не яркое, не активное и может быть даже непродолжительное.
Конечно же, там иммунологические препараты, препараты иммуноглобулинов там, и так далее, они могут помогать человеку. Но мне бы хотелось сказать несколько слов о железняке. Оказывается, последние исследования, которые были проведены на протяжении нескольких лет, в ходе исследований использовался экстракт вещества природного происхождения растения железняк, и его широко используют при лечении заболевания простейший гастрит. То есть человек принимал просто гидролат или принимал заваренный состав растения железняк, и это улучшало общее состояние желудка, двенадцатиперстной кишки. Как ни странно, восстанавливался сон. Но удивительным было то, что в момент его применения более чем все остальное улучшалось состояние противогерпетическое. То есть начали выявлять, что вещество, которое находится в траве железняк, помогает избавиться от всех типов герпеса. В нашей компании данный препарат представлен в виде чая железняк. Приобрести его можно на моем сайте aduiko.com. Принимайте чай железняк. Также мной разработан специально препарат, который называется ГВИ. В нем находятся экстракты 5 растений, которые могут помочь справиться со всеми видами герпеса. И третье, в моей компании продается препарат с названием Германи, который я рекомендую использовать в ходе комплексного лечения герпевирусных инфекций. Итак, лечение герпевирусной инфекции, мои рекомендации: 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды 1 раз в день, желательно в утреннее время, 1 столовая ложка чая железняк на 1 стакан воды 2 раза в день, 1 чайная ложка Германия 2 раза в день, запивая водой, и препарат ГВИ по 2 таблетки 3 раза в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Болит шея, левая сторона щеки припухшая слегка и как будто в ухо отдает. Это у вас воспаление тройничного нерва или остеохондроз и воспаление шейного отдела. Медицинский препарат, который уберет у вас боль, это любой противовоспалительный, это возможно диклофенак или мовалис. Смазывайте мазью диклофенак. Если у вас есть возможность, приобретите мою мазь, она называется Габбана. Есть еще золотой бальзам. Габбана лучше, смазывая место боли, может устранить эту боль или болевой синдром, быстро устранив синдром воспаления. Мазью Габбана и мазью Габбана или мазью диклофенак гелем каким-нибудь, Вольтарен гелем, можете убрать самотек. Воспаление может убрать препарат мовалис или диклофенак, негормональный противовоспалительный препарат. Убрать боль поможет препарат. Можно использовать 1 таблетку фенлипсин. Из нетрадиционной медицины я рекомендую использовать медовый массаж. То есть смазывайте баночку теплую какую-нибудь медом и вот таким образом катаете. В баночку добавляете, можно в бутылочку маленькую добавить небольшое количество теплой воды, само лицо намазать и шею намазать медом, и вот таким образом катать по лицу и катать по шее. Вот такой вот баночкой минут 20-30 это может помочь справиться с болевым синдромом. Подскажите, постоянный грибок на ногтях пальцев рук разъедает ногтевую пластину, помогает масло чайного дерева и компрессы ненадолго. Врач сказал, что это грибок из-за дрожжевых бактерий. Гематилу принимала и масло чайного дерева, ваше натуральное, на ногтевую пластину. Что из трав можно принимать? Стандартные витамины для иммунитета принимаю. Заранее спасибо за ответ. Как определить, болеете вы грибком или это у вас заболевание более органическое? Есть такое заболевание, которое развивается при заболевании сахарный диабет 2 типа. Есть автономное заболевание, оно называется артериосклероз. Это когда появляется тромбоз сосудов нижних конечностей и проявляется в виде отмирания тканей на пальцах ноги. Обычно диагноз может поставить невролог за счет проведения определенных тестов и рефлексов, которые могут показать, сохранены ли рефлексы в конечностях или нет.
так как вот отсутствие рефлексов может как раз и говорить об атеросклерозе, об артериосклерозе нижних конечностей. Второе — это полинейропатия на фоне сахарного диабета второго типа, которая тоже может быть, проявляться в виде того, что ноготь отслаивается, становится толстым. Ну и третье — грибковое заболевание. Чем отличается, есть еще псориаз ногтевого ложа. Чем отличается первое, второе, третье, ровным счетом, как и четвертое, друг от друга? Итак, если у вас развивается заболевание грибок, то от нижней конечности у вас обязательно должен идти атипичный запах, похожий на гниение белка. То есть такой серный запах, серно, прямо с таким очень ярким запахом серы. В случае, если у вас псориаз, то запаха может никакого не быть, но при этом может возникать невероятный зуд, а также огромное количество отшелушиваний, которые могут происходить. То есть каждый день от ногтя или от ногтевого ложа или от кожи вокруг находящейся может происходить заметное отшелушивание кожи, и постоянно может происходить такой болевой синдром или болевой эффект с воспалением, и такое воспаление геморрагическое может быть, то есть там может появляться частички крови, может появляться частички сукровицы, вот такой, и такое общее воспаляющее, пульсирующее и разрывающая такая внутренняя боль. При артериосклерозе нижней конечности обычно происходит мумификация пальца, то есть палец становится по сравнению с пальцем там одной из ног более маленьким, вершина пальца становится острообразным или пикообразная, и ноготь становится такой S-образный, выпуклый наружу, и такое ощущение, как будто палец выталкивает ноготь. Ноготь при этом начинает слоиться и образует большую толщину. Но все-таки вернемся к... Давайте, чем лечить первое, второе, третье, четвертое. В случае, если у вас артериосклероз, в случае, если у вас ноготь, палец мумифицируется, необходимо уменьшить употребление углеводов, ногу хорошо смазывать от бедра и до нижней конечности камфорным спиртом или камфорным маслом, саму ногтевую пластину обрабатывать тоже хорошо камфорным спиртом или камфорным маслом, принимать при этом препарат альфа-липоевая кислота по 2 таблетки 3-4 раза в день, обратиться к неврологу и обратиться к врачу, который может проверить или провести исследование Доплера ваших сосудов на ногах. Второе, в случае, если от ногтевой пластины идет яркий разящий запах, с которым невозможно справиться, и между пальцами происходит формирование запаха изуда, применяйте мою болтушку, возьмите обычное яйцо куриное в скорлупе, залейте его уксусом, поставьте в банке на 3-4 дня, пробейте, не отцеживая, взболтайте это все, можно миксером, ватным тампоном смазывайте эти места 2-3 раза в день на протяжении 10 дней. Обычно вот такой грибок исчезает. Кстати, вот такая болтушка, я о ней говорил ранее, может помочь избавиться от болевого синдрома. В случае, если болит колено, непонятного происхождения боль неврологического, если остеохондроз, если бурсит плечевого сустава, если, допустим, болит там изгиб кисти, локтя, там тазобедренный сустав, появляется у вас артроз тазобедренного сустава, очень болит, ничего не можете с этим сделать, вот смазывайте вот такой болтушкой, она убирает боль в дальнейшем, устраняет подкожное накопление уратных, оксалатных и кальциево-фосфорных соединений, очень рекомендую. Даже рекомендую в виде компресса на пояснично-крестцовый отдел. Как ни странно, вот такая болтушка зарекомендовала себя и, как ни странно, устраняет почему-то камни в почках, куда-то они деваются, объяснения этому с позиции физиологии организма нет или патологической физиологии объяснения дать невозможно, поэтому все это будет известно в будущем, когда начнут это изучать, возможно. Дальше.
Ну и псориаз, псориатические бляшки, с этим бороться будет уже гораздо сложнее. Это такой процесс длительный. Я рекомендую использовать мою мазь Псориатикс совместно с мазью изотоновой. Или второй вариант использования моего спрея, который называется спрей изотон. Смазывать спреем изотон место появления псориатической бляшки или наносить на места псориатических бляшек, делать это на протяжении дня до 10 раз, это устранит псориаз, поможет вам избавиться. Народные способы: если очень беспокоит псориаз, если появляется воспаление вокруг псориаза, если псориаз очень агрессивный, размягчить его, сделать его более мягким, помогут обычные, устранить болевой синдром, помогут обычные рыльца кукурузные. Заваривается 1 столовая ложка на стакан воды, после чего влажная салфетка в виде аппликации прикладывается к месту вашего псориаза, после чего вытирается или смакивается сухим полотенцем спустя 15-20 минут и смазывается мазью изотоновой. Юлия Пархоменко: здравствуйте, Андрей Андреевич, не успела еще задать вопрос, а ответ уже получила. Вот хорошо. Здравствуйте, дочке 14 лет, у нее атипический дерматит. Вы знаете, что атипический дерматит является следствием аллергии, а аллергия является следствием высокой кислотности желудка. А высокая кислотность желудка очень может быть часто проявляться за счет хронического гастрита. И это может быть следствием ранее перенесенного хронического танзилита, синусита, и которое спровоцировало кислородное голодание. Именно поэтому активное дыхание на воздухе, когда человек дышит по моей методике, методом Далкара, устраняет кислородное голодание, после чего использование назального спрея эмбрионазин устраняет синусит и танзилит, который может быть вечно в хронической форме, что фактически переводит к тому, что желудочно-кишечный тракт начинает хорошо работать. А если добавить еще чай железняк и препарат здоровый желудок, попринимать еще сырое яичко с утра и вечером, можно еще и соду, то лечить в дальнейшем атипический дерматит не нужно будет. Одно яйцо сырое утром, после чего 1 чайная ложка соды на стакан воды с утра. После этого спрей назальный эмбрионазин 2 раза в день. Активное дыхание на открытом воздухе, уменьшение употребления углеводов, особенно конфет, не давать возможности ребенку переживать очень активно, можно использовать капли какие-нибудь. В нашей компании есть ряд успокоительных капель, сейчас я покажу, какие есть. Вот есть капли Мирмил и вторые капли называются Дипренгал. Мирмил и Дипренгал. Как использовать? Вот мне нравится Мирмил, вот эти капли. То есть капли имеют очень вкусный запах, такой травкой пахнет. Буквально можно прямо в рот капнуть 1-2 капли, можно накапать там 5-8 капель на ложку с водой и выпить. Они в мягкой форме, без седативного действия, такого яркого, когда хочется спать, действует на человека. В случае, если ребенок стрессует, у ребенка не хватает кислорода, они же там в школе вообще на улицу не выходят, дома на улицу не выходят. Это формирует хронический танзилит, синусит, может быть даже гайморит. И в дальнейшем это приводит к появлению хронического гастрита и так далее. Доказательства. Книга Берга. Ищите, называется книга Берга «Происхождение заболеваний». Именно он, академик, доктор медицинских наук, написал в своей книге о том, что хронический гастрит является следствием ранее перенесенного хронического танзилита, синусита, которое провоцировало кислородное голодание, гастрит с секреторной недостаточностью. Кстати, он писал о том, что гастрит с секреторной недостаточностью, когда у человека пониженная кислотность, очень связана с тем, что не хватает витамина С. Именно поэтому я создал такой препарат, который называется Бактомакс,
который поможет людям с гастритом, с низкой секреторной недостаточностью или с пониженной кислотностью восстановить свой желудок и восстановить ЖКТ с высоким содержанием аскорбиновой кислоты и неоцином аскорбиновой кислоты. Вот, ответил, да. Марат Рахимов. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Хотелось бы спросить у вас мудрого совета. Дочери 18 лет, зрение 7,5. Стоит ли делать коррекцию зрения лазером? Да. Стоит делать коррекцию лазером. Это даст эффект. Дело в том, что... Почему я так считаю? Дело в том, что 18 лет и в дальнейшем у нее предстоит еще образовательные программы. Ей придется обучаться, ей придется много читать, ей придется получать информацию. Для нее зрение, оно в данный момент является важным моментом. И поэтому, если сделать коррекцию зрения, она сможет вести полноценный образ жизни. Второй вариант. Андрей Андреевич, разве нельзя это убрать? Можно. Сколько времени нужно спросить, это займет? Для того, чтобы вернуть зрение, чтобы оно у нее начало восстанавливаться, необходимо от 3 до 6 лет. А в 18 лет заниматься сейчас каждый день по 2-3 часа зрением у нее не будет возможности. Потому что 19 лет это институт, до 23 лет и 24, потом еще там получение какой-то квалификации, обучения и так далее. То есть это время, когда зрение ей прямо чрезвычайно необходимо. Поэтому самый простой вариант — это не заниматься зрением, а все-таки решить кардинально данную задачу путем лазерной коррекции. Анастасия Лопухова. Где купить ваши препараты? Все мои препараты можно купить на моем сайте aduiko.com. В интернете, в гугле можно написать тибетская формула. Тибетская формула. Киста почки. Что делать? Рак яичника, 4-я стадия. Помогите. Первое, что необходимо сделать при раке яичника 4-й стадии, это резекцию этого яичника. После удаления яичника необходимо провести курс химиотерапии. Или второй вариант, если уже 4-я стадия, скорее всего это уже стадия не очень хорошая. Первое, что необходимо сделать, провести химиотерапию, после чего сделать резекцию яичника и после этого провести повторно химиотерапию. Таким образом спасти вас будет возможно. Лучше жить без яичника, чем умереть с яичником. Врач назначил подростку в 14 лет принимать бром для успокоения нервов, но информация о броме очень противоречивая. Даже Елена Рерих его очень не советовала. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, действительно ли бром желателен? Если подросток девочка, хорошо. Если подросток мальчик, нехорошо. Дело в том, что бром, он угнетает центральную нервную систему. Я хочу вам дать еще раз такую подсказку. Вы должны знать, что у подростка стрессовое состояние возникает в тот момент, когда у него увеличивается кислотность желудка. Именно поэтому один из самых простых способов уменьшения кислотности желудочно-кишечного тракта — это применение обычной соды. Возьмите обычную соду, давайте ребенку по чайной ложке на стакан воды теплой 2-3 раза в день. Ничего в этом страшного нет. Не делайте это долго. Пусть принимает курсом, допустим, 15 дней, потом 2 недели перерыв и еще 15 дней. Вы увидите, как ребенок успокоится, у него улучшится зрение, исчезнут аллергии, улучшится сон и так далее. Из моих препаратов, которые могут помочь ребенку успокоиться, вы должны знать, что очень часто, когда не хватает кальция, выделяется адреналин. Именно поэтому такие адреналиновые дети — это дети, которые не могут сдерживаться. И для того, чтобы сдерживание такое происходило, давайте ребенку утром кальций в виде препарата цитрокальцимин, 1 чайная ложка на стакан воды. Соду, 1 чайная ложка соды на стакан воды на протяжении дня. В течение дня, особенно вечером, 1 столовая ложка препарата Magnum Cit 300, то есть препарата с высоким содержанием магния,
на 1 стакан воды 1 раз в день ближе к вечеру. Перед самым сном давайте препарат либо чай Дитарекс, либо капли Мермил, либо препарат Пастовид, потому что Пастовид уберет у ребенка вот такие взрывные состояния. Что по отношению к бору? Фу, не к бору, а к брому. Бром угнетает гормональную систему, может ребенку замедлить рост физиологический, может гормонально уменьшить рост гениталий, допустим, изменить общее гормональное состояние ребенка. Именно поэтому я противник применения брома. Чем можно заменить бром? Есть очень хорошие капли, называются карвалол, барбовал. Вот можно давать либо лучше карвалол. Но давайте его ребенку лучше перед самым сном. 30 капель карвалола на полстакана теплой воды или компота перед сном. Также ребенку, которому необходимо улучшить общее состояние центральной нервной деятельности, максимально нужно устранять во второй половине дня употребление углеводов. То есть никаких конфет, шоколадок, сиропов, сладкой воды, кока-колы, минеральной воды. Нельзя есть сосиски, так как в них большое количество крахмалов. Из рациона питания убрать вермишель, убрать бананы, убрать все, где находится крахмал в высоком содержании. Все в нашем организме взаимосвязано. Что первично? Образование вальгуса на ногах или болезнь тазобедренного сустава. Нет, первично возникновение подагр. И первично появление солевого диатеза от неправильного питания. И первично заболевание почек. Вот что первично. А почему почки? Что такое почки? Почки — это фильтр крови. И когда в кровь что-то попадает или что-либо происходит в организме, допустим, высокий холестерин, депонация происходит за счет почек. Далее фильтруется почками. Далее билирубин через почки, аминотрансфераза, ацетиламинотрансфераза, билирубин, холестерин, высокие лимфоциты, высокие лейкоциты, и так далее. Высокие эритроциты, это уже заболевание печени. То есть это все приводит к тому, что появляется заболевание почек. Высокая глюкоза, как правило, очень активно влияет на почки. Как обычно это выглядит? Алкоголь и много сладостей приводит к появлению заболеваний артроз тазобедренного сустава, вальгусная стопа. Чем лечить это все необходимо? Препарат Депосалт, препарат компании Манкулит, препарат Метикс, препарат Подагрин. Все принимать по одной таблетке 3 раза в день. Препарат Метикс 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Убрать из рациона питания говядину, свинину, колбасные изделия, копченые изделия. Есть как можно больше огурцов без кожуры. Вообще вылечить такое заболевание можно, если применять вот такой вот рецепт. На протяжении дня, каждый день выпивайте не менее 1 литра кефира и съедайте не менее 200-300 граммов очищенных огурцов. Это в комплексе поможет убрать и вальгусную стопу, и справиться с заболеваниями почек, почистить кровь, уменьшить вес. Но это только при условии, если не будет алкоголя. Что посоветуете для женского здоровья? Почему-то сбои в цикле, хотя чувствую себя хорошо. Когда происходит сбой в цикле, то это говорит о том, что есть изменения. Какие? Это изменения, которые связаны, как правило, с прогестероном. Как правило, с прогестероном. Прогестерон можно стимулировать. Каким образом? Первое. Если есть сбои цикла, как правило, это связано с прогестероном. Недостаточность прогестерона может быть обусловлена взрослением женщины, переходом в новый режим формирования выделения гормонов, снижением антимюллеровского гормона, фолликулярной фазы, ну какая разница. Смещение смещение самой овуляции, или вообще переход на отсутствие менструации, может быть переход в климактерийский период. Это всегда связано прежде всего с низким прогестероном.
Прогестерон можно, также эндометриоз и возникновение эндометриоза тоже, как правило, связано с низким прогестероном. Как можно повысить прогестерон? Способов на самом деле хватает. Один из способов — это использование, допустим, эмбрионального коктейля для спринцевания. У меня есть такой коктейль, он называется коктейль эмбриофемина. Использование его — 1 чайная ложка на стакан воды, вагинальное спринцевание. 1 раз в день, желательно в вечернее время. Это восстановит цикл. Второй препарат дисминора. Это препарат, который помогает восстановить формирование и выделение прогестерона и улучшает общее состояние цикла. Овуляция появляется вовремя, цикл становится ровным и так далее. И, в общем-то, эндометриоз или нарушение выведения эндометрия во время менструации может привести к появлению эндометриоза, утолщения эндометрии, ну и различных гинекологических патологий, которых там, слава богу, хватает. И устранить это можно, используя мою мазь, которая называется эндометрикс, то есть вводя эндометрикс мазь в небольшом количестве вагинально на ночь. Народные способы использования спринцевания: 1 стакан теплой воды с добавлением ароматических масел чайного дерева, нероли, аниса и жасмина. Спринцевание проводится 1 раз, желательно вагинальное спринцевание во второй половине дня, ну можно и в первой. Народный способ — это введение еще и меда. Ну, не будем об этом говорить. Скажите, пожалуйста, про нитку синюю, сколько узелков завязывать? Давайте еще раз. Существуют 3 нити, о которых я говорю все время, и которые можно завязывать на различные места. В случае, если человек повесит или обвяжет правую руку или левую руку, не имеет значения, синей нитью на 1, 2, 3 оборота и завяжет сколько угодно узлов, то это снизит у человека, вернее, поможет человеку справиться с заболеванием отеков. Также улучшит работу почек. Если синюю нить носить на пояснице, то синяя нить поможет справиться с заболеваниями печени. То есть в случае, если есть желчекаменная болезнь и так далее, то есть одевают синюю нить на поясницу. Если на поясницу одевают зеленую нить, а 2 конца этой зеленой нити связывают или завязывают на 38 узлов, то это устраняет боли, которые находятся в позвоночнике, чем бы они ни были вызваны: грыжа шморля, или это листоз, или это протрузии дисков, или там с чем угодно это может быть связано, остеохондроз. В случае, если есть такая боль, ношение такой нити, почему-то, объяснение с позиции медицины дать не могу, почему-то могут помочь справиться с данным заболеванием. Ношение желтой нити на пояснице, сколько угодно узлов, но нить должна быть шерстяная лучше всего, может помочь избавиться от заболеваний, связанных с щитовидной железой и мочевым пузырем. То есть улучшит мочеиспускание, уберет цистит, недержание мочи и так далее. Какие там нити? Если красные нити завязать в косичку, там 3-4 нити связать в косичку и одеть на левую или на правую кисть, нужно смотреть, потому что если одеть на левую или на правую кисть, то будет снижаться давление. И здесь почему-то с одними людьми работает определенным образом и совершенно противоположно с другими. Так, одному человеку я посоветовал одеть на левую кисть красную нить, что снизило у него давление, без того низкое. Я посоветовал ему одеть эту нить на правую руку, после чего давление нормализовалось. В то время как другой человек сказал, что когда он надел на правую руку, у него снизилось давление. То есть пробуйте, все в ваших силах. Когда у человека очень заболела голова, очень начала болеть в затылке, вы чувствуете, что вы гипертоник, болеете гипертензией и хронически поднимается артериальное давление, я хочу вам дать совет. У нас существуют нервные окончания, которые руководят снижением давления. Эти нервные окончания, они находятся у нас за ушами, вот здесь, вот здесь. В случае, если у человека очень поднимается давление,
не нужно торопиться пить таблетку. Необходимо прижать ухо и сзади очень мягко постучать с одной стороны и после чего с другой стороны. Подождать некоторое время и сделать так еще раз. Вот если на протяжении дня делать вот такие постукивания или какую-либо стимуляцию, можно там стимуляцию теплом, холодом, стимуляцию покалыванием, стимуляцию вибрационную или какую-либо еще, не имеет значения, это все в комплексе подействует на то, чтобы снизить давление. Вам необходимо повысить давление. Вот здесь находится нервное окончание, которое повышает давление, поэтому постукивание по центру груди может помочь поднять давление. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, что пить при мастопатии? Спасибо. При мастопатии поможет мазь, которая называется у нас мазь для груди. Также препарат, который называется Метикс. И еще мастопатин. Метикс 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Препарат мастопатин по 2 таблетки 3 раза в день. Прошу, помогите, очень плохо, не могу встать с постели. Бьет что-то по позвонку и ногам. Так болело 6 лет назад. Теперь повторилось на почве воспаления уха. Анализы все хорошие. Прошу, помогите. Обвяжите зеленой ниточкой талию. Второе. Очень хорошо спать на какой-нибудь шерсти. Обязательно поясницу и место, где у вас болит, обвяжите шерстью к телу. Вот эта шерсть к телу, она будет вот шерстяной платок, и сверху зафиксируйте какой-либо повязкой. И лежите. Принимайте препарат Мавалис и Фенлипсин. Мавалис 2 таблетки 2 раза в день. Фенлипсин 1 таблетка 1 раз в день. Ухо воспалилось. Борные капли для уха помогут вам. Скажите, пользуемся препаратами Лангин, Артрамин, спрей в рот Наси для профилактики инфекций. Надо ли делать перерыв? Сколько дней можно пользоваться непрерывно? Каждый день употребляем уже давно. Интересно, про взрослого и ребенка 3 года 8 месяцев. Даем мы ребенку перед садиком. Безопасно. У меня ребенок, ему 11 лет, больше 3, наверное, даже 4 лет. Используем периодически Насю. Насю использует 1-2 раза в неделю. Препарат Лангин, лизоцим, вернее Лангин в таблетках принимает каждый день перед тем, как идти в школу. Все дети принимают перед тем, как идти в садик. Дело в том, что препарат Лангин, капли и лизоцимовые капли, и препарат Лангин это лизоцим, который мы синтезируем и производим из белка яйца куриного. И когда мы его добываем, то мы стабилизируем появляется пробиотик, мы его стабилизируем аскорбиновой кислотой. То же самое происходит у нас во рту. У нас есть слюнные железы, которые производят лизоцим. Но почему-то количество производимого лизоцима нашими слюнями или слюнными железами недостаточно для того, чтобы уберечь человека от заболеваний носоглотки и вирусных заболеваний носоглотки, от острых респираторных заболеваний. Именно поэтому использование данного препарата не только существенно улучшает состояние носоглотки, но восстанавливает работу слюнных желез, устраняет ложный круг пищевода, устраняет бактерии, хеликобактер пилори. В общем-то, всю систему пилори, восстанавливает кисломолочные бактерии нашего кишечника, восстанавливает бактериальное состояние нашего желудка. Одним словом, больше плюсов, чем минусов. Мы из-за того, что много пользуемся глюкозой, из-за того, что много употребляем углеводов, у нас очень часто за счет этого происходит уменьшение выработки, собственно, своего лизоцима. Использование антибиотиков современных, синтетических, приводит иногда даже к атрофированию слюнных желез. Часто лизоцим должен проникать нам в желудок, но он не может проникать в желудок, так как слюна
выделяющаяся в ротовой полости, она вынуждена стабильно расходовать свой ресурс для того, чтобы устранять распространение кариеса, гингивиты там всевозможные, там воспаление десен на фоне диабета или просто воспаление десен на фоне там гингивита и там кариеса, пародонтоза и так далее, там хронического синусита, танзелита, гайморита. Одним словом, нашим слюнным железам нужна помощь, и на помощь им приходит наш препарат лангин. Лангин есть, заболеваний носоглотки нет, поэтому я рекомендую использовать это долго, можно использовать там 2-3 года смело, можно не делать перерыв. И таблетки Лизам. Я говорил за таблетки Лизам. Вот таблетки Лизам — это то, что принимает мой сын и принимают мои девочки перед тем, как идти в школу. Как наладить кишечник, хронические запоры, помогите. Вы должны всегда знать, что любое повышение соляной кислоты в желудке приводит к тому, что у человека появляется запор хронический. Также это может быть связано из-за носоглотки, хронический танзелит, синусит, хронический авитаминоз, кислородное голодание, малоподвижный образ жизни, использование алкоголя в дальнейшем приводит однозначно к появлению запоров. Как, собственно, и к диспепсии тоже. Ну и, конечно же, помочь вам возможно. Первое — это сода с утра, 1 чайная ложка на стакан воды. Грейпфрут на протяжении дня, 1 грейпфрут 2-3 раза в день. Не целый, а 1 дольку. Третье, обязательно начинайте пить чай железняк. 1 столовая ложка на стакан воды 3-4 раза в день. Можно принимать препарат омепразол медицинский, 1 таблетка раз в день. Можно принимать денол, там 1 таблетка 2 раза в день. Можно принимать мой препарат, который называется Франгул, 2 таблетки 3 раза в день. Прокшалан, 1 таблетка 3 раза в день. Делайте однодневные голодания с водой, но при этом принимайте бифидобактерии, какие-либо лактобактерии. И исходя из дозировки, дозировка такая: 1 таблетка на 10 килограммов веса, и таких приемов нужно 3. Допустим, там лактобактерию любую там взять какую-нибудь и рассчитать там 100 килограмм 10 таблеток, вот 2 раза в день по 10 таблеток, или 20 таблеток выпить на протяжении дня. При этом в этот день стараться максимально ничего не есть. Ну, можно кофе пить или там чай зеленый. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Когда нервничаю, громко начинаю говорить. Все так. Происходит спазм, подергивание сзади между позвоночником и левой лопаткой, ближе к шее, к плечу. Что это? Какие успокоительные пропить? Это у вас происходит несмыкание. Это происходит, как правило, несмыкание клапана сердечного. И оно происходит очень часто у людей, которые вот так стрессуют. Вообще я считаю, что очень часто именно проблемы сердца и приводят человека к тому, что он вот так становится агрессивным, очень там кричит и так далее. Ну и что необходимо сделать? Необходимо выполнять стимуляцию закрытия или сжатия вашего сердца. Как это происходит? На открытом воздухе делайте глубокие вдохи и выдохи, положив в рот себе четверть таблетки валидола. Медленные такие холодовые вдохи и выдохи с вот такой ингаляцией валидола. Через 1 час можно выпить четверть таблетки нитроглицерина после этого. Можно делать 1 раз в день. Такая боль, скорее всего, уйдет. Да, еще наладится и улучшится общее состояние, психическое состояние. В течение дня принимайте при этом корвалол по 15 капель утром, в обед и вечером. Это совершенно безопасно, никаких побочных действий. Можно пить валерьяну, можно даже дышать валерьяной. А то, что подергивается, тоже ничего страшного.
А если желудок, гастрит, можно пить соду? Конечно, гастрит это и есть повышение соляной кислоты. Но мне можно сказать, а если гастрит с сниженной кислотностью, а если гастрит с пониженной кислотностью, то можно пить соду и на протяжении дня принимать аскорбиновую кислоту. Тем самым снизится у вас, вернее, улучшится общее состояние. Почему? Часто хронический гастрит со сниженной кислотностью является следствием раннего кислородного голодания, и это связано, может быть, как правило, но не как правило, а очень часто может быть связано с хроническим авитаминозом, особенно недостаточностью усвоения аскорбиновой кислоты. Сладкое любим, а кислое нет. Где больше всего находится аскорбиновой кислоты? Ну, конечно же, это всеми нами любимая квашеная капуста. Берете прекрасную квашеную капусту, в которой находится огромное количество аскорбиновой кислоты, молочной кислоты, которая угнетает стрептококк в кишечнике, там пилори, как хеликобактер пилори, улучшает общую перистальтику кишечника. Добавляете туда ароматическое натуральное подсолнечное масло, которое в себя вмещает омега-3, линолевую кислоту, арахноидиновую кислоту, которая является витамин Е, витамин У, витамин К и кофеиновую кислоту, которая очень помогает человеку помолодеть. И это все в комплексе, вы представляете, это коктейль, который вмещает в себя аскорбиновую кислоту, смесь геронтологических веществ, которые помогают человеку быть здоровым, имеет ярко выраженное восстановление кишечника, и для молодости хорошо, и для похудения хорошо. Понимаете, это находка, которая настолько гениальна для человечества. А если еще и выпить сок, который выделился после квашения капусты, то этот сок является прямо эликсиром бессмертия. Вот рекомендую. Есть ли ограничения по одновременному количеству препаратов тибетской формулы от разных болезней? Нет ограничений. Можно разделить препараты. Не обязательно препараты принимать за один присест. Можно разделить, допустим, у вас на протяжении дня там, вы должны принять 12 таблеток. Можно там 4 таблетки выпить утром, 4 в обед, 4 вечером. Можно от разных заболеваний в разное время. Можно и одновременно, тоже не имеет значения. Все работают на общие системы, и в отличие от традиционной медицины, использования экстрактов лекарственных растений, все действуют синергично. То есть они действуют все взаимосвязанно между собой, улучшая системно ресурсы организма и прежде всего помогая нашему организму самому справляться с теми проблемами, которые в нем возникают. Когда человек говорит, меня вылечили таблетки, я хочу сказать, нет, таблетки помогли вашему организму найти выход из этого тупика, поэтому помогло. У бабушки ниже колена сильно текут ноги, вытекает лимфа, местами появились язвы, отекают ноги, очень сильно болят. Что вы посоветуете, как облегчить состояние? Это называется трофическая язва. Такая трофическая язва обычно возникает на фоне гипертромботизации сосудов. Она может происходить из-за флебологических проблем, то есть это варикозное расширение вен, либо сосудистых, это артериосклероз на фоне сахарного диабета второго типа. Что необходимо сделать? Я разработал мазь, она называется антитроф. Она супер, она прямо супер. Смазывайте прямо места трофической язвы данной мазью, трофика вся уйдет. Второе. Начните, уберите все углеводы и весь крахмал из рациона питания вашей бабушки. Начните давать метформин по одной таблетке после каждой приема пищи. Ограничьте прием пищи до 2 раз в день. И давайте альфа-липоевую кислоту, желательно моей компании. Почему я это говорю? Дело в том, что оказалось, что многие компании продают альфа-липоевую кислоту
и они ее продают с невероятно низким содержанием действующего вещества. Я их понимаю, стоимость альфа-липоевой кислоты очень высокая, именно поэтому, видимо, экономят. Но я хочу вам дать рекомендацию: купив у меня, вы получите высокое содержание альфа-липоевой кислоты, как ее необходимо принимать. Когда человек испытывает состояние голода, то есть ему хочется есть, именно в этот момент это самое лучшее время использовать альфа-липоевую кислоту. Устранение гипертромботизации, общее антикоагулянтное действие, снижение холестерина, раскрытие сосудов, восстановление интимных сосудов, уменьшение давления в сосуде, улучшение мышц, вен и так далее. Все это способно наладить вот такой препарат. Также такие заболевания, как полинейропатия, на фоне ее появляются вот такие трофические язвы и так далее, могут быть устранены с применением рутина и альфа-липоевой кислоты. По 2 таблетки 3 или даже 4 раза в день. Людмила. Дочь студентка, готовится в медицинский университет. Похвально. Весной планирую проколоть миксидол. Вы говорите, что параллельно пропить цистин. Да. На 5 уколов принимать цистин. Каждый день цистин принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Или даже по 3 таблетки 3 раза в день. Это вам будут 5 уколов делать, наверное, на протяжении месяца. Ну вот месяц попринимайте. Даже после того, когда проколят, еще принимайте. Принимайте месяц по 3 таблетки 3 раза в день. Это заметно улучшит действие миксидола. Дочь студентка в медуниверситете готовится к экзаменам. Подскажите что-нибудь для памяти, для запоминания, для спокойствия. Для спокойствия паставит, а для памяти мнемонорм. Подскажите, как можно вывести мозоль. Есть народные способы, есть ненародные. Самый простой способ народный — убрать шипы, убрать всевозможные натоптыши, убрать еще что-то. Это использование зеленой нити. Вот так вот пятка находится, вот здесь пятка. Допустим, если представить, что моя кисть — это нога, а здесь должна быть пятка. Вот я ее условно обозначу баночкой. На эту пятку необходимо поставить вот так ногу, левую ногу или правую, на которой шипы и на которой мозоль, и обвязать вот так по кругу пятку несколько слоев зеленой нити. Завязать после этого на несколько узлов, взять эту нить и куда-нибудь бросить со словами: как только сгниет нить, пусть исчезнут, и дальше сказать мозоли, исчезнет там, исчезнет шип, исчезнет там все остальное, исчезнет вальгус. Это действительно помогает, проверенный метод, тоже является старинным. Я вот так говорю, а потом много людей пишет: до чего же опустились врачи, что на сегодняшний день вот такое говорят и так далее. Вы знаете, я знаю таких хирургов, которые лечили людям там герпес, лечили людям рожистое воспаление там на ноге, на лице, лечили безрезультатно, причем лечили месяцами, а потом бабушка у сели или в селе с использованием там красной шерстяной тряпки и мела за 20 минут убирала то, где не мог справиться доктор месяцами. И это такая песня, из которой слов не выкинешь. Конечно же, не все умеют это делать, но тем не менее, вот такие непонятные нам какие-то старинные методы, они в действительности имеют право на жизнь. Как убрать мозоли? Я уже сегодня говорил по поводу изготовления вот такой вот болтушки с яйцом в кожуре, который заливается уксусом, настаивается, прокалывается и миксером растворяется. После чего натирается вот эти места. Гонартроз, смазываете место гонартроза. У вас мозоли, смазываете место мозолей. Вальгусная стопа, смазываете это все.
из мази, которые я рекомендую. У вас внешние проявления герпеса, используйте вариковазиновую мазь. У вас заболевание варикоз, используйте вариковазиновую мазь. У вас герпес на губе, используйте вариковазиновую мазь. Разница. Использование противогерпесного крема заставит этот герпес существовать месяцами. Использование вариковазиновой мази на герпес на губе или где-либо на теле уберет на протяжении 2 дней герпес, проверено 100%. Но лучше всего эта мазь зарекомендовала себя при лечении заболеваний варикозного расширения вен, общего варикоза, тромбоза сосудов. Золотой бальзам Дуйко, остеохондроз, не можете плечо поднять, там что-то болит, поясница, крестец, шея, используйте золотой бальзам Дуйко, гонартроз, артроз, тазобедренного, коленного, голеностопа, кисти, там, плечевой бурсит и так далее. Все используйте везде мазь золотой бальзам Дуйко. Мощнейшее обезболивающее действие. Также можно использовать в случае, если есть лишай, если есть боль в суставе, если есть кожные заболевания и даже при псориазе используйте мазь, которая называется габана. На сегодняшний день использование данных препаратов стало еще проще. Мы начали их выпускать в удобной для применения тубовой упаковке. То есть сейчас можно применять его и возить уже с собой, использовать его вот в таком тюбике. Раньше нужно было возить с собой вот такую баночку, сейчас можно возить с собой вот такой тюбик. Я думаю, вот так более эстетично, эффективно и красивее. Кстати, это мазь, которая называется Nodix, мазь, разработанная мной от геморроидальных узлов. Тоже очень рекомендую, помогает. Я очень рад был сегодня ответить на ваши вопросы. Все в наших руках. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Переходите на мой сайт, который называется aduiko.com, где вы сможете ознакомиться со всеми препаратами, созданными мной и моей компанией «Тибетская формула». Перейдя на сайт «Тибетская формула», который называется aduiko.com, вы можете связаться с операторами. Также операторы отвечают прямо находясь сейчас в вебинарной комнате. Если у вас не получается самостоятельно подобрать препараты, вы не знаете, что делать, я предлагаю вам ознакомиться с дополнительной информацией на моем сайте в YouTube, на моей странице в YouTube, которая называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты», где вы сможете увидеть или просмотреть дополнительные вебинары, которые я провожу с 2014 года. И практически на все темы здоровья, которые существуют, даю рекомендации традиционной медицины, нетрадиционной, аюрведической, знания по питанию и рекомендации по образу жизни, рекомендации традиционной медицины, нетрадиционной. Также есть какие-то лекции, которые посвящены там, психиатрии, психотерапии, неврологии, гастроэнтерологии и так далее. Очень рекомендую знать еще один, вернее, изучить еще один формат своей жизни, как с помощью знаний восстановить свое здоровье, применяя методики, которые мной разрабатывались на протяжении многих лет. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. До свидания. Здравствуйте, господа. Начинаем трансляцию. Я вижу ваши вопросы. Давайте, чтобы у нас хватило на все время. И начнем. Добрый день, Андрей Андреевич. Мне 57 лет, ревматоидный артрит, принимаю ТФ в 3-й год. Намного лучше себя чувствую. Было подозрение на онколимфы, биопсия не подтвердила диагноз. Реактивная гиперплазия лимфоузла, на КТ показала гемангиома, печень 15 мм, на почке липома 10, киста, гемоглобин все время падает, сейчас 111. Есть миома матки, одни врачи хотят удалить, другие не рекомендуют, так как все стоит на месте и не растет. После самолета остался звон в голове, с правой стороны очень мешает, переболела ковидом неделю назад, перенесла легко благодаря компании ТФ. Сейчас принимаю Инстамакс, Иммуноград, Грипп-депо, антиангин, стволовые клетки. У меня букет. Спасибо за ответ. Вот, смотрите, с чего необходимо начинать. Необходимо начинать с общего понимания происхождения заболеваний в человеческом организме и на самом
самом деле все связано с определенным видом усвоения и метаболизма веществ, которым поддерживается наш организм. Существует некое понятие, которое называется клеточный обмен. То есть весь наш организм, он состоит из клеток. Весь этот клеточный обмен, он имеет определенные функции и имеет химическую формулу клеточного метаболизма веществ, и там, физиологическую форму и так далее. Ну и существует понятие усвоения глюкозы, окисления, и это называется циклом Кребса, когда формируется, выделяется пируват-киназа, то, что должно перевариваться в виде молочной кислоты, оно должно расщепляться и превращаться в пировиноградную, аромамасляную кислоту, и катализ этого всего совершается веществом тумор-М4. И в итоге это все обмен веществ. А теперь по-русскому, и что я имею в виду, и о чем я хочу сегодня сказать. Что бы мы ни ели в нашей жизни, каким бы образом это ни происходило, это прямо или косвенно связано с обменом веществ. Когда мы едим любую абсолютно пищу, то эта пища, несмотря ни на что, будет в конечном итоге формировать молочную кислоту. Будь то глюкоза, будь то белки, будь то жиры и какие-либо вещества, кроме минералов и витаминов, попадая в наш организм, расщепляясь и создавая процесс обмена, там он такой, не такой простой, как я сказал, потому что там есть калиево-натриевый насос, там очень много разных вот систем. И в тот момент, когда происходит усвоение и расщепление, и дыхание грубоклеточное наше, то в этом дыхании участвует вещество, кислород, и после этого выделяется АТФ, это наша энергия, или клетки получают АТФ, это наша энергия, и выделение молочной кислоты и углекислого газа. И перенакопление молочной кислоты очень часто приводит к тому, что появляется два элемента. Первое. Перенакопление молочной кислоты приводит к закислению, переокислению организма. Оно приводит нас к тому, что мы начинаем болеть общими болезнями, которые приводят и к артритам, к опухолям, снижению иммунитета. Там вот, далее выделяется аммиак в большом количестве, так как организм наш, он выделяет аммиак в случае, если организм переокислен, и в случае, если аммиак накапливается в крови, а его должен убирать и очищать организм от аммиака должна печень, а мы не можем, так как печень перегружена. И третий элемент переокисления и увеличения аммиака приводит к судорогам, к варикозным расширениям вен, гипертромботизации, к появлению там, макулодистрофии, к повышению артериального давления, к атеросклерозу и так далее. То есть условно можно сказать, что в этом всем цикле одним из ключевых моментов всего является вот такое переокисление. И переокисление здесь нужно сказать, чем переокисление? Молочной кислотой. И конечно же, вот я раньше говорил, что есть дети, у них эпилепсия, отсталость в развитии и даже появление аутизма. Если у большинства таких детей производить исследования и анализ крови на наличие аммиака, то мы заметим, что огромное количество аммиака выше критических показателей обычно есть у всех абсолютно детей. Есть ряд работ, монографий, связанных с исследованием аммиака в крови. И в случае, если у человека нервные тики, там дергает глазами, почему у детей появляется? Дело в том, что многие молочные комбинаты, даже если вы этого не знаете, я вам расскажу секрет, они получают молоко, которое быстро портится, потому что нельзя собрать, допустим, там 100 тонн молока, 10, я не знаю, там у кого какие обороты, так, чтобы молоко было сохранено, потому что для его перевозки, сбора, на это все уходит большое количество времени. И в тот момент, когда такое молоко получают, в большинстве своем такое молоко скисает. И для того, чтобы молоко вновь привести в стабильную форму, а чем или за счет чего оно скисает? За счет увеличения молочной кислоты в молоке. Добавляют обычный аммиак. Обычный аммиак, добавленный в молоко, вновь делает молоко нормальным. И вот
Добавляя аммиак в такое молоко, они пакуют такое молоко, мы его начинаем давать детям там в кашках, еще в чем-то, и у детей появляются психические отклонения, появляются тики нервные, появляется импульсивность, агрессивность, отсталость, эпилептические припадки и так далее. Ну и, Андрей Андреевич, а что бы вы могли посоветовать, если какой-то процесс, который бы мог привести весь наш метаболизм в порядок, с пониманием того, что, да, конечно, без аммиака, который выделяется в нашем организме, там, здесь во всем виновата, если так разобраться, молочная кислота. Избавиться от нее практически невозможно. Но, есть одно но. В этом всем цикле расщепление молочной кислоты может происходить двумя путями. Ацетилированием, то есть с дыханием, с усвоением и окислением молочной кислоты нашими легкими. И второй курс, это второй, вернее, метод, это первый, это мука, то есть через легкие, а второй висцеральный, то есть это происходит через печень, через почки, там, путем катаболизма. И здесь хотелось бы сказать, что если все проходит у нас через печень, и все проходит у нас через кровь, то тогда это ухудшает наше состояние. Но если человеку достаточно кислорода, если человек принципиально увеличивает количество кислорода, то вот такое принципиальное увеличение количества кислорода может привести человека к тому, что у человека заметно улучшается весь обмен веществ. А обмен веществ это что? Это наша молодость, это наша красота, это наше хорошее самочувствие. Поэтому я уже раньше говорил об этом. Человек должен на протяжении дня выполнять вот такие активные дыхательные процессы, о которых я рассказывал. Они называются дыхательные процессы Патрула-Далкар. Человек становится в полный рост, немного ставит на расширенных, вернее немного расставляет ноги, ставит на ширине плеч, вот еле вспомнил, и после чего открывает как можно шире рот, начинает раскачивающееся движение, немного подкидывая как бы свое тело, и должен добиться состояния, при котором вдох и выдох не делается его легкими и диафрагмой, а как бы вдох и выдох омывает, он сам входит и выходит. Таким образом и включается процесс увеличения кислорода. Увеличенный кислород начинает помогать расщеплять глюкозу, и процесс переходит в легочное ацетилирование вот этой молочной кислоты. То есть человек начинает очищать свой организм другим путем. Он начинает его очищать за счет дыхания. Для того, чтобы усилить процесс воздействия вот такого, я рекомендую перед таким дыханием выпить пол чайной ложки соды на полстакана воды, а также выпить 1-2 стакана минеральной воды. Минеральная вода снизит метаболизм нашего кишечника, уменьшит количество кислорода в нашем кишечнике и увеличит количество усваиваемого кислорода, который находится в легких. Тем самым произойдет процесс вот этого ацетилирования. То есть кислород начнет окислять те вещества, которые находятся в легких, и фактически будет увеличиваться таким образом и обмен веществ, уменьшаться аммиак, уменьшаться молочная кислота и так далее. Что же происходит в обычной жизни? В обычной жизни количество кислорода, количество бактерий, которые находятся в нашем кишечнике, увеличивается. Это аэробные, анаэробные. Они у нас в большинстве своем могут быть и нормальными, но в большинстве своем являются еще и патогенами. Вот эти микробы или эти вещества, они могут участвовать в процессе расщепления молочной кислоты, а также в процессе добавления молочной кислоты. И за счет этого происходит увеличение или рост инсулина подкожно, а также может из-за этого происходить ожирение, из-за этого может происходить наоборот там, снижение жировой клетчатки, снижение иммунитета и так далее. Поэтому для того и человек в обычной жизни, он недополучает вот таким активным дыханием воздуха. Вот если читать, допустим, Берга, это происхождение заболеваний человека, или там Левицкого, диагностика внутренних заболеваний, то они очень часто говорят о том, что
потенциально и путем вот клинических исследований, так как они были клинические такие врачи, и они потенциально всегда говорили о том, что в ходе лечения заболеваний желудка мы считаем, что частью заболеваний желудка или первопричиной заболеваний желудка может быть синусит, гайморит, назальные заболевания, заболевания носоглотки. И дальше проводят аналогию. Это они проводят без объяснения, потому что на то время, когда они это писали, еще никто не знал о цикле Кребса. Сейчас становится понятным, как это все работает, и я считаю, что в случае, если человек ведет малоподвижный образ жизни, у него более сидячий образ жизни или подвижный образ жизни, это тоже не имеет значения, он сталкивается с переокислением, старость приводит к переокислению, стрессы приводят к переокислению, переокисление приводит к появлению молочной кислоты, и нам очень часто не хватает как раз перевести наш организм на процесс цикла Кребса так, чтобы легкие в этом процессе превалировали перед всем остальным. Поэтому для нас вот такое дыхание может быть выходом из всех ситуаций. И принятие, допустим, соды, принятие минеральной воды на протяжении дня, 2-3-разовое по 10 секунд до 3 минут, вот такое дыхание на протяжении 10 дней может устранить такие заболевания, как ночные судороги, глухота в ушах, заболевания шейного отдела. Все это переокисление и все это накопление молочной кислоты. Даже опухоли исчезают на этом фоне. Вот так. Надеюсь, вам это было интересно. Далее, по поводу, Андрей Андреевич, болит очень поясница, болит еще что-то и так далее. Сегодня хотелось бы показать или рассказать о некоторых таких уникальных точках, которые есть в нашем теле. Эти уникальные точки, они действительно очень эффективно работают и могут быть первой помощью человеку, который сталкивается с какими-либо заболеваниями позвоночника. Если я не утверждаю, что это может спасти человека или это может тотально убрать заболевание, но, как показала практика, когда у человека появляется болезненный синдром, когда человек сталкивается с заболеванием пояснично-крестцового отдела, шейного, то это его затрудняет дальнейшую жизнь, ухудшает общее состояние, он не может работать. И лечение запущенного такого механизма, оно достаточно длительное. То есть там и мануальная терапия, и использование, возможно, электрофореза и так далее. Ну и можно ли каким-то образом в домашних условиях помочь себе? Ну, конечно. У нас существуют определенные триггерные точки, которые отвечают за поясницу. Условно можно поясницу нарисовать вот таким образом. От одной косточки и до другой косточки. Вот это все, это отдел нашей поясницы. Приложив сюда наши пальцы, в случае, если у вас ничего не болит, то, приложив сюда пальцы, вы не почувствуете никакой боли. В случае, если у вас где-либо болит в пояснице, в левой стороне это левая рука, в правой стороне это правая рука, то и на одной руке, и на другой вы сможете найти твердую точку. Она будет прямо как горошина, или как маленькая соя, или даже как пшено. Но вы ее прямо болезненно ощутите. После того, когда вы ее нащупаете, очень сильно на нее нужно надавить, так, чтобы аж взвизгнуть. 30-40 секунд подержать и отпустить. Через 10-30 минут боль в пояснице исчезнет. Насколько? Надолго. До следующего, возможно, процесса вновь накопления молочной кислоты и так далее. Это точки, которые отвечают как раз за нашу поясницу. Также в случае, если у женщины есть проблемы, у мужчин простатита, у женщин миома и так далее, то именно между вот этими косточками и появляются болезненные точки. Достаточно активного массажа таких болезненных точек против часовой стрелки или по часовой стрелке, чтобы убрать или устранить боль при андексите, при заболеваниях простатита, при болезненных менструациях. Вот смотрите, как наш организм уникально реагирует и настолько все уникально может работать. Вот от меня такой вам презент. Дальше. Марьяна Королевская. Ваши народные рецепты и продукции ТФ. Часть
Эффективно пользуюсь 3 раза. Просьба, подскажите, пожалуйста, чем улучшить состояние моей сестры? Нога синего цвета, 6-й день как сбила. 6-й день как сбила машина. Бедная. 6-й день как сбила машина. Подскажите, чем лечиться моей сестре? Купите мазь траксивозин и смазывайте мазью траксивозиновой ей ногу. Это ушиб. Также помогут какие-нибудь простейшие антикоагулянты. Ну, можно там Дитролекс, противовоспалительный, там Мавалис. Ну, и это будет устранять боль. Да, бедненькая. Антикоагулянты по-любому нужно пить. Наталья, здравствуйте, Андрей Андреевич, мне 49 лет. Не видно в ТикТоке, где я показываю. Ну, все очень несложно. 2 косточки есть у человека, между ними, между костями, если нарисовать полосочку, это и будут места всего нашего поясничного и крестцового отдела. И вот здесь находятся, если положить 2 пальца или 3 пальца, вы можете нащупать вот такие болезненные не новообразования, а узелки. Надавливание на такой узелок уберет боль мгновенно. Сделайте это сейчас вместе со мной и тут же скажите: началось. Кстати, с обратной стороны нашей руки тоже находится, ну, грубо можно такую же линию провести. И здесь есть бугорок. Надавливание на этот бугорок с правой стороны открывает желчный пузырь, а с левой стороны закрывает илиоцикальный клапан входа желудка в пищевод. Таким образом, массаж левой стороны узелка или бугорка может помочь вам избавиться от гастроэзофагита, а с правой стороны от дискинезии желчных протоков. Вот так несложно. Галина Зубкова, мне 77, но не сдаюсь. Ура! Изучаю ступени правильно. Удается собрать средств на все. Подскажите назначение. В кишечнике громко, в желудке вода булькает, когда шевелишься. Отрыжка. Отрыжка, сейчас я скажу. Вы сказали, что толстая кишка как труба. Что теперь скажите по сегодняшнему состоянию? Ну, сейчас лучше. Вот сейчас 100% лучше. Что необходимо делать? Необходимо для поджелудочной железы попейте семена льна. Заваривайте семена льна, 1 чайная ложка на стакан воды. Вот такой стаканчик пейте 2 раза в день, утром и вечером. Также ешьте овсянку и на протяжении дня пейте сырые яйца. Татьяна пишет: ура, боль в пояснице ушла. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Вот видите, как это все работает. Есть много таких уникальных точек в нашем организме и достаточно эффективно работающих. Есть точки, которые я называю точки на бедрах, которые могут убрать у человека старение и даже неприятности в жизни. В этом очень хорошо разбираюсь и часто в своих семинарах об этом рассказываю. Начались осложнения, пальцы на руках не могут согнуться, хруст в коленях. Смотрите, если у вас пальцы на руках не могут согнуться, а также хруст в коленях, я уже раньше рассказывал, возьмите сырое яйцо, залейте его уксусом, не очищая от шкурки, пусть оно неделю постоит, пробейте, взболтайте блендером или миксером и натирайте места, где хруст в руках и так далее. Также камфорный спирт, свиное сало и йод. Возьмите свиное сало, добавьте в него йод, чтобы сало стало цвета шампанского, и добавьте камфорный спирт. Взболтайте, натирайте места, которые плохо гнутся на руках с левой и с правой стороны, и хруст исчезнет и так далее. Месяц пила витамины В6, D3, витамин С открылся, зуд по всему телу. Перестала пить, сейчас пью натрий фосфориком. Подскажите, чем можно убрать мое состояние? В таком количестве препараты, какой курс по времени? Ага, витамин С может вызывать у человека появление аллергии. Что такое аллергия? Аллергия это переокисление крови. И для того, чтобы кровь привести в нормальное состояние, необходимо это делать путем голодания, путем быстрого дыхания, о котором я говорил, и прием щелочной воды или минеральной воды. Что одно, что другое действует практически одинаково. И да, минеральной воды — это воды с газами.
считаю, что да, это не всем полезно, детям особенно не полезно, но людям взрослым активно использовать минеральную воду при дыхательных циклах заметно улучшает работу всей системы обмена веществ. Пожалуйста. Здравствуйте, как избавиться от кровоточащего геморроя? Подскажите, пожалуйста. Мной разработана мазь, она называется Nodix. Эта мазь Nodix, я ее рекомендую купить на моем сайте aduiko.com или по-другому написать Duiko, но без йод, Duiko в ютубе, Duiko. И найти мой сайт, там будет duiko.guru, duiko.com, aduiko.com, duiko.market. То есть это вот мои сайты. Зайти на сайт, который связан с тибетской формулой, и найти препарат Nodis. Nodis, мазь Nodis. 1-2 раза, и за 1-2 раза даже кровоточащий геморрой исчезает. При этом очень хорошо использовать совместно с препаратом Гемарнем. Гемарнем и Nodis. Поможет от геморроя. Народный способ. Кусочек свиного сала. Чуть-чуть в морозилке замораживается. Ставить утром и вечером. Смазывать при этом золотой звездочкой. Вьетнамской. Джаркуша Валена. Здравствуйте. Буду делать практику с точкой. Есть миома. Обязательно напишу о результатах. Но после нажимания на руке на точки стало общее состояние как легче даже. Да, правда. Светлана. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли безоперационно вылечить разрыв мениска коленного сустава, осложненный еще начальным артрозом? Хирург-ортопед советует операцию, невропатолог не советует операцию. Дело в том, что это связано не столько с, наверное, врачом, а связано с вашим образом жизни. В случае, если у вас образ жизни очень подвижный, если вы все время на ногах, в случае, если у вас работа стоячая, то тогда необходимо провести оперативное вмешательство, зафиксировать и заживить. В случае, если у вас малоподвижный образ жизни, то такой мениск можно восстановить путем фиксации жесткой повязки и ограничением работы вашего мениска. То есть вот таким способом. Ну и можно принимать там, хондроитин, глюкозамин, коллаген. Это все восстанавливает связки быстро причем. Так. Синяя нога смазывать можно уксусом, но лучше троксивазином, правда, уберет. Уже прошла курс препаратов. Мазь Эндометрикс, женское здоровье, Минзанорм, Сирантал, Поставит, Железняк, Гормонорм. Гинеколог поставил диагноз эндометриоз. При этом прописали магнеквин, сейчас читаю, квинофолин, ливодинол, индомирол. Подскажите, пожалуйста, курс АТФ достаточно или нужно принимать препараты с аптеки тоже? По моему мнению, принимать эндометрикс будет достаточно. Используйте еще раз препарат эндометрикс, матрикс, женское здоровье. И продолжайте это делать. Эндометрикс устранит проблемы с эндометрием. Также нужно всегда знать, что эндометриоз — это всегда недостаточность прогестерона у женщины. Поэтому можно взять, допустим, препарат как он там называется? Сейчас поможет Бог интернета. Вот 8 ответов Baby Block. Сейчас откроем и посмотрим, какие препараты гинеколог обычно рекомендует.
Вспомню, сейчас скажу. Здравствуйте, Андрей. Андрей, 8 лет, очень сильная плоскостопие. Поможет ли болтушка? Да. Врачи сказали делать операцию не обязательно. Обязательно знайте, что для того, чтобы не было плоскостопия, необходимо наблюдать за ребенком в следующих моментах. По тибетской медицине и по медицине китайской, рефлексологии говорится о том, что плоскостопия формируется на фоне почечной недостаточности у ребенка. Именно поэтому препараты для улучшения работы почек и мочевого пузыря — это препараты лечения плоскостопия. Почему я это утверждаю? У меня есть сын, его зовут Слава. И из-за очень быстрого роста организма, он очень высокий, такой большой мальчик, у него формировалась плоскостопия, которую мы с успехом смогли побороть, применяя препараты следующие. Мы давали ему Ренокс, давали ему Эндометрикс, Ренокс, дальше Цистонорм, Энуретин. Это все препараты для почек. Давали по одной таблетке 2 раза в день, также потом давали еще витамин D. И стабильно 1 раз в год, конечно же, поездки на море. И в начале нам говорили, что мы не справимся без хирургии, так как были выражены дисплазия даже тазобедренного сустава. На сегодняшний день все эти диагнозы у нас полностью устранены, у нас правильная поступь, и там все, в общем-то, очень хорошо. Поэтому тибетской медицине можно верить. Используйте мои препараты Ренокс, Ренокс, Цистонорм и Нуретин по одной таблетке 2 раза в день. Здрасте, пропила Гипакс, ЛЛС, Л-триптофан. В голове стало спокойнее, беспокоит слабость, низгам, панические атаки, головокружение, неустойчивость. Подскажите, чем можно помочь? Обычно, когда у человека появляются панические атаки, это говорит о сердечной недостаточности раз. И второе, синдроме несмыкания митрального клапана сердца. В случае, если у человека панические атаки, это как раз и говорит о переокислении, и это говорит о несмыкании. И нужно чем-то стимулировать сердце, чтобы сердце сжималось. По моему мнению, самый такой простой препарат, имеющий возможность помогать, это просто валидол. То есть четверть таблетки валидола, и через них делать глубокие вдохи и глубокие выдохи. Как работает сердце? Наш вдох — это 2 удара, наш выдох — это 2 удара. Таким образом, для того, чтобы сомкнуть, нужно сделать 2 вдоха и выдох, 2 вдоха или 3 даже вдоха и выдох. Почему? Так мы воспитываем сердце максимально сжиматься. То есть это делается так. И вот вы его сжали, это сердце, и выдохнули. Вот если делать или тренировать свое сердце сжиматься вот таким образом, то в дальнейшем панических атак не будет. Также стимуляторы сердца. Какие самые простые? Ну, это азот содержащие препараты. В нашей компании это Презус Монтесин, это NSCARD. Медицинские препараты это Карвалол, Карвалмент. Это можно там четверть таблетки нитроглицерин. Только даже меньше. Если вы очень худенькая женщина и низкое давление, то не нужно принимать такое стеничное телосложение. А если вы другого типа телосложения, то можете принимать. Здрасте, что нужно сделать, чтобы восстановить функцию глотания? А то вся слюна стекает в трахею, блокирует поступление кислорода. Когда у человека выделяется в большом количестве слюна, это говорит о синусите аллергического происхождения. Помогут любые назальные спреи от аллергии. То есть не нужно использовать спреи, которые там от отека, нужно использовать от аллергии. В нашей компании это спрей называется трангиновые капли, можно им закапывать. В аптеке можно спросить. Также я считаю, что питье соды по утрам может очень заметно снизить вот такой процесс. Медицинское, это, конечно, тавигил, это может быть, димедрола сейчас нет, это диазолин, тавигил, цитрин. В моей компании препарат Аллергонорм и Галит. Галит 1 таблетка 1 раз в день, препарат Аллергонорм по 2 таблетки 2 раза в день. Прошу, скажите, пожалуйста, в правом боку очень болит, какие препараты взять?
Когда болит в правом боку, это не печень. И это, скорее всего, не желчный пузырь. Когда болит в правом боку и боль такая интенсивная, постоянная, и боль голодная, как я ее называю. То есть она такая и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет. Это говорит о том, что вы болеете язвенным колитом 12-перстной кишки. В случае, если у вас боль обычно связана с появлением большого количества горечи, язык становится желтым, это говорит о том, и боль распирающая, такая огненная, а не стонущая, такая колючая, это говорит о том, что у вас дискинезия желчных протоков. При дискинезии желчных протоков у человека появляется ощущение горечи во рту, появляется заброс горечи в пищевод и ощущение горького такого во рту, это частое явление. Пища теряет вкус, пропадает запах. И для того, чтобы восстановить, необходимо пропить мои препараты Лунглин и Ликалила по одной таблетке 3 раза в день. Также очень помогают обычные сырые яйца. Необходимо, если вы болеете заболеванием дискинезия желчных протоков там, и так далее, вам необходимо обязательно принимать сырые яйца. Принимать их необходимо натощак, там одно яйцо утром, одно вечером. Ну и, конечно же, желательно, чтобы эти яйца были каким-то образом проверены на наличие в них там, ботулизма там, или еще чего-либо. Покупайте только проверенные, покупайте у знакомых производителей, покупайте, не знаю, в общем, все в ваших руках, ищите. Попробуйте выпить одно яйцо, если вам не будет плохо, покупайте такие же и попринимайте. Курс лечения не менее 10 дней. Кстати, отдельно разделенный белок и желток имеют по отдельности уникальные функции. Отдельно выпитый белок, растворенный в воде, может помочь справиться с заболеваниями носоглотки. А отдельно выпитый желток может помочь человеку справиться с заболеваниями дискинезии желчных протоков. У внучки 10 лет, также легкие лечат яичный желток. Андрей Андреевич, у дочки 10 лет, диагноз ангиодисплазия сосудов ног. Помогите, пожалуйста, справиться с заболеваниями с рождения. Бордовые пятна на ножках. Появляется что-то вроде синяков после небольших физических нагрузок на ножки. Быстро устает и жалуется боль на ногах. Вы сейчас прямо рассказали мне о том, о чем я сказал в самом начале. Это переизбыток молочной кислоты. И, видимо, это связано с перенаполнением в желудке и желудочно-кишечном тракте анаэробных бактерий. И это приведет к тому, что справиться невозможно будет, потому что ем очень много молочную кислоту, она переходит в печень, загружает наш организм, появляется высокая коагуляция, то есть тромботизация. И это все необходимо устранять вот таким дыханием, как я рассказал. Давайте ей минеральную воду и заставляйте ее стоя, без сильных физических таких раскачиваний, дышать вот так, как я вас научил. Это действительно на 100% заметно улучшит ее состояние. Наш препарат есть, он называется Легкохода, а также Рутин. Легкохода и Рутин. Для того, чтобы более и лучше работало выведение самого аммиака и молочной кислоты, можно пропить еще препарат Гепакс по 1 чайной ложке на 1 стакан воды. Андрей Андреевич, я решила пройти курс новокаина. Вы говорили, 15 миллиграмм нужно колоть 13 дней. Да еще каждый день болит голова. Это может быть связано с этими уколами. Когда человек колет новокаин, он должен понимать, что у него начинает увеличиваться артериальное давление, раз. Также увеличиваться метаболизм. Вот посмотрите на детей. Когда маленький ребенок, он вскочил и бегает, у него много вот сил, он не может никак успокоиться. Когда мы взрослеем, то мы становимся спокойными, сидим на стульчике, и нам уже лишний раз встать куда-либо не хочется. То есть мы живем по принципу сберегания энергии, а дети живут по принципу выброса энергии. Таким образом мы свой АТФ храним, а они свой АТФ расщепляют постоянно. Поэтому мы разные. У ребенка сердце бьется быстрее, метаболизм происходит быстрее, расщепляется еда быстрее. Вы колите новокаин.
Когда вы колите новокаин, то весь организм меняется в сторону молодого человека, что нам не свойственно. И это все приводит к увеличению метаболизма, к увеличению дыхательного цикла, к увеличению объема цикла Кребса, или вернее метаболизма цикла, увеличению кальция, увеличению метаболизма кальция, увеличению метаболизма щитовидной, паращитовидной железы, поджелудочной, даже надпочечников, даже там кортизола и гидрокортизона и там всего остального, там прогестерона, эстрадиола, тестостерона и так далее. И это все, вы должны это все ощутить. То есть у вас должно быть даже такое ощущение, как беспокойство, сердцебиение. Это правильно. Это нужно понимать, что это движение в обратную сторону. Если голова болит, обязательно измеряйте артериальное давление. Для того, чтобы определить, не повышается ли у вас артериальное давление. Очень часто я замечаю у людей, которые всю жизнь считали, что у них анемия, низкое артериальное давление, начинаю замечать гипертоническое заболевание сердца. И обычно вот, когда я принимал людей в свое время в киевском офисе у себя, ко мне приезжали женщины, которые стабильно жаловались на головокружение, головную боль, пили по два ведра кофе, и их всегда шокировали мои слова, когда я говорил: вы болеете артериальной гипертензией, то есть по-другому у вас высокое артериальное давление. И человек говорит: нет, что вы, Андрей Андреевич, я всю жизнь борюсь с тем, чтобы оно у меня хоть немного поднялось. Я говорил: а давайте измерим. Ну и после того, когда измеряли, женщина думала, что у нее будет 80/60, как в юности, а у нее было там 156, допустим, на 130. Это говорило о том, что это очень высокие показатели. Какие же правильные показатели артериального давления? Всегда это говорю. И хотелось бы несколько слов сказать еще об этом. Максимально правильное артериальное давление это 120-80. И когда врач говорит: какое ваше рабочее давление, 130-140 это нормально, не верьте. Нормальное давление, в ходе которого сердце стабильно работает и стабильно хорошо, в ходе которого сердце не разрушается, это давление 120 и 80. И в случае, если вы принимаете какие-либо препараты, они снижают вам со 160 ежедневно до 130, знайте, вы должны подобрать курс дополнительных препаратов, которые еще больше снизят вам давление так, чтобы оно было 120/80. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Почему люди мерзнут во время голодания? В чем проблема организма? Когда человек голодает, у него происходит устранение окисления и распад аминозин-трифосфорной кислоты, то есть по-другому АТФ. А АТФ это энергия, поэтому когда мы голодаем, мы теряем энергию. И это процесс хороший. И то, что мерзнем, это тоже хорошо. И в этот момент происходит даже истощение еще и центральной нервной деятельности. Но очень полезно тем, у кого перевозбуждение центральной нервной деятельности. Как определить? У меня вот, я живу по принципу перевозбужденной нервной системы. Я много работаю, много думаю, много общаюсь, много звоню там. И у меня много очень цикличных таких повторяющихся процессов, там, запоминания и там, разговоры и так далее. Также я ем, там, занимаюсь физическими упражнениями. И происходит истощение по принципу перевозбуждения. И мои заболевания основные, они будут там гипертоническое заболевание сердца. Какие мне необходимы препараты? Ну, препараты, которые снижают глюкозу в крови, препараты, которые снижают психическую активность, то есть успокоительные. Ну и если я принимаю успокоительные, у меня происходит процесс худения, переохлаждения, АТФ распадается, отсутствие сил. И при этом организм лечится. Поэтому если у вас панические атаки, депрессивные эпизоды, вам необходимо поголодать, попринимать корвалол, попринимать мой паставит или сирантал. Ну вот где-то таким образом. У девочки 10 лет обнаружили патологию глаз, диагноз гиперметропия, амблиопия. Угу. Для восстановления зрения ребенку необходимо принимать мнемонорм
глаукамин и есть препарат маточное молочко и черника. Кальций с черникой тоже есть. Вот и принимайте по одной таблетке 2 раза в день. Также необходимо начать давать магний ребенку. 1 столовая ложка препарата Magnum Cit 300 на 1 стакан воды 2 раза в день. Слушаю ваш совет. Очень прошу вас дать совет мужу при аденоме простаты. Пока не нашла вебинаров по этому вопросу, он уже принимал курсами гентоксадинамид, модулятор, делает массаж мячиком. Нет, это все не поможет. Что необходимо делать? Ректально свечи мускус чередовать с свечью изотоновой. Утром ставить мускус ректально, вечером свечу изотоновую. Дальше принимать препараты. Мускус 1 чайная ложка на стакан воды, туда же канцерамидин 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Препарат аденомид по 2 таблетки 3 раза в день. Только таким образом сможете устранить. Еще геморфит пусть принимает по 1 таблетке 2 раза в день. Если у сына 14 лет синдром Шлятера и плоскостопия выявили год назад, даем кальций, возможно, посоветуйте, что давать. Дело в том, что кальций, к сожалению, если его давать, не усваивается. Дело в том, что, по моему мнению, метаболизм кальция исключительно связан с витамином D3. И недостаточность употребления витамина D3 и приведет к неусвоению кальция. Именно поэтому, если вы даете витамин D3 вместе или совместно с кальцием, то такие вопросы решаются. В случае, если нет, то вопросы не решаются. Обратилась женщина, 62 года, поставлен диагноз остеопороз 2 степени или 3 степени. Сделали эту остеопорозную скрин и определили, что у нее там очень малое содержание кальция в крови. Принимала кальций кораллового клуба на протяжении 5 или 6 лет. И вот она ко мне приехала и говорит, я говорю, ну что ж, вам кальций надо попринимать. И она, кальций? Какой еще кальций? Что за бред? Он мне ничего не помогает. Андрей Андреевич, что нужно делать? Я ей говорю, а вы принимаете его с витамином D3. Просто возьмите витамин D3 в аптеке, купите большую дозировку, 1 таблетка 1 раз в день и принимайте тот кальций, который вы принимали. После этого, через несколько месяцев, она со мной виделась, я говорю, как ваше состояние? Она говорит, еще раз скрин делали, у меня очень хорошие показатели, врач сказал, я не знаю, что вы там пьете, но продолжайте, видимо, тот кальций, который вы принимаете, вам подходит. И я хочу сказать, что совместное принятие кальция с витамином D3 более эффективно, ну и как правило, приводит в норму вот всю опорно-двигательную систему. Я бы еще рекомендовал кальций совмещать с кремнием. И витамин кремния у нас находится в препарате, он называется у нас антитокс. 1 чайная ложка препарата антитокс на стакан воды и 1 чайная ложка препарата цитрат кальция размешивается в стакане воды и после приема пищи маленькими глотками по чуть-чуть на протяжении дня принимайте. При этом после принятия вот такой смеси кальция с антитоксом выпивайте 1 таблетку витамина D3, желательно в вечернее время. Андрей Андреевич, огромное спасибо за ваш труд, вашу помощь людям, дающие веру в добро. Спасибо. И все-таки вопрос. Моя невестка, мама любимой внучки, очень мучается от боли в мочевом пузыре. Ночью просыпается через 2-3 часа от позыва в туалет. При этом печет в области уретры. Когда-то ставили диагноз лейкоплакия. Очень жду ваших советов. Обязательно пусть начинает делать вот что. Первое, спринцевание. 1 стакан воды и по 2 капли аромамасел. Нероли, аниса, жасмина, чайного дерева. Мои препараты. Энуретин 2 таблетки 4 раза в день. Ренокс 2 таблетки 4 раза в день. Манкулит 1 чайная ложка на 1 стакан воды 1 раз в день. Дальше можно попринимать медицинский препарат канифрон. По 2 таблетки 3 раза в день. Также сдать развернутый анализ крови и посмотреть, нет ли у нее высоких лимфоцитов или лейкоцитов. Потому что она сейчас может болеть не циститом, а это может быть хронический, такой, может быть реактивной формы панкреатит. Причем дебют мог быть там 100 лет назад, а сейчас все идет к появлению там, почечной недостаточности и может уже пора кричать караул.
Для того, чтобы начать работать с почками, я рекомендую все же, несмотря ни на что, при любом воспалении почек, мочевого пузыря или там чего-либо еще, начать принимать антибиотик. Этот антибиотик называется норфлоксацин. 500 миллиграммов один раз утром, один раз вечером. Также можно вагинально ставить свечу, которая называется, можно доксициклиновую мазь, допустим, вот такое что-нибудь. Приобрели у вас ДИА, не знаем, как его использовать, нет информации, объясняю. ДИА это смесь компонентов АСД второй фракции, изотизона, метасозона и не помню там еще чего-то. Ага, и дегтя жидкого. Вот такой препарат, по моему мнению, имеет ярко выраженный противоопухолевый эффект. Принимать необходимо по каплям. Первый день 1 капля на стакан воды или столовую ложку воды. Второй день 2 капли. На 10-й день 10 капель. На 11-й день 9 капель. И так до 1 капли. Первый курс до 10 капель. Потом делается неделя перерыв. Второй курс делается до 15 капель. Потом неделя перерыв. И третий курс можно аж до 50 капель доводить и в обратную сторону. Курс действительно очень эффективный. Если есть где-либо в организме какие-либо опухолевидные новообразования, в том числе образования в носоглотке, в мозге, там, миомы и так далее, рекомендую использовать данные капли. Сразу же хочу предупредить, что капли имеют ярко выраженный вкус дегтя и очень неприятные. Но если себя переубедить, то эффект потрясающий, очень ярко выраженный. А еще при применении ДИА, если очень сильно худеете, то необходимо курс ДИА прекратить. Если при применении ДИА поправляетесь, то можно смело продолжать. От ДИА можно чуть-чуть поправиться. Огромное спасибо, дающее веру в добро. Пожалуйста. Ага. На нашем сайте прямо сейчас вы можете связаться с нашими операторами. Их номера телефонов прямо сейчас выложены в группе, где вы вот сейчас находитесь. Для тех, кто смотрит меня в Facebook и для тех, кто смотрит меня в ТикТоке, я бы хотел сказать, что задать мне вопрос, а также пообщаться с оператором можно, перейдя в мой интернет-магазин aduiko.com, и на этом сайте интернет-магазина «Тибетская формула» вы можете сделать заказ препаратов, ознакомиться со всей нашей продукцией и выбрать для себя необходимую терапию через наших обученных консультантов. Ольга Швед. Иногда появляется как бы перед глазами светящаяся зигзагообразная кривая, потом как слепое пятно. Что это и как исправить? Это всегда говорит о том, что есть дистрофия сетчатки или по-другому макулодистрофия. Обязательно обратиться к офтальмологу для того, чтобы определить, нет ли у вас разрыва сетчатки. Также пропить мои препараты глаукамин и катарфит. Можно еще Офтимакс, по-моему, как-то так называется. Катарфит, глаукамин. Но контролируйте артериальное давление, обратитесь к офтальмологу для того, чтобы четко понимать, какой процесс все-таки у вас появляется. То, что появляется, уже сигнализирует о том, что не все в порядке в глазном яблочке, в глазном дне, о том, что в макуле происходят или в сетчатке происходят какие-то изменения, и эти изменения, их необходимо понимать и знать, насколько это драматично или терпимо. Моей дочке ИСТФ сейчас 29 лет, в детстве была воспаленная лимфоузел, его скрыли, анализ показал золотистый стафилококк. Всю жизнь ножки болят, сколько анализа не сдаю. Ангиной болею часто, ковидом, ангиной, голос грубым, болят ступни ног и так далее. Мной был разработан препарат, он называется Гемартан. Принимать его необходимо определенным образом, 6 таблеток на ночь, первый день, и по 2 таблетки 3 раза в день в остальные дни. Принимать необходимо 1 месяц.
по моему мнению, данный препарат полностью устраняет золотистый стафилококк с крови в случае, если есть инфекционное заболевание. Очень часто вот такие описанные вами синдромы являются синдромом аскарид. Дело в том, что если кто-либо из вас когда-либо болел аскаридами в детском возрасте, они могли сами исчезнуть, так вам казалось, или они могли быть пролеченными, и вы от них избавились. Цистулы или микроклетки самих аскарид очень часто могут находиться в легких. И устранить их из легких чрезвычайно сложно. Тем не менее, это очень усложняет жизнь человека, так как он становится склонным к заболеваниям респираторным. И вот я очень часто говорю эти слова. Проведенная терапия от глистов может помочь человеку заметно перестать болеть. Вот вообще, какая это терапия? Это препарат Популин моей компании, ингаляция с популином, там четверть чайной ложки в камеру компрессионного ингалятора, там 10 минут один раз в день, хотя бы там 10 дней. Популин 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день. Ну и третье это прием гельминфит препарата по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 30 дней. Данная терапия заметно улучшает состояние. Кстати, очень часто люди там холодно, там постоянно слабость и так далее. Один курс вот такого приема препарата заметно улучшает общее самочувствие пациента. Как обойтись без операции? Работаю за компьютером, пролечилась 2 раза. Адгезивный капсулит плечевого правого сустава и латерального эпикондилита правого локтевого сустава. Добавились пекучие боли в плече, ночью сильнее, днем не имеют пальцы, тяжело снять одежду, онемение пальцев после сна, мизинец безымянный средний. МРТ шейного отдела, гемангиома тела С7, требуется наблюдение, 2 приема у разных нейрохирургов. Первый — цементирование гемангиомы, по второму назначению таблетки наблюдения. На цементирование пока не согласилась, пью таблетки, рука болит, диагноз точно не установлен. Может требуется дополнительное исследование, можно ли вылечить гемангиому препаратом ИТФ. Можно, смазывайте мазью шейный отдел, и мазь называется вертебралис. Принимайте препарат вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день. Обязательно уберите кислую пищу, острую пищу и выполняйте вот такие дыхательные упражнения. Это 100% сможет вам исправить данную проблему. Действительно, вот проверено. Подскажите, пожалуйста, на животе в одном месте болит кожа, как будто там синяк уже болит очень давно, неприятно даже от одежды. Что это может быть? Это всегда симптомы гастрита. Если есть точка, будто болит пупок, вокруг пупка, где-то одна точка на животе, это всегда симптомы гастрита. Поэтому прием препаратов, которые могут, допустим, снизить кислотность, там, омепразол, допустим, там, денол, прием препарата омепразол по 1 таблетке 1 раз в день на протяжении 1 месяца могут убрать вот такой болезненный синдром. Второй вариант — это использование имбиря. 1 столовая ложка порошка имбиря заливается кипятком, пьется 1-2 раза в день. Такой имбирь может убрать. Из народных способов это использование завара или отваренных рылиц кукурузы, 1 столовая ложка на стакан воды. Кстати, вот таким компрессом, который получается от рылиц, очень хорошо прикладывать к ороговевшим псориатическим бляшкам там где-либо, и это очень мягкую делает кожу, и она потом сгибается, не твердеет, и сами пластиночки утоньшаются. Очень проверено, вот очень рекомендую. С вами был Андрей Дуйко. Жить легко поможет вам Дуйко, здоровым быть легко поможет вам Дуйко, и он поможет это с помощью своей компании «Тибетская формула». Переходите прямо сейчас на мой сайт «Тибетская формула», ищите меня на моем YouTube-канале «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Выбирайте для себя необходимую терапию. В случае, если у вас возникают вопросы, внизу в правом углу нашего сайта находится связь с оператором. Также не обязательно ничего покупать, вы можете перейти на сайт, хотя было бы неплохо. Переходите на мой сайт и читайте статьи мои о здоровье человека, о том, как мы от чего болеем, какие, по моему мнению, есть
альтернативные методы помощи своему организму. Это интересно, это полезно, и это делает нас молодыми и здоровыми. Еще вопросы, которые вы задаете прямо сейчас в вебинарной комнате моего сайта aduiko.com, интернет-магазина компании «Тибетская формула». Сейчас огромное количество всевозможной информации, разной или различной, есть в интернете с огромной популяризацией употребления витамина D. Хотелось бы несколько слов сказать и высказать свое мнение. Необходимо ли использовать витамин D, для чего это необходимо и как вообще и для чего его принимают. Дело в том, что в организме существует процесс метаболизма кальция. Кальций, как известно, необходим человеку, так как кальций является веществом, микроэлементом, необходимым для восстановления опорно-двигательной системы, костной системы, эмали зубов. Также кальций влияет на сокращение сердечного ритма, является электролитом крови. И в нашем организме есть кальциево-фосфорный обмен, то есть если не хватает кальция, не будет хватать фосфора. Как определить, есть ли кальций или нет и для чего он нужен? В случае, если вы поправляетесь, это говорит о том, что кальция недостаточно, а метаболизмом кальция как раз и занимается витамин D. То есть в случае, если человек принимает творог или принимает молочные продукты и при этом не худеет, это говорит о том, что ему недостаточно витамина D. В случае, если появляется склероз сосудов мозга, появляется остеопороз, очень быстро портятся зубы, зубная эмаль. Это говорит о том, что есть нарушение метаболизма кальция. Также есть такие заболевания, как экстрасистолия, ишемическое заболевание сердца. Это все говорит о том, что не хватает витамина D и не хватает кальция. Если вы хотите похудеть, принимайте кальций, не забывайте, что кальций необходимо принимать совместно с витамином D. Тогда процесс похудения с приемом кальция у вас будет проходить. В случае, если у вас есть нарушения, связанные с нарушением гормонального фона, там низкий эстрадиол или у мужчин низкий тестостерон, тоже рекомендую использовать прием кальция совместно с витамином D. В нашей компании витамин D имеет улучшенную форму, называется D-йод. Это витамин D 1000 единиц и йод, необходимый для полного восстановления паращитовидной железы и щитовидной железы. Таким образом, если принимать витамин D по одной таблетке 3 раза в день и принимать дополнительно творожок, или принимать кальций, в нашей компании он представлен как органический кальций, препарат цитрокальцимин по 1 чайной ложке на стакан воды, хотя можно и в домашних условиях изготовить карбонат кальция. Его можно изготовить просто применяя скорлупу яичную. Как ее приготовить? Высушить яичную скорлупу, смолоть на кофемолке, после чего добавить небольшое количество лимонного сока. Для чего лимонный сок? В нем находится аскорбиновая кислота, она стабилизирует распад кальция и таким образом будет более усваиваемо для нашего организма. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. От всей души поздравляю вас и ваших близких с Новым годом. Спасибо. Подскажите, какие препараты «Тибетская формула» вы посоветуете для лечения проблем позвоночника моей дочери? Алена, 23 года, описание: грудной отдел заключения, начальные проявления дистрофических изменений, дорзальной дислокации позвонковых дисков не отмечено, начальные проявления деформирующего спондилоартроза, артроза реберно-позвоночных суставов, расширение вен грудного венозного сплетения, протяженная гидромиелия, шейный отдел заключения. Ага, вижу. Дисковой дегенерации с формированием грыжи S6, S7, вторичный относительно стеноз позвоночного канала, значимого суждения просветов корешков каналов не отмечено и так далее. Конечно же, я считаю, что есть смысл обратиться к невропатологу с вашим диагнозом, но и использовать препараты совместно с лечением неврологическим. Препараты нашей компании — это препарат Вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день. Также использовать витамин D
использовать его совместно с употреблением кальция, это то, о чем я сегодня говорил. Также снижать. В целом, по моему мнению, для восстановления хрящевой ткани человеку необходимо знать, что необходим дополнительный холестерин. Почему? Холестерин участвует в формировании гормонов у женщин и у мужчин и в формировании кортизона. И кортизола, и кортизона, который становится гидрокортизоном, который участвует в формировании коллагена. Это все совместно восстанавливает миелиновое покрытие нервной ткани, а также формирует хрящевую ткань или коллаген. Именно поэтому для человека, у которого есть проблемы позвоночника, проблемы гормонов, такому человеку нет необходимости специально худеть, но есть смысл увеличить употребление витамина Е, А, и увеличить употребление органических жиров. По моему мнению, жиры должны быть определенные. И по моему мнению, самые лучшие жиры, которые имеют немного выделенный горьковатый вкус. Очень рекомендую использовать оливковое масло нерафинированное, использовать подсолнечное масло, использовать масло ржа, есть такое растение. И использовать масла льняные и использовать льняное масло. Такие масла, они могут очень положительно влиять на восстановление позвоночника и восстановление хрящевой ткани с формированием, если формируется артроз тазобедренных суставов. Также приводит к оттоку желчи из желчного пузыря, к улучшению работы желчевыводящих путей, к уменьшению жировой прослойки. Очень рекомендую использовать совместно с омега-3. И, естественно, об этом раньше я говорил, что используя любое вещество, которое является антиокислителем, то есть витамин D3, витамин группы А и Е, витамины любые являются фактически оксидантами и формируют в организме процессы оксидации, что в итоге формирует накопление свободных радикальных соединений, то есть по-другому накапливаются вещества, которые не выводятся из организма и которые необходимо устранять каким-либо образом. Именно поэтому или для этого я рекомендую использовать аминокислоту цистин, которая выпускается моей компанией, чтобы улучшить процесс выведения таких радикальных шлаков, можно их назвать так, и которые формируются всегда после приема абсолютно любых витаминов. Ну вот так. Для вашей дочери рекомендую использовать мазь. Она называется мазью Vertebralis. Используйте мазь Vertebralis, используйте препарат D3 йод, используйте препарат для восстановления сосудов, это препарат Рутин. И есть отдельное видео, которое записано мной в YouTube, называется «5 упражнений для восстановления позвоночника». Там же можно найти информацию о лечении зеленой нитки. Попробуйте все это использовать в комплексе. Трутнева Снежана. Здравствуйте, скажите, сколько примерно надо выпить бутылочек, чтобы был хороший эффект? Канцеромедин. Есть киста яичника, миома и миелолипома надпочечника 2 см, все доброкачественные. Канцеромедин необходимо принимать совместно с препаратом Метекс. Принимать необходимо по 1 чайной ложке Метекс и канцеромедин на 1 стакан воды. Принимать по 1 стакану 2 раза в день. На протяжении 2 месяцев должен быть ярко выраженный эффект. Я не знаю почему, но применение некоторых веществ народной медицины доказало свою состоятельность в ходе лечения липом или жировиков и папиллом. И на первое место можно поставить растение, которое называется железняк. В нашей компании он представлен в виде чая железняк. Рекомендую использовать чай железняк в ходе лечения как раз данного заболевания, появления жировиков или липом, или липоматозы.
и использовать его так. Одна столовая ложка на стакан воды, принимать по 1 стакану 3 раза в день. Использование любых горечей приводит не только к улучшению кожи, приводит к устранению в дальнейшем таких заболеваний, как аллергия, заболевания гастрит, заболевания язва двенадцатиперстной кишки, язва желудка, дискинезия желчных протоков, образование желчекаменного заболевания, появление камней в желчном пузыре. И использование таких горечей эффективно при появлении мочекаменного заболевания, при хроническом пилонефрите и любых заболеваниях почек. Я рекомендую использовать горечи Дуйко, которые называются Амарум. Их можно приобрести на моем сайте aduiko.com, интернет-магазин «Тибетская формула». Так. Очень напряжены мышцы после длительного стресса, аж гудят, тело становится негибким. Подскажите, какими препаратами расслабить? Когда вы ощущаете гудение в вашем теле, это говорит о недостаточности магния. И описано в некоторых работах, допустим, в работах нано-аквахилаты профессора Каплуненко. Я очень рекомендую использовать большие концентрированные растворы магния или пройти курс лечения с использованием капельницы магнезии, или начать принимать магний хотя бы 500 миллиграммов 1, 2 или даже 3 раза в день, особенно перед самым сном, для успокоения общего состояния напряжения. Можно использовать и мои препараты, и медицинские. Из медицинских можно попробовать использовать препарат фенлепсин или вальпрокам в самой маленькой дозировке, полтаблетки на ночь, буквально 4-5 дней. Это все совершенно безопасно, можете это делать. Из моих препаратов рекомендую использовать Морбустоп и Поставит по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 15 дней. Также использовать магний. Кстати, магний в нашей компании называется Magnum Cit 300. Это жидкий раствор. Рекомендую его использовать. В случае, если вы не хотите принимать медицинские препараты, можно заменить препаратом Карвалол по 30 капель на столовую ложку воды или по 30 капель на стакан воды, принимать 3 раза в день. Этот препарат имеет вот такое миорелаксирующее действие, поможет вам справиться и с перенесенным стрессом, и с общими нагрузками, успокоить центральную нервную систему. Болит горло у кормящей и сопли густые. Для того, чтобы убрать сопли густые и боль в горле кормящей матери, можно использовать народный способ. Берите белок яйца куриного, разводите его с водой и полоскайте горло вот таким составом. Также можно изготовить специальную смесь, которая очень зарекомендовала себя при лечении заболеваний носоглотки. Необходимо взять и сварить вкрутую яйца куриные, варить их необходимо не менее 40 минут, после чего отделить желтки и натереть их на мелкой терке, после чего жарить их на чистой сковороде на протяжении 40 минут, после чего добавить в эти тертые желтки оливковое масло 1 стакан, желтков должно быть не менее 7, добавить 1 стакан оливкового масла, и после нагрева необходимо через чистую марлю отцедить жидкость, которая образуется, и эту жидкость необходимо закапывать себе в нос. Вот такая жидкость очень быстро убирает отек носоглотки, совершенно безопасно. Если лизоцим, который находится в составе белка яйца, является антисептиком, антибактериальным веществом, то восстановление носоглотки происходит за счет вещества, которое называется стволовые клетки или трансферы. Вот такие вещества находятся в желтке, и в соединении с оливковым маслом очень эффективное средство при лечении носоглотки. Рекомендую использовать и взрослым, и детям, очень эффективное средство. В нашей компании разработан препарат, называется Лизам. Лизам поможет горлу вам. Это сладкие таблетки. Я заметил, что при использовании ежедневно таких таблеточек, а мы даем нашим детям данные таблетки на протяжении нескольких лет,
Это немножко сладкая таблетка с инулином, в которой действующим веществом является лизоцим высокой концентрации и стабилизирован нитратом аскорбиновой кислоты. Когда ребенку даешь, то воспаление носоглотки исчезает, а также это является профилактиком заболеваний носоглотки, вирусных заболеваний. И мы заметили, что дети, которые у нас ходят в школу и в детский садик, получая каждый день перед школой всего лишь одну таблетку утром и одну таблетку вечером для рассасывания, она сладкая, имеет ментоловый вкус, они с удовольствием ее принимают. Наши дети, в отличие от остальных детей, которые посещают школу и садик, перестали совершенно болеть заболеваниями вирусными и заболеваниями носоглотки. В случае, если это появляется, то обычно за 4-5 часов данное заболевание ликвидируется. То есть это говорит о том, что дети более адаптированы к появлению вирусных заболеваний и так далее. Очень рекомендую использовать и взрослым, и детям. Действительно очень эффективный препарат, советую. Татьяна, такой вопрос. У меня повышенные тромбоциты, а все остальные показатели в норме. При использовании аспирина кардио или других препаратов этой группы появляется кровотечение эндометриозное. Что делать и как понизить тромбоциты? Тромбоциты являются первым, нужно обязательно сдать анализ, который называется протромбиновый индекс. Такой протромбиновый индекс может показать, насколько у вас сворачиваемость крови высокая или низкая. Это очень важно, потому что высокие тромбоциты не обязательно являются проблемой, связанной с там, гастритом или кровотечением или еще чем-либо. В вашем случае, скорее всего, высокие тромбоциты говорят о том, что у вас есть миома маточная и вы склонны к появлению вагинальных кровотечений. Это говорит о том, что снижать тромбоциты нет смысла, так как любое снижение тромбоцитов антикоагулянтами может привести вас к тому, что будут появляться маточные кровотечения. Итог такой: необходимо что-то делать с маточными кровотечениями, провести курс лечения, гинекологический осмотр и предпринять какие-то меры по уменьшению самой миомы. Или кровотечения климактерического, то есть пропить гормоны, определить, с чем это связано, и пройти курс лечения. И не идти путем снижения тромбоцитов, а идти путем определения, где же в организме у вас кровотечение. Вы знаете, тромбоциты снижать не всегда нужно. Дело в том, что тромбоциты повышающиеся часто говорят о том, что у человека есть внутренние кровотечения. Они могут быть желудочные, они могут быть маточные, они могут быть двенадцатиперстно-кишечные, они могут быть какие-либо еще. И это может быть фактором, который не требует специального уменьшения тромбоцитов, так как организм старается где-то залатать вашу язвочку или вашу дырочку и тем самым помочь вам справиться путем вот такой, собственно, саморегуляции. Поэтому не нужно аспирин точно, а нужно немножко в другом русле рассматривать данное заболевание. Андрей Андреевич, порекомендуйте, пожалуйста, как можно отрегулировать частые ночные походы в туалет. Частые ночные походы в туалет — это проблемы мочевого пузыря. Чем необходимо лечить мочевой пузырь? В моей компании разработан препарат, называется он Ренокс, и второй называется Энуретин. Энуретин, цистонорм и Ренокс. Можно принимать по одной таблетке 3 раза в день, нормализуете походы в туалет. Вообще, вот я считаю, что наряду с появлением цистита очень часто появляется высокая кислотность желудка. То есть при повышении высокой кислотности желудка появляются циститы. Именно поэтому для того, чтобы снизить кислотность желудка, сейчас об этом говорить не будем, я рекомендую использовать в небольшом количестве в небольшом количестве соду. Можно принимать там четверть чайной ложки соды на стакан теплой воды 1 или 2 раза в день.
Такие вопросы есть по поводу воды. Вот кто-то задавал вопрос: Андрей Андреевич, что вы можете сказать по поводу воды, питьи воды, или там, как вода может влиять на организм человека, и есть ли какое-либо разумное объяснение, какую воду нужно принимать? Сейчас очень много информации советуют принимать горячую воду, теплую воду, минеральную воду и так далее. Чем это отличается и каким образом вода может повлиять на общее состояние организма, есть ли этому какие-либо объяснения? Да, объяснение этому есть, и это выглядит так. Вы должны знать, что когда вода закипает, то весь минеральный состав, который находится в воде, выпадает в осадок. Такая вода, она имеет обычный вкус, но такая кипяченая вода, она ощелачивает наш организм, она ощелачивает наш желудок. В случае, если у человека есть замедленная работа кишечника, в случае, если у человека есть запоры, то пить такую воду не нужно. Холодная вода, вода холодная или вода со льдом повышает кислотность и повышает перистальтику кишечника. Именно поэтому в случае, если человек, у которого сниженная кислотность ЖКТ, начнет принимать дополнительно такую воду или увеличит прием воды, которая имеет более холодная, чем более теплая, то это увеличит перистальтику кишечника и повысит кислотность. Но этого стоит бояться тем людям, у кого и без этого высокая кислотность. Кстати, очень холодная вода и очень горячая вода или теплая вода увеличивает кислотность желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому людям, у которых есть гастриты с пониженной кислотностью или гастриты с повышенной кислотностью, принимать воду холодную или принимать воду горячую дополнительно не нужно. Принимать воду необходимо обычную. Сразу же тут такой вопрос: Андрей Андреевич, нужно ли пить много воды? Обычно я говорю такие слова: в случае, если человек в рационе своего питания имеет принятие белков, то есть он употребляет белковую пищу, то он должен знать, что любая белковая пища — это нагрузка для работы или комфортной работы почек. То есть если человек увеличивает употребление белков, будь то органические белки животного происхождения или белки растительного происхождения, он должен знать, что это все нагрузка на работу почек. В случае, если рацион изобилия белков превышает употребление всех остальных продуктов питания, это чревато появлением заболеваний пилонефрит, заболеваниями почечной недостаточности, ну и разновидностями этого заболевания, от циститов до заболеваний появления подагры, увеличения оксалатов и уратных соединений, кальциево-фосфорных соединений и так далее. И это все может быть проблемой для человека в дальнейшем. Но есть одна особенность: в случае, если человек принимает 100 грамм белков на протяжении дня, он должен соответственно выпивать 1 литр воды. То есть если ваш рацион питания состоит из белков, не стоит этого бояться, и вы в течение дня употребляете около 200 граммов белков, вы должны знать, что минимальное количество воды, которое вы должны выпить, должно быть 2 литра. В случае, если у вас белков мало, то вы можете уменьшить количество употребляемой жидкости. Тогда это будет совершенно безопасно. Мне 62 года. Недавно сдала некоторые анализы крови. Результаты такие: мочевая кислота высокая, глюкоза высокая. Также у меня дискинезия желчного протока, рефлюкс желчи нередко дает о себе знать, поджелудочная железа, это естественно. Не понимаю, в каком порядке все это лечить, что сначала лечить, а что оставить на потом. Пожалуйста, посоветуйте. Так хочется, чтобы загаданное на Новый год желание серьезно заняться своим здоровьем сбылось. Ну, раз вы уже задумываетесь об этом, это говорит о том, что вы уже находитесь на правильном пути. С чего необходимо начинать? Когда у человека высокая глюкоза, когда у человека есть проблема желчного пузыря, то это говорит о том, что есть еще и ожирение. И с чего необходимо начинать? Первое: почему происходит накопление и почему происходит дискинезия желчного протока и почему происходит накопление желчи в желчном пузыре? Это обычно происходит с повышением кислотности в желудке.
и появлением такого заболевания, как гастроэнтерологическая рефлюксная болезнь. И это необходимо лечить путем ощелачивания или путем увеличения щелочного питья. То есть я рекомендую использовать, может быть, в небольшом количестве там, соды с водой теплой, или использование препаратов, которые бы повлияли на желудочную помпу для того, чтобы гастроэнтериального рефлюкса не было. Амипрозол, допустим, по одной таблетке 2 раза в день. Денол, 1 таблетка 2 раза в день. Моих препаратов это железняк, 1 столовая ложка на стакан воды. Очень рекомендую начать с использования льняного семени. 1 столовая ложка порошка льняного семени. Кстати, порошок льняного семени можно приобрести на моем сайте aduiko.com. Там он очищен, перемолот и готов к употреблению. Заваривать его необходимо следующим образом. 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. После остывания использовать его в виде киселя вот такого. 1-2 раза в день, можно 2 стакана в день съедать. Это заметно улучшает общее состояние, прямо заметно улучшает. Второе. Таким образом будет происходить уменьшение кислотности желудка самого. Второе. Начать принимать горечи. Начать принимать горечи необходимо так. Принимайте препарат, любые горечи, которые найдете в аптеке, или же я рекомендую использовать горечи, которые изготовлены на моем предприятии. Это Амарум Дуйко или горечи Амарум Дуйко. Принимать их необходимо столовая ложка на 1 стакан воды после каждого приема пищи. Второе. Сократить прием пищи до 2 раз в день. Третье. Перейти на контроль употребления глюкозы, то есть уменьшить употребление глюкозы максимально. Начать кушать каши. Эти каши должны состоять из риса и гречи. То есть напополам варите рис отдельно и гречу, смешиваете между собой в равных пропорциях. И каждый день перед приемом пищи начинаете съедать не менее 25-100 граммов такой каши. В момент употребления такой каши вы будете худеть, мягко будет организм усиливать перистальтику, улучшать общее состояние ваше и так далее. Для уменьшения глюкозы в крови я рекомендую использовать мой спрей, который называется гликоцитрохромин спрей. Как только вы провели исследование глюкозы в крови и видите ее высокую, вы должны знать, что 1 пшик в ротовую полость такого спрея снизит уровень глюкозы на 2 единицы. То есть у вас 8, а у вас 6,75, а норма 5,5, 5,4. То есть вам необходимо 1 или 2 пшика. То есть на протяжении дня 2-3 раза пшикайте себе в ротовую полость препарат гликоцитрохромин спрей. Используйте препарат глюконорм. Возможно, вам врач назначил препараты для снижения глюкозы. В случае, если нет, я рекомендую использовать препарат метформин. Принимайте его 500 миллиграммов по 1 таблетке после каждого приема пищи, ну, желательно 2 раза в день. Ну и это заметно улучшит ваше общее самочувствие. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как веревочку для пользы легких завязывать. Веревочку необходимо брать розового цвета и обвязывать поясницу. Розовая веревочка, обвязанная вокруг поясницы, убирает заболевания легких. Зеленая убирает заболевания позвоночника. Желтая устраняет заболевание цистит и улучшает работу почек. Синяя улучшит работу почек заметно. Также синюю веревочку можно обвязать вокруг запястья левой руки, тогда почки начинают работать гораздо сильнее. Вот кто-то говорил, что ночью начинаете ходить в туалет и часто мочеиспускание. Обвяжите кисть левой руки синей веревочкой или синей нитью в несколько слоев. Все равно на сколько узлов завязать и носите просто на левом запястье. Можете взять железную проволочку или железную проволочку от ключей, одеть на мизинец левой руки. Это тоже улучшает работу почек. Как это работает с позиции традиционной медицины, объяснить невозможно. Тем не менее, много лет работы и советы людям,
Как по мне, то все равно, как это работает. Как самовнушение, как плацебо, как угодно. Но если это помогает, и я вижу, как это помогает на протяжении, там, ну сколько я лет работаю, наверное, лет 12 уже провожу эти семинары. И за 12 лет я увидел огромное просто количество людей благодарных, то это говорит о том, что не имеет значения, как это работает, верит, не верит человек, там все равно работает, то есть как-то это работает, пусть это существует. Я не считаю, что человек должен надеть железное колечко на палец левой руки и уже не посещать нефролога. В случае, если проблема основательная, если она требует уже прямо тотального контроля и тотального, наверное, лечения, то рекомендую все же обратиться к врачу. Одним словом, в случае, если вас нужно спасать, то, наверное, вам нужны не ниточки, а, наверное, нужен полноценный врач или полноценный доктор, возможно, хирург или, возможно, кто-то, кто может вас спасти. В случае, если это все терпит, и вы находитесь в состоянии, и вам необходима поддержка каким-то образом, и у вас нет возможности, денег и так далее, то вот такие народные средства, они в действительности могут иметь такой продолжительный, долгий и очень хороший эффект. Моей дочери плохое зрение, пропила курс препаратов, мимо норм, корень чавля, морбус, литий, минераликс. При приеме очень сильно кружилась голова, очень прошу. Что можно сделать еще? Ага, необходимо увеличить прием препарата, который называется черника с кальцием, есть такой препарат, и необходимо ей D3-йод, цитрокальцимин и мнемонорм еще раз. Можно мнемонорм заменить сиранталом. Джакушева Лена. Правда, стала кушать кашу из гречки и рисом. Облегчение в весе и самочувствие. Спасибо вам большое, уважаемый Андрей Андреевич. У меня очень много было трансляций. Есть прямо отдельное видео. Его можно найти на моем канале в YouTube. Тибетская формула спасительные рецепты. И оно так и называется. Лечение кашами. В действительности почему-то смешивание гречи с рисом помогает снизить вес. Использую ли я? Да, применяя кашу, а я ее использую практически ежедневно, принимая не менее 50 граммов во время, перед началом употребления еды или после, я заметил, что вес мягко уходит на протяжении дня, на протяжении каждого месяца, ну, минимально минус 500-600 грамм. То есть это, я считаю, что без дополнительных физических упражнений, без каких-то особых диет, улучшить вес путем изменения в рационе питания и с добавлением вот таких каш является, ну, уникальным методом и достаточно простым в применении. Пользуйтесь, пожалуйста. Марафон по здоровью будет проходить летом. Все марафоны прошла, кроме 5-го. Хочу на 7-й, не очень получается. Лучше не перерывать цепочку лечения каждый год. Нет, нет, можете когда угодно и когда вам удобно проходить. Подскажите причины. Муж просыпается около 2 часов ночи, сходит в туалет, и обязательно нужно съесть конфету. Это инсулинорезистентность. И это опасно. Дело в том, что когда вы видите у мужчины пивной живот, так говорят, на самом деле это не пивной живот, то можно поставить тире. Когда видите у себя увеличенный вперед живот, то можно сразу же поставить тире и написать высокое количество инсулина в крови. Его может быть немного. Дело в том, что там норма у нас инсулина, по-моему, 0,56 или 0,66 или 0,68. Обычно, когда сдают или проводят исследования крови, то инсулин может быть 1,02. И человек, ну и немножечко повышен показатель такого инсулина. Но это опасно. И вот такой живот говорит о том, что это сахарный диабет 2-го типа. Всегда, даже незначительное повышение инсулина в крови говорит о формировании заболевания сахарный диабет 2-го типа. Чем он опасен? Прежде всего это атеросклероз. То есть атеросклероз, он касается
работы сосудов мозга, работы сосудов позвоночного столба, работы сосудов нижних конечностей, ну и, собственно, сердца, и легких, и печени, и так далее. Атеросклероз — это уменьшение движения и скорости крови, что в дальнейшем приводит к наслоению там, холестерина и так далее. Сейчас, извините, отклонить. И это в дальнейшем приводит к появлению бляшек, к уменьшению функциональной способности. Полинейропатия появляется, то есть ноготь врастает, потом начинает гнить, там, ну и так далее. И, конечно же, на первое место необходимо поставить знание, что ощущает человек, когда у него снижается инсулин. И здесь нужно знать. Когда у человека снижается инсулин, у него появляется внезапное желание есть. И это для него спасение. То есть если в этот момент что нужно сделать этому человеку? Когда человек очень сильно хочет вечером есть, он должен набрать 2 стакана более горячей воды, чем теплой, и выпить эти 2 стакана воды. Тем самым он увеличит расщепление инсулина в крови и уменьшит распад глюкозы и улучшит общее состояние. То есть, когда человек говорит: я хочу похудеть, мне мешает избыточный вес, у меня есть проблемы с зубами, кровоточивость десен, там большой живот, и я хочу вечером очень сильно кушать и ничего не могу сделать, то в этом случае необходимо поставить тире и сказать: сладкое ни в коем случае. Сладкое тире — это смерть. Сладкое тире — это старение и дальше лечение. Никакого сладкого. После 40 лет слово сладкое для человека должно быть запрещенным продуктом. Хотите сладкое, ешьте курагу, чернослив сушеный. Изюма можно немножко поесть, но сладкое для вас чревато опасными последствиями. Атеросклерозы, нейропатии, полинейропатия и так далее. И это все, там, окклюзии, стенозы и так далее. Это все очень опасно. Худеть важно. Чем быстрее вы поймете, что глюкоза для вас опасна, тем больше шансов дожить до престарелого и взрослого возраста не особо от этого страдает. То есть быть в силах, быть с хорошими зубами, быть с хорошими суставами и хорошими костями. И это все называется, по моему мнению, инсулинорезистентность. То есть вам необходимо сегодня, когда я закончу этот вебинар, найти мой вебинар, который называется «Инсулинорезистентность. Семинар Дуйко» в моем канале YouTube и послушать, о чем я там рассказываю. Там я говорю о том, как необходимо соблюдать рацион, как изменить рацион питания, чтобы не особо страдать, чтобы в случае, если у мужчины ухудшается потенция, у женщины появляются проблемы, связанные с гормональной панелью. Это все говорит о том, что проблемы с зубами появляются. Как бы ни лечили зубы, они все время портятся. Проблемы с щитовидной железой. Появляется большой живот. Это все переизбыток углеводов. И это все необходимо устранять. Только так. У него нет живота. Насчет конфеты ночью. Все равно конфету нельзя. Даже если живота нет. Нет живота, в дальнейшем начнутся какие-либо другие проблемы. Там вот сегодня писали: Андрей Андреевич, очень плохая потенция. Объясните, какими препаратами можно улучшить потенцию, что это такое. У человека очень часто снижается уровень азота в крови. Снижение уровня азота в крови — это первые признаки появления старения. То есть с возрастом у нас уменьшается уровень азота в крови. И на этом фоне появляется заболевание, ишемическая болезнь сердца. У мужчин снижение либидо, у женщин снижение либидо. Чем можно это все улучшить? Можно улучшить путем увеличения употребления коллагенов. То есть необходимо увеличивать употребление коллагена. Это можно коллаген какой-нибудь принимать любой компании. Принимать его необходимо для усвоения и выведения вот таких свободных
радикалов, которые накапливаются в организме, из организма с использованием дополнительно препарата цистин. То есть если принимать один коллаген, то ухудшится состояние, если принимать одни витамины, ухудшится состояние, а если принимать коллаген и цистин, или там витамин С и цистин, тогда и эффективность от употребления витамина С и общий геронтологический эффект, то бишь омоложение организма, будет визуально заметен и, в общем-то, будет существенно виден. Очень рекомендую. Прошу, помогите моему сыну. Зовут Артур, лечится 3 года, диагноз ОКР. Лекарственная терапия не помогает. 2 раза лежал в больнице, результат в настоящее время принимает ксепилон. Целый день стоит в стопоре, атакует негативные мысли, выполняет ритуалы, как защита от мыслей, боится их не выполнять, заниматься ничем не может. Что необходимо делать? Первое, необходимо обязательно уменьшить количество света. Все это истощение центральной нервной системы. Для того, чтобы ее восстанавливать, необходима тишина и отсутствие света. Вот такие темные, наверное, темное уединение. То есть у человека необходимо забрать телефон, телевизор, книгу, зашторить окна, максимально уменьшить количество звука и находиться вот в таком состоянии. При этом, по моему мнению, улучшить состояние может, если человеку уменьшить количество употребления глюкозы и увеличить употребление жиров. Почему? Жиры восстанавливают гормональную панель. Обычно мужчин при снижении гормональной панели как раз и происходят появляются вот такие заболевания, и происходит токсическое отравление. Можно давать препарат Гепакс нашей компании и использовать спрей для носа окситоцин. Окситоцин брызгать в нос 2-3 раза в день и принимать препарат Гепакс, при этом находиться в таком затемненном помещении, как можно меньше разговаривать, как можно меньше слушать чего-то, никакого телевизора, никакого Wi-Fi, интернета, не перегружать, как можно больше лежать. Такое вот состояние, оно будет восстанавливать его. Ксеплион он принимает. Считаю, что хорошо было бы ему помимо ксеплиона принимать еще и препарат такого более широкого действия или более медленного действия, обратного захвата серотонина. Можно какой-нибудь препарат, допустим, не был готов я к этой информации, сейчас подумаю, скажу. Я сейчас придумаю, скажу. Можно от вас получить поздравления с днем рождения. Поздравляю вас с днем рождения. Так. Спасибо за приглашение. Всегда очень интересно. Спасибо. Хочу сказать, что сейчас проводится запись трансляции еще и в моем канале в Инстаграм и в ТикТоке. Угу. Дальше. Иса Марина. Моему сыну 18 лет. Довольно высокий ростом, но весь внешний вид как у ребенка. Нет волос на теле, половые органы маленькие. Отстает в половом развитии. Пропил ваш трибулус и мускус. Заметила только, что плечи чуть шире стали, и все. Может, я зря волнуюсь? Да, зря. У некоторых мужчин гормональное развитие начинается с возраста 16 лет, а есть такие мужчины, у которых рост набирается очень быстро, то они могут замедляться в половом развитии. В этом ничего плохого нет. Можно ли улучшить это состояние? Не стоит этого бояться. Как можно больше солнца, как можно больше кальция и как можно больше витамина D. Это все ускорит процесс гормонального развития. Обязательно необходимо давать увеличенное количество употребляемых жиров. Обязательно пусть такой ребенок принимает препарат витамин омега-3. В рационе питания увеличить употребление органических
вернее, употребления неживотных жиров, там льняного, оливкового масла. Там можно применять эсциталопрам для ребенка. Эсциталопрам. Можно в небольшом количестве либо миансерин давать, либо можно давать даже противосудорожный препарат. Можно самую маленькую дозировку вальпрокам на протяжении дня. Лузан Ольга, подскажите, чем можно помочь моей маме? Артериальное давление очень высокое, пульс при этом 32 удара, максимум 40. Спасибо. Артериальное давление необходимо снижать. Это особенность такая. Чем выше давление, тем больше возможностей появления инсульта. И обычно это формируется таким образом, когда у женщины, ну вот как это вообще все устроено, когда начинает тромбироваться, допустим, мелкие сосуды или происходит спазм мелких сосудов по всему организму. Знаете, среди людей есть такое понимание: холодные руки, холодные ноги. То есть там, когда человек испугался, у него адреналин выделился, и это все привело к спазмированию сосудов. Именно поэтому препараты от артериального давления, они отчасти являются еще и адреноблокаторами. То есть адреналин выделился, и после этого произошло сжатие этих сосудов. Объем сердца при этом увеличился. А там ишемическое заболевание сердца, или по-другому сердечная недостаточность. И сердце не может правильно сжиматься. Почему не может? И почему падает при этом пульс? Пульс падает, потому что сердце не способно быстро сокращаться, потому что, видимо, терапия лечения данного заболевания выбрана неправильно. Чем же я посоветую это все изменять? Итак, увеличить употребление кальция. Кальций увеличивает сокращение сердца, так как является метаболитом сердечного сокращения, и увеличение кальция приведет к тому, что сердце будет более быстро сокращаться. Кальций увеличить совместно с витамином D. Допустим, пусть применяет там 1 или 2 таблетки кальция на протяжении дня, это улучшит сокращение сердца. Далее, второе, валидол. Четверть таблетки валидола, делать глубокие вдохи с валидолом и глубокие выдохи через 1, 2, 5 минут, желательно на открытом воздухе. Гулять на улице, это тоже очень важно. Для того, чтобы сразу же снизить давление, необходимо похлопать себя по шейному отделу, отодвинуть ухо можно и похлопать вот так по шейному отделу с одной стороны и с другой стороны. Если у вас высокое давление, вот такие похлопывания с одной стороны и с другой стороны могут снизить давление, и это происходит онлайн. То есть измеряете давление, если оно высокое, похлопываете, через 2 минуты измеряете, оно уже невысокое. Так как здесь находятся нервные окончания, которые как раз и снижают давление, или любая вибрация, воздействующая на данные нервные окончания, они снижают, дает импульс для снижения общего артериального давления. Второе, очень советую применять препарат, называется триплексам в дозировке 5, 10 и, допустим, 5, это самая маленькая дозировка, там 1 таблетка 1 раз в день. Забыл сказать, после валидола через 30 минут
четверть таблетки нитроглицерина пусть выпивает. Нитроглицерин, в нем находится азот, это все стимулирует сокращение сердца. Итак, триплексам, валидол, нитроглицерин. Из моих препаратов рекомендую тонизон, чай тонизон, 1 столовая ложка на стакан воды. Очень хороший есть китайский метод снижения давления. Используется он так: под икры ног кладется валик, вот бумажный можно положить, только 2, если под одну ногу и под вторую. Человек лежит, под икрами его ног лежат вот такие валики, он приподнимает немного над валиком ногу и свободно ее опускает, чтобы по икре ударить. Вот таким образом опускание и вот такие падания икрой об такой рулончик могут снизить давление. Это один из способов. Он действительно очень хороший. Народные способы — это использование травы пустырник, настойки пиона. Трава пустырник 1 столовая ложка на стакан воды, пьется 2-3 раза в день. Настойка пиона 1 чайная ложка на стакан воды, пьется 2 раза в день. Вы говорили, что мне необходимо проверить сахар в крови. Сахар 5,6 мерила глюкомером. Мне 39 лет. Скажите, можно ли лечиться от диабета 2 типа только препаратами тибетской формулы? Да. Как получить консультацию и назначение препарата? От меня. Препарат глюконорм 2 таблетки 3 раза в день. Препарат жир-стресс 2 таблетки 3 раза в день. Убирание глюкозы и препаратов, вернее, изменение рациона питания с уменьшением употребления углеводов. Даже белый хлеб не рекомендую в этот период кушать. Применять препарат гликоцитрохромин 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день. Создать или приготовить для себя каолиновую воду, 1 столовая ложка каолина на 1,5 литра кипяченой воды. Взбалтывается и пьется по чуть-чуть на протяжении дня, так чтобы в течение дня выпивать 1,5 литра. Если принимать вот такие 1,5 литра каолиновой воды, то исчезают заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания язвы двенадцатиперстной кишки, дискинезия желчных протоков, мочекаменная болезнь, улучшает работу пищеварительной системы, уходят запоры, снижается глюкоза и даже снижается избыточный вес. Рекомендую. Не обязательно использовать каолин или глину моей компании. Можно использовать глину любую, но я, к сожалению, не несу ответственности за то, что они продают в аптеках. Если моя глина — это специальная активная глина, которую мы готовим определенным образом для употребления в пищу. В случае, если это глина, которую покупаете в аптеке, я не знаю, откуда они ее берут, прошла ли она цитологические, цитотоксические исследования и можно ли ее употреблять, нет ли в ней каких-либо там дополнительных компонентов, насколько она радиоактивно безопасна и так далее. По поводу своей на 100% гарантирую безопасность. Здравствуйте, обращалась с вопросом получения рекомендаций. У меня была аллергия на холод. Вы порекомендовали пить натощак соду. И вы знаете, помогло на 95%. И остался незначительный кашель. Может, надо продолжить, пила 15 дней. В случае, если вы болеете аллергией, знайте, самый лучший способ избавиться от любой аллергии, да и даже астмы, если честно, если пить долго, это использование соды. 1 чайная ложка на стакан холодной воды утром натощак. Если принимать 30-40 дней, то в дальнейшем годами не болеют люди аллергией. Также я рекомендую это делать тем людям, у которых есть кожные заболевания. Но с кожными заболеваниями немножко по-другому. Необходимо взять серу. У меня есть препарат, он называется сера. Это разведенная в воде наноаквахилатическая сера. Наноаквахилат, условно разновидность гомеопатического препарата. 1 столовая ложка серы на 1 стакан воды и 1 чайная ложка соды. Это все размешать и принимать утром натощак. Если это все делать, то такие заболевания, как псориаз, грибковые инфекции ушных раковин, грибковые инфекции ногтей уходят на задний план. То есть в дальнейшем это исчезает и годами не появляется. Также рекомендую тем, у кого уменьшение реакции иммунитета, то есть иммунная депрессия,
или иммунный дефицит, очень рекомендую использовать тоже такое средство. Подскажите, сколько курсов делать в год по вашей рекомендации от диабета? Необходимо хотя бы 1 месяц сделать, и после чего посмотреть, что необходимо знать. В случае, если курс от диабета выбран правильно, то человек во время курса должен однозначно похудеть. Но диабета, еще раз хочу сказать, второй степени. Второго типа. Что обозначает диабет первого типа и диабет второго типа? При диабете первого типа у человека увеличивается уровень глюкозы и снижается уровень инсулина. Это происходит очень часто с потерей жировой клетчатки. Жировая клетчатка в этом случае является важным элементом для восстановления иммунитета. Жировая клетчатка разделяется, становится холестерином. Холестерин надпочечниками трансформируется в гидрокортизон, в гормоны. За счет того, что происходит там активность гормональная, стрессовая активность, может формироваться кортизол. И это может все в дальнейшем привести к уменьшению жировой клетчатки и к ухудшению работы поджелудочной железы, что в дальнейшем приведет к заболеванию сахарный диабет первого типа. Именно поэтому при сахарном диабете первого типа на первое место необходимо ставить прежде всего увеличение употребления жиров. Это прямо важно. Если человеку, у которого сахарный диабет первого типа, увеличить количество употребления жиров, сливочное масло натуральное, оливковое масло, и специально увеличивать, то есть чтобы он принимал принимал такие жиры более чем обычный человек, то сахарный диабет первого типа уменьшает свои показатели, и глюкоза перестает расти, а инсулин титр инсулина начинает расти. Именно поэтому сейчас, вот спустя годы, а я об этом говорил еще 13 лет назад, можно найти эти видео, которые были записаны еще в 2011 году. Я говорил, что скорее всего пройдет время и будет разработан специальный препарат, который будет увеличивать количество холестерина в крови, только холестерина хорошего. И вот такое увеличение холестерина будет способствовать уменьшению показателей глюкозы и к увеличению показателей инсулина. Ну и буквально несколько дней назад я встретил статью в научной публикации медицинской, где было сказано о том, что да, сейчас установлена взаимосвязь между инсулином и холестерином, и в случае, если также было сказано о том, что в дальнейшем использование инсулина в ходе лечения сахарного диабета первого типа будет видоизменено, и курсы лечения будут получать немножечко другом виде. То есть умалчивается о том, что это будут сверхактивные вещества, которые будут увеличивать холестерин. Ну и, конечно же, это непонятно для многих врачей, потому что считается, что холестерин увеличенный идет рука об руку с сахарным диабетом первого типа, ну и так далее и тому подобное. И, конечно, каждый врач-эндокринолог, он, конечно же, назначит препараты, препараты для уменьшения холестерина совместно с препаратами для уменьшения глюкозы, инсулин, короткий, длинный и так далее. Ну и это, конечно же, делает человека стабильно болеющим сахарным диабетом первого типа и так далее. Ну и сахарный диабет второго типа — это сахарный диабет, который в крови выглядит следующим образом. Это повышение холестерина, особенно плохого, и, конечно, как правило, всегда увеличение незначительное, но видимое увеличение инсулина. Инсулин — это вещество, которое накапливается в подкожном жире. Инсулин, накопленный в подкожном жире, приводит к ожирению, атеросклерозу и так далее. Как устранять холестерин, как устранять инсулин? Устранять его необходимо путем похудения, то есть путем уменьшения количества жировых клеток. Сделать это, используя диету, возможно, но используя диету, используя, возможно, стрессовую диету и используя, скорее всего, спортивные упражнения, хотя бы ходьбу и так далее. По поводу
стимуляции сердца и по поводу там, активных упражнений физических и так далее. Я, как человек, занимающийся медициной давно, хочу сказать, что активный спорт — это когда человек очень активно бежит, это когда человек очень тяжелые веса поднимает, значительно влияет на сердце, разрушая сердце и в дальнейшем может спровоцировать заболевание сердечной недостаточности. Именно поэтому большинство спортсменов в дальнейшем в своей жизни с возрастом обретают заболевание инфаркт сердца. Именно поэтому очень много спортсменов, которые занимаются профессионально спортом, в дальнейшем имеют большие проблемы или комплексные проблемы работы сердца. Но ходьба в этом случае позитивно влияет и для спортсменов, и для неспортсменов. Об этом писал еще в свое время и Пирогов, и Сеченов, ну и знаменитые физиологи, в том числе Бехтерев и Курпатов. И можно сказать о том, что в действительности заменить ходьбу ничем нельзя. Во время ходьбы человек дышит глубоко, очень много есть звезд мировых, которые ежедневно обязательно ходят. Это президент Путин, это там, от Анджелины Джоли и заканчивая Кибриком и так далее. То есть этих людей, которые специально ходят, этих людей очень много, и это считается одним из самых естественных и таких правильных упражнений — погулять вечером перед сном. Сколько необходимо гулять? Гулять необходимо не быстрым шагом, без нагрузок, дыша при этом на всю грудь, при этом стараться делать так, чтобы тело было расслаблено. Я считаю, что вот такие прогулки, они очень полезные, особенно если это делать перед сном. Сон улучшается, глубина сна увеличивается, общее восстановление центральной нервной деятельности улучшается. Слушать при этом какие-либо звуки не стоит. То есть ходить с музыкой не нужно, пусть восстанавливается нервная деятельность или правильнее центральная нервная деятельность и так далее. Холодной водой разводить соду, да, холодной гасить не нужно, нет, совершенно другое все получается. Ну что, хороший у нас получился вебинар сегодня. Я еще раз хочу сказать, что данная лекция была проведена президентом компании «Тибетская формула», то бишь мной, Андрей Андреевич Дуйко, моя фамилия. Более подробную информацию о моей деятельности вы можете найти, перейдя на мой канал в YouTube, который называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Также ознакомиться с продукцией моей компании можно, перейдя на мой сайт aduiko.com. Задать свои вопросы вы можете, перейдя на мой сайт aduiko.com. В нижнем, вернее вот так, в нижней части экрана с левой стороны вы можете нажать на кнопку мигающей трубки, связаться с операторами, и операторы помогут вам подобрать правильный курс использования моих препаратов с вашими, который будет опираться на ваши проблемы, анамнез и, в общем-то, диагноз, который поставлен вам традиционной медициной. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Обязательно следите за своим здоровьем. Помните, что центральная нервная система восстанавливается долго. Именно поэтому стрессовые состояния, которые возникают у нас, когда мы смотрим политические новости, когда мы начинаем ругаться в семье, это очень влияет на общее наше состояние здоровья. Любые стрессы, как известно, разрушают человеческий организм. Старайтесь находиться в состоянии спокойствия, старайтесь не допускать к себе плохую и негативную информацию, не обижайтесь, старайтесь быть инициатором теплых и хороших отношений в семье. Любовь, как сказал Достоевский, спасет мир. Он сказал, красота спасет мир, но я его перефразировал. Теплые отношения, отсутствие ругни, отсутствие претензий, отсутствие обид, желание сделать для близких что-либо хорошее может помочь всем вместе зажить в мире, в теплых отношениях и быть более счастливыми и, как правило, еще и более здоровыми. Всегда об этом помните, все в ваших руках, живите спокойно, ешьте меньше сладкого.
старайтесь в эти праздники иногда поститься. Поститься — это жить один день так, чтобы не употреблять пищу, то есть голод. Если вы используете голод один раз в неделю, делайте это в четверг, тогда это увеличит возможности очищения вашего организма и самовосстановления. При этом в случае, если у вас гастриты, используйте бифидобактерии. Используйте бифидобактерии, это улучшит общее состояние перистальтики кишечника, а также в дальнейшем может помочь избавиться от заболеваний сахарный диабет второго типа. До свидания. Приходите на мои программы, я буду продолжать свои выступления. Еще раз хотел бы сказать, что на сегодняшний день у нас есть скидка, это зимняя скидка минус 22% на все препараты компании «Тибетская формула», и она сегодня вечером заканчивается. Поторопитесь приобрести препараты сегодня. Здравствуйте, господа! Начинаем вебинар, посвященный здоровью, с компанией «Тибетская формула». Начать я хочу с акции. Сейчас на нашем сайте «Тибетская формула» интернет-магазин проходит новогодняя акция. И скидка на все препараты минус 22% в честь 2022 года с 25 декабря по 10 января. Вы сможете приобрести все препараты с существенной 22% скидкой. Итак, Валентина Смеланд. С Новым годом, Андрей Андреевич. Помогите, пожалуйста, разобраться с ночной головной болью. Замучила совсем. Просыпаюсь от сильной головной боли с 2 часов до 4 ночи, слева и сзади головы. Уже не уснуть. Таблетки помогают наполовину. Из острой переходит в тупую. Но когда перехожу из горизонтального в вертикальное положение, пью горячую воду, делаю зарядку, заставляю себя бежать, то день переживаю. У меня 3 варианта. ЖКТ нет. Несварения белков тоже нет. Моноклеальная гомеопатия. Не знаю, что такое. Ну, предполагаю. Недостаток кислорода, сосуды кровообращения. Да, вы правы. Такая головная боль обычно, которая в течение дня чуть-чуть болит, а ночью более активно болит, обычно связана с остеохондрозом или связана с протрузиями, листозом или какими-либо проблемами, связанными с позвоночником. Какие есть методы лечения этого всего? На самом деле это не связано с сосудами, так как в случае, если бы у вас были проблемы с нарушением циркуляции коры головного мозга, то у вас были бы яркие признаки головокружения, а также шум в ушах, также внезапная потеря сознания, судорожные компоненты, то есть появились бы судороги, внезапно происходящие. А боль — это всегда нервная система. И это, скорее всего, в вашем случае связано вот как раз с заболеваниями позвоночника. Чем устранять такую боль, есть ли какие-нибудь препараты, которые могут вам помочь? Да. Первое. Конечно же, в дальнейшем необходимо обратиться к невропатологу. Второе. Сейчас для того, чтобы не испытывать такую боль, принимайте препараты. Первое, противовоспалительное. Принимайте Мовалис или диклофенак. Мовалис лучше. Принимайте Мовалис или диклофенак по одной таблетке перед сном и на протяжении дня. Второй препарат. Можно принимать полтаблетки фенлепсин на ночь. Или второй вариант, можно принимать, лучше фенлепсин. Полтаблетки фенлепсин на ночь. Третье, из моих препаратов и из народной медицины. Итак, народная медицина, она советует натирать места шейного отдела и воротниковой зоны, натирать шейный отдел и воротниковую зону обычным соленым салом. Второй вариант, ставить аппликации или по-другому компрессы, предварительно подготовив состав. В состав необходимо добавить 1 стакан воды теплой, 1 столовая ложка соли, 30-50 капель йода и 1 ампулу гидрокортизона. 1 ампулу гидрокортизона. После чего такой компресс теплый, его необходимо прикладывать к шейному отделу. Следующее,
обязательно сделать медовый массаж шейно-воротниковой зоны. Помогут еще банки, если ставить их крест-накрест, то есть одна банка на шейный отдел и после этого с левой и с правой стороны на воротниковую зону. Также из моих препаратов препарат Вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день, мазь Вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день. Препараты от тромботизации сосудов, можно рутин, можно легка хода. Из таких, наверное, народных способов я бы порекомендовал, ну вот компрессы такие, намазывать мазью, называется габана, или мазью любой от остеохондроза. Скорее всего, вы переживаете сейчас такой вот остеохондроз. Посмотреть упражнение, называется 7 упражнений для позвоночника, Андрея Дуйко. И не спеша, не торопясь повыполнять эти упражнения. Там упражнения необходимо делать сидя на стуле, первое упражнение, второе немножко приподнявшись. И там данные упражнения, они связаны с небольшим растягиванием воротниковой зоны. Они очень несложные. Кстати, хотел бы сказать, чтобы вы не грели место, которое у вас болит. Второе, не ходили в сауну. Третье, ну, на протяжении дня старайтесь не нагружать эту зону, то есть не вертеть головой в левую, в правую сторону, не поднимать вверх. Это всегда связано с остеофитами, солевым диатезом и так далее. Можно найти видео, мои советы. Видео такое полное, 1,5 часа, называется «Остеохондроз, заболевание позвоночника, советы Дуйко». Вот. Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, как отрастить волосы? Сын теряет волосы, так как у его отца была та же проблема, а подруга теряет волосы после перенесенного вируса. Спасибо. Я полысел в своей жизни в возрасте, ну, где-то 31 год. Причем залысины были у меня большие, можно это увидеть на моих старых видео. И никакие способы отращивания волос мне не помогали. То есть какие-либо болтушки там и так далее, это все не работало. Это все связано с тем, что с возрастом у мужчины уменьшается количество тестостерона. Даже по совету одного из врачей я там принимал комбинированные препараты, инъекции для волос и так далее. Имея, в общем-то, материальную возможность, я хотел сохранить свои волосы. Но ничего у меня не получилось, волосы благополучно выпали, оставив огромные залысины. И что я сделал? Я пошел в клинику пластической хирургии, где мне сделали пересадку волос, то есть взяли волосы с затылочной части, там где волосы густые, и посадили их в переднюю часть, где были залысины. Было 3 операции, и успех этих 3 операций сейчас перед вашими глазами. То есть волосы выросли благополучно, волосы стали больше и толще, чем те волосы, которые росли до этого и находятся рядом. Вот рекомендую. По поводу вот такой аллопеции, которая возникает у женщин, это, как правило, связано со снижением иммунитета, и любое улучшение у женщины иммунитета улучшает, в общем-то, и общее состояние. Какие препараты для улучшения иммунитета? Есть два таких органа, которые участвуют в том, чтобы человек лишался волос или они у него росли хорошо. Первое — это поджелудочная железа, и второе — иммунитет. То есть если поддерживать одновременно поджелудочную железу и поддерживать одновременно иммунитет препаратами иммуногрант и панкресорб, то волосы перестанут высыпаться. Из народных способов восстанавливать волосы и делать все для того, чтобы волосы не выпадали, это использование болтушки. Берется одно гусиное яйцо, 100 граммов гусиного жира и порошок из крапивы. Все это топится, смешивается между собой так, чтобы получилась мазь, и втирается в кожу головы. Это в действительности приводит к улучшению роста волос. Вообще крапива и череда, смешанные между собой с добавлением руцинова, как она на русском языке, руцин с латыни переводится как касторка.
С добавлением касторового масла помогает, или репейного масла помогает восстанавливать волосы и делать все для того, чтобы они не выпадали. В нашей компании разработан препарат. Это витамины для волос. Как-то они называются, не помню уже, Nice. Сейчас скажу. Витамины. Называются они Максидерил. Максимально восстанавливает кожу волос, вернее, максимально восстанавливает кожу, максимально восстанавливает ногти и волосы. Витамины для наших волос. Вот. Здравствуйте. Принимаем на улучшение развития речи Гипакс Миниманором Эмбрио Плюс. Принимаем месяц, но эффектом очень довольны, так как вы говорили. Очень вам благодарны. Скажите, пожалуйста, имеет ли мой ребенок астму? Были у врачей, но толком до сих пор, толком никто не ответил. Да, ваш ребенок страдает заболеваниями астмы. Это связано с родовой травмой позвоночника, а также связано с высокой кислотностью желудочно-кишечного тракта. Что необходимо сделать? Давайте по чуть-чуть ему соду, чтобы снижать немного кислотность двенадцатиперстной кишки. Четверть чайной ложки на стакан теплой водички или даже в компотик, и давайте, чтобы он на протяжении дня пил. Также делайте ему массаж грудного отдела. Можно просто рукой водить вот так, и очень хороший такой массаж, если ребенка животом и лицом положить на колено и делать вот такие движения, катающие бутылочкой или скалочкой, так чтобы восстановить проходимость нервных тканей в позвоночном столбе. В вашем случае это поможет при астме. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Стоит ли голодать 40 дней? Перед вами сидит человек, который является экспертом в области голодания. Я в своей жизни голодал длительный период времени, делал это принципиально, изучал систему голодания и закаливания. И могу сказать вам, что когда начал я в свое время голодать, то имел определенные заболевания. Когда я голодал, то заболевания не вылечились, состояние не улучшилось, в дальнейшем состояние ухудшилось. Я считаю, что любое длительное голодание для человека может спровоцировать у человека тяжелейшие иммунные расстройства, также может сформировать остеопороз, также могут иметь место проблемы с не только снижением веса, а уменьшением хрящевой ткани и так далее. Очень часто люди, особенно женщины, они начинают думать о том, что нужно похудеть быстро. Сейчас идут праздники, и многие женщины, в силу того, что мы взрослеем, в силу того, что у женщин устроен желудочно-кишечный тракт или пищеварительная система таким образом, что женщина набирает вес гораздо быстрее, чем мужчина, к сожалению. И если у мужчины гораздо быстрее проходит пища по ЖКТ, у женщины этот процесс замедленнее, и в общем-то все всасывается, поэтому женщине, в отличие от мужчины, не нужно употреблять такое же или равное количество пищи. Женщина может довольствоваться более малым количеством пищи и так далее. Ну и здесь несколько слов о женщинах. Дело в том, что очень часто женщины, они хотят быть красивой сегодня, или на завтра, или на послезавтра. И начинают совершать ошибки, которые заключаются в том, что женщина начинает голодать 40 дней, там, не доедать и так далее. Это все приводит в итоге к сбою абсолютно всех ритмов. Прогестерон уменьшается, появляются проблемы, связанные с менструацией. Появляются проблемы, которые дисменорея возникает, появляются проблемы, которые связаны с или аменорея, появляются проблемы, которые могут быть связаны с остеопорозом, изменяются циркадные ритмы, то есть человек перестает спать по ночам, у него появляется целый ряд, истощается нервная система, появляются тики, начинаются заболевания позвоночника.
Очень часто такое конкретное голодание приводит женщину к тому, что у нее появляется заболевание тазобедренного сустава. Это мной замеченный такой достаточно подтвержденный факт. Принимая людей на протяжении многих лет в офисе у себя, я столкнулся с проблемой быстрого женского похудения, когда женщина, принципиально ограничивая себя в пище на протяжении месяца или двух, очень теряла вес. Ну и это всегда завершалось проблемой тазобедренного сустава. Это гарантия всегда того, что при быстром, резком сбрасывании веса начинаются проблемы сустава, особенно таких глобальных, больших, тазобедренных, коленных, плечевых, появляются бурситы и так далее. Ну и для того, чтобы этого не было, я все-таки рекомендую понять, с чем связано все-таки наш набор веса и наше похудение. Дело в том, что если посмотреть на человека, то есть люди, которые могут кушать много и не поправляться. А есть люди, которые ничего не едят и при этом поправляются. С чем же это связано? Как правило, это связано с хорошей и правильной работой поджелудочной железы. Именно поэтому в случае, если у человека поджелудочная железа работает хорошо, то человек не набирает избыточный вес. Если же поджелудочная железа у человека работает недостаточно хорошо, то человек набирает избыточный вес. Почему поджелудочная железа работает плохо? Она работает, потому что в поджелудочной железе существует механизм реакции выделения инсулина, и это связано с кислотностью двенадцатиперстной кишки. То есть в случае, если у женщины или у мужчины стресс, повышается кислотность в тонкой кишке или в двенадцатиперстной кишке, и это все приводит к выделению инсулина. При этом глюкозы нет, инсулин уже в крови находится, и он накапливается. Второй вариант. Если углеводы женщина употребляет, но она употребляет эти углеводы без жиров, допустим яблоко, а в нем же жира нет, то тогда яблоко такое может перевариться, и женщина такая может не поправиться. В случае, если яблоко заедается салом, или там, допустим, такие есть пирожные, бисквит, а сверху большой и толстый слой жиров. Так вот, если углеводы употреблять с жирами, то обязательно человек будет поправляться. Но вернемся все-таки к поджелудочной железе. Нужно запомнить 3 фактора. Первый фактор. Начинайте кушать каши вместо картошки. Раз. Какие каши я рекомендую кушать? Мной замечено, я как человек вечно худеющий и как человек вечно сдерживающий свой избыточный вес, а я могу сказать, что мне есть чем похвастаться. В прошлом году в это же время я весил 117 килограмм, в этом году в это же время я сегодня взвешивался, вешу, стрелки весов показали 92,3 килограмма. Таким образом, я могу сказать, что это, в общем-то, доказательство, что на протяжении года достаточно эффективно и в мягкой форме можно избавиться от избыточного веса. И мои рекомендации. Первое, я рекомендую поддерживать поджелудочную железу. Сейчас мы к ней вернемся. Но о кашах. Я знаю 100%, что очень помогает мой рецепт кушать кашу. Какую кашу? Смешивайте 2 каши, рисовую с гречневой или гречей. Смешивайте гречу с рисовой. Можно это делать так. Отдельно сварили рисовую, отдельно гречневую или гречу. И их между собой смешали. Кушайте такую кашу каждый раз перед приемом пищи. 1-2 ложки. И если хочется кушать, перед самым засыпанием. Утром в такую кашу можно добавить небольшое количество меда. Серьезно, не бойтесь, все в порядке. Также утром, в случае, если у вас нет запора, в такую кашу можно добавить финик. Тоже разрешено. Далее, второй вариант. От такой каши действительно очень худеешь. А если вы будете ее много кушать, то сможете определить, что это очень эффективный такой метод. Второе. Обязательно ешьте что-то, что печет на языке. Пусть это будет имбирь,
пусть это будет перец красный, пусть это будет все что угодно, что горчица, хрен, обязательно добавляйте себе в пищу. Горчица, хрен, пекучие какие-либо соусы, если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Третье. Обязательно заваривайте или не заваривайте, а засыпайте 1 столовую ложку семян льна, заливайте кипятком. Когда остывает, съедайте 1 стакан на протяжении дня. Правильно обработанные семена льна, а также семена льна, из которых сделан порошок, можно приобрести на нашем сайте aduiko.com и использовать. Также вы можете купить обычные семена льна, если где-то они продаются, из них сделать, высушить, из них сделать порошок и принимать их по столовой ложке на 1 стакан кипятка. После остывания на протяжении дня съедайте вот такой 1 стакан. Такой 1 стакан, съеденный на протяжении дня, существенно и очень активно снижает кислотность желудочно-кишечного тракта, особенно отдела 12-перстной кишки, переднего отдела. И очень рекомендую это делать, особенно в случае, если вы находитесь в состоянии долгов, стресса, судебного производства или каких-либо переживаний за детей или там будущее и так далее. Всегда об этом помните. Далее, для того, чтобы похудеть, необходимо ввести хром. Хром в виде, таком природном виде, хром находится в панцирях крабов и раков. То есть, если взять панцири крабов и раков и их насушить, и сделать из них порошок, и принимать каждый день перед приемом пищи четверть чайной ложки, можно разводя в воде, и пить, ну и запивать водой, то это уберет проблемы сосудов, уберет проблемы остеопороза, уберет проблемы ожирения, уберет сахарный диабет 2 типа. Ну и в общем-то очень полезно, потому что помимо всего прочего находится еще и вещество хинин, которое очень полезно для нашего организма, так как улучшает состояние печени и в общем-то позитивно влияет на общий иммунитет человека. Ну и мой препарат моей компании, он называется гликоцитрохромин. Гликоцитрохромин — это препарат с высоким содержанием хрома. Принимать его необходимо по 1 чайной ложке, можно с водой или без воды, 2-3 или даже 4 раза в день. Вы всегда должны знать, что как только у вас появляется желание кушать, и желание кушать прямо появляется очень мощно, это говорит о том, что именно в этот момент вы теряете жировые запасы. Если человек, который хочет кушать, ест, то он не похудеет. Если человек, который хочет кушать, терпит, то в этот момент у него теряется жировая ткань. Именно поэтому впроголодь ложиться спать хорошо. Именно поэтому на ночь, когда у вас появляется там аппетит и вы очень хотите есть, не есть, это значит быть человеком, который худеет. Именно так мы худеем в пассивной своей жизни. Вот так. И препараты для улучшения работы поджелудочной железы. Первое — это панкрисорб, по 2 таблетки 3 или даже 4 раза в день. Пить чай панкрисорб, 1 столовая ложка на 1 литр воды на протяжении дня. Чай панкрисорб интересен еще и тем, что в его состав входит шиповник, а в нем находится большое количество аскорбиновой кислоты, очень хорошо действует на иммунитет. Фенхель активно улучшает деятельность всей пищеварительной системы, ускоряя метаболизм пищеварительной системы, и потому что у большинства людей он замедленный, и в общем-то улучшает работу поджелудочной железы. То есть раньше вы ели, и эта пища переваривалась там 8 часов или 10 часов. Если принимать чай и принимать чай с фенхелем, то тогда укорачивается период переваривания пищи, потому что активность пищеварительного тракта или перистальтики усиливается, и быстрее пища проходит сквозь пищеварительный тракт. То есть если так у человека обычного 8-10 часов может перевариваться пища, то при использовании фенхеля она может перевариваться за более короткое время. Просто не буду говорить цифры, я не готовился к данному семинару и боюсь быть, наверное, боюсь ошибиться. За какое время или насколько быстро, вот просто ускоряет процесс метаболизма.
пищеварения. Не метаболизм, а пищеварение. И каолин. Каолин, который восстанавливает поджелудочную железу, принимается следующим образом. 1 столовая ложка на 2-литровую или 1,5-литровую бутылку теплой воды взбалтывается, и на протяжении дня, взбалтывая то, что там находится в бутылке, все 1,5 или 2 литра необходимо выпивать. Если у вас есть проблемы двенадцатиперстной кишки, то можно добавлять еще маточное молочко в виде таблеток или маточное молочко покупать у пчеловодов и рассасывать их. Кстати, вот проблемы с позвоночниками, остеохондроз, головокружение, стеноз сосудов, проблема циркуляции коры головного мозга, это все возможно устранить, принимая маточное молочко. Рассасывая маточное молочко или ложить его под язык, рассасывать или на язык, рассасывать 1-2-5 минут и делать это на протяжении дня 5-6 раз. В свое время я болел заболеванием язвы двенадцатиперстной кишки, болел активно, и дело доходило уже до назначения дня операции и так далее. Что помогло? Помогло маточное молочко. Использование маточного молочка на протяжении 1 месяца. Принимал я его по 10 мг 2 раза в день, утром и вечером натощак, а вечером перед сном. За несколько месяцев полностью убрали заболевания не только язвы двенадцатиперстной кишки, а еще и проблемы с панкреатитом, проблемы с поджелудочной железой, снизив при этом общий вес. Вот так. Подскажите, что можно принимать мужу из ваших препаратов? У него болят ноги в суставах, он на протезах, очень тяжело ходить. Препарат называется Метикс. Принимать его по 1 чайной ложке на стакан воды 2 или даже 3 раза в день. Препарат Уролиз Манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. То есть 1 чайная ложка Уролиза, 1 чайная ложка Манкулита размешать и 1 раз выпить. 1 раз в день, а Метикс 2 раза в день. Принимать препарат Артридикс и Артразин. Принимать по 1 таблетке 3 раза в день. Натирать суставы мазью Габана или артразиновой. И та, и другая поможет. Габана лучше. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Киста головного мозга. Какие препараты ТФ могут помочь? Поможет препарат Метикс по 1 чайной ложке 2 раза в день. Препарат канцерамидин 1 чайная ложка 2 раза в день. Рутин 2 таблетки 3 раза в день. Гваргин 2 таблетки 3 раза в день. Вертебралис 2 таблетки 3 раза в день. Обязательно убрать из рациона пост. На протяжении недели 2 дня стараться ничего не есть. Из рациона питания убрать все сладкое, алкоголь и начать питаться так, чтобы не было глютена. Глютен провоцирует появление вот таких новообразований в мозге, вирусные инфекции, а также герпетические. Можно попринимать препарат ГВИ по 1 таблетке 3 раза в день. Рада видеть с наступающим. Каши очень полезные, в них больше витаминов натуральных. Спасибо, ура. Есть такие каши, которые я не рекомендую кушать. И есть каши, которые рекомендую. Вот я поклонник овсяной каши, пшенной каши, рисовой каши, ну так себе, гречи. То есть это каши, которые полезные, которые нужно кушать. А есть каши, которые вот совсем не полезны. Это там булугур, это сейчас очень популярно киноа, это каши перловая, пшенная. Вот такие кашки не очень хорошо. Нехорошо кушать белый хлеб с сливочным маслом. Если уже кушаете белый хлеб с сливочным маслом, то замените его либо на сухари, либо на черный хлеб со сливочным маслом. Папилломы, плоские папилломы на лице. Что нужно принимать? Для того, чтобы убрать такие папилломы, необходимо смазывать мазью, называется вариковазиновая или насья. И одна и другая, в ней находятся компоненты, которые уберут. Принимать при этом чай железняк и препарат ГВИ.
чай-железняк, препарат ГВИ. Можно задать вопрос, все поняла с вышесказанного насчет заболевания ребенка астмой. Можно его как-то вылечить с помощью препаратов? Перерастет он как-то или же останется на всю жизнь? Перерастет, да, можно вылечить с помощью препаратов. Препарат называется Галит, 1 таблетка 1 раз в день. Далее второй препарат называется Тарантел. Сейчас я посмотрю правильно. Да, Тарантел по 1 таблетке 3 раза в день. Аллергонормы Тарантел давайте по 1 таблетке 2 раза все-таки в день и давайте на протяжении хотя бы 2 месяцев. Это скорее всего устранит вашу астму. Ну и обязательно смотрите, чтобы не было сладкого в большом количестве. Татьяна Моторенко. Меня зовут. В 2017 году был РМЖ, было воспаление КТ и ПТ. КТ показала очаги в области легких, потом заболевания коронкой. Легкие пекут до сих пор. Онколог направляет на биопсию легких, скорее всего говорит, что нужна будет операция. Принимаю канцерамидин, метикс, диа, онколиты по схеме. Как слушать мантры? Понимаю, почему со мной это происходит. Я еще раз хочу сказать вам. Вот там у вас есть канцерамидин. Делайте ингаляции с канцерамидином. Делайте так. Чайная ложка канцерамидина разведите в стакане воды. Добавьте этот стакан воды в ингалятор компрессионный и делайте такую ингаляцию 1, 2 или даже 3 раза в день. Препарат второй. Популин. 1 чайная ложка популина в камеру ингалятора и тоже делайте вот такие ингаляции. Если сейчас мы продаем, можно заказать еще гидролат изотона. Гидролат изотона. Если он есть, вот можно им делать еще ингаляции. Второе. Как слушать шумы противоопухолевые. У меня выложен шум противоопухолевый. Сразу же хочу сказать, вот химиотерапию человек ввел. Когда он ввел химиотерапию, то перентерально, там, в виде капельницы или в виде укола, то данная химиотерапия, она будет находиться в его организме на протяжении, в некоторых случаях, допустим, как при введении метотрексата или лейкоплакина, на протяжении, допустим, там, 2 месяцев, не менее там, 40 дней. То есть это все будет медленно, постоянно работать. Все эти препараты будут помогать человеку справиться с заболеванием. А в случае, если человек слушает что-то и, допустим, гипотетически этот звук на него влияет, то когда звук отключается, то в этот момент влияние исчезает. Таким образом, человек путает звук и таблетку. Если вы хотите, чтобы звук противоопухолевый вам помогал, то его необходимо скачать или включить на повтор в YouTube и слушать каждый день не менее 1,5-3 или даже 5 часов. Готовите кушать, слушаете, читаете что-либо, слушаете, то есть слушаете его постоянно. Или можно его купить, данный звук противоопухолевый, на моем сайте duiko.guru и слушать его на повторе, но делать это, подходить к этому серьезно. Допустим, вы там вяжете или убираете или еще что-то делаете, одели наушники на телефон, включили данный звук и слушаете его на протяжении дня все время. Я могу сказать, что в моей жизни я видел, как противоопухолевый шум помогал человеку на фоне, даже не одному, помогал человеку на фоне заболевания опухолей, помогал человеку существенно уменьшить опухоли. И дело в том, что говорить дальше об этом я не могу, потому что это все не подтверждено наукой. И это все в дальнейшем может быть использовано как компромат против меня. То есть я хочу вам сказать, что данный шум не является панацеей. Это гипотетически помогает человеку, и исследования, насколько эффективно оно помогает, были проведены только на небольшом количестве добровольцев, что гипотетически делает использование данного звука
нужным, допустим, при профилактике опухолевидных новообразований, доброкачественных и злокачественных. Используйте. Вот так их и нужно слушать. Можно ли их включать на ночь? Если сможете спать, можете включать. Можно же их включать просто, чтобы они гудели где-то в динамиках. Нет никого дома, или вы там спать легли, включили себе тихонечко, чтобы оно там шумело, или гудело тихонько, так, чтобы вы слышали, и спите. Это все эффективно, если долго. Прямо очень эффективно, если долго. Подскажите, мой папа начал принимать Ренокс, аденомид, гемартан. В последнее время начался сильный запор. Без слабительного в туалет сходить не может, когда стул был ежедневный и мягкий. Можно ему на фоне приема вышеуказанных принимать аптечный сбор от запора? Да, и Линокс, и Дюфлак можно. От чего возник запор? Там в составе препаратов находится календула. Календула, она уменьшает воспаление предстательной железы. И вот на фоне употребления календулы появляется обычно запор, потому что календула запирает. Все в порядке, можно принимать слабительные препараты. Ваш шум противоопухолевый, фантастика, спасибо большое. Вот, видите, человек говорит. Конечно же, люди, которые слушают данный шум или данные шумы, они никогда не напишут свои отзывы. Почему? Когда проблема решена, никто больше не возвращается к тому, чтобы описывать, как она решена. Ну, вы же понимаете, вот вы лечили свои зубы, у стоматолога есть сайт. Вы хоть раз зашли и написали, что данный стоматолог хорошо полечил зубы, фамилия такая-то. Нет, никто никогда не заходит, никто не знает номера телефонов своих стоматологов или гинекологов. Это ж такое дело. Если что-то лечит, то слава богу, если это прошло. Так, чтобы потом и не помнить. Потому что есть жизнь, а есть болезни. Человек живет, а болезни мешают ему жить. И нет болезни, нет проблемы. Что о ней думать? И никто потом не описывает, там помогло или там спасибо, это максимум. Я вот вчера у стоматолога был и говорю, вот вам спасибо, вы мне целых 2 года или 3 года лечите, вот вам там бутылка. С Новым годом. Он говорит, надо же, мы не разбалованы похвалой. Я говорю, понятно. Докторов обычно не хвалят. Ну, может быть, кардиологов или хирургов. Они людей спасают. Просьба помочь избавиться от грибкового заболевания глаз. Очень хорошие есть препараты от грибков на ногах. Очень хорошие препараты от грибков на ногах. Сейчас я скажу. Мази от грибка ногтей. Их огромное количество. Прям огромное количество. И, конечно же, вам широкого спектра. И вам, конечно же, скажут, что ни в коем случае для глаз не используйте. И я вам хочу сказать, что это все полная фигня. Неважно для человека, где использовать. На кожу, на ноготь или, или в ухо. Это все имеет одно и то же действие. А организм у нас один большой организм. Поэтому кожа у нас что здесь, что здесь, что здесь, что здесь и что здесь, или там где-то на ноге или в ухе одинаковое. Поэтому для ногтей ног можно, а в ухо нельзя. Ну что же вы говорите такое, почему это вдруг нельзя? И вот есть такие наружные препараты широкого спектра действия против грибка ногтей, и грибка глаз, и грибка в ушах. Потому что грибок это микозы, и неважно какие инсектициды, главное, чтобы они влияли на микозы, имели широкий спектр действия. На основе аморлифина, это препараты лакомик, офломил, онихел, экзоролфинлакс, лоцерил. На основе тербинофина, атифин, ламизил, вот ламизин, экзифин, тербизил, термикон, бинофин. На основе циклопирокса, а их не продаются, бактрофен. Такие есть системные антимикотики, это эракис, анкотил. Дальше триазолы, ирунин, румикоз.
Ну и даже антибиотики, амбизом, амфацил. Можно использовать антибиотические препараты, допустим, амбизом или амфоцил, и тут же использовать системные антимикотики, там, ирунин или румикоз. Вот вам и совет. Из народных способов, как избавиться от грибковой инфекции или как избавиться от грибка, это уксус с яйцом. Но использовать для слизистой глаза я бы не советовал. Также очень хорошо помогает струя бобра. То есть необходимо взять, допустим, у нас есть препарат, он называется мускус. Вот можно брать этот мускус и в виде тампонов прикладывать к глазам. Также очень часто человек думает, что это у него грибок, а в целом у него может быть ревматоидное заболевание или формироваться ревматоидная, системная красная волчанка или что-либо еще. И это все очень опасно. Во-первых, необходимо, по идее, если не будет вам помогать, обратиться все-таки к терапевту или кожнику и сдать общий анализ крови или развертый анализ крови с реактивный белок ревмофактор, для того, чтобы все-таки понять, не болеете ли вы там, системной красной волчанкой или ревматоидными заболеваниями или чем-либо еще, их там, слава богу, аутоиммунными заболеваниями, которые вот так могут проявляться, в том числе как псориаз. Скажите, от нежелательных волос, кроме жженых устричных створок, есть ли еще другой способ? Ну да, есть. Это уксус. Берется уксус. Почему уксус действует? В случае, если есть кальций, то тогда волосы растут, перестают расти. И то же самое делает уксус. Можно растворить яйцо в уксусе, настоять, после чего вот таким тампоном смазывать места, где растут активно волосы. Это замедлит их рост. Виноград кислый. Вот когда будет весна и вырастет виноград, и он будет зелененький, можно его собрать, выдавить из него сок. Данным соком смазывать те места, где есть активный рост волос, и это будет препятствовать активному росту волос. Кстати, в нашей компании есть тоже препарат от активного роста волос. Я, правда, не помню, как он называется, какой-то Nail Nice. Можно спросить у наших Stop Nice или Stop Nail, как-то так называется. Сейчас я посмотрю. Нет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, лопаются капилляры на пальцах рук, пальцы темнеют. От чего это? Что делать с этим? Как полечить? Это заболевание сосудов. И это заболевание, связанное с ревматоидным фактором. И что необходимо сделать? Необходимо первое, сдать анализ крови, С-реактивный белок, антистрептолизин и ревмофактор. Недавно обратилась женщина, и вот у нее там кожные высыпания на лице, и ее уже на протяжении нескольких месяцев лечит врач-кожник. И, конечно, все безуспешно. Ей сказал, а давайте-ка 100% сдадим анализ крови на наличие С-реактивного белка. После чего сдали анализ крови, и вот у нее С-реактивный белок в норме, антистрептолизин в норме, а ревмофактор не в норме. Что говорит о том, что у нее есть ревматологическое заболевание и дополнительные анализы, которые помогут выяснить, что это за ревматологическое заболевание. То есть это у нее системная красная волчанка или это у нее какое-то либо еще, какое-то еще заболевание. Но однозначно необходимо будет лечить ее гормональными препаратами, в том числе и гормональными мазями. Подскажите, как лечить новообразования на теле? Растут в виде светлых родинок. Это все связано с высокой кислотностью желудочно-кишечного тракта. И есть такой семинар, я его когда-то записал, там я объясняю, почему появляются папилломы, кандиломы, и как это все связано с повышающейся кислотностью и
развиванием и разрастанием кожи, и как это связано с герпетическими инфекциями, которыми болеет обычно латентно человек. Ну и хотелось бы сказать, что там одной из моих рекомендаций это было употребление чая железняк. 1 столовая ложка на стакан воды, принимать 2 раза в день или 1 раз в день, желательно натощак в первой половине дня, принимать препарат ГВИ по 2 таблетки 3 раза в день и препарат Германии. 1 чайная ложка на стакан воды, можно 2 раза в день, можно и без воды, кстати. Мускус препарат тоже применяли, волосы укрепились, даже похудение произошло без каких-либо усилий. Спасибо, уважаемый Андрей Андреевич. Согласен, от мускуса человек худеет, так как мускус является мощнейшим геронтологическим веществом и мощнейшим антиоксидантом. Вот я тоже использую, мне очень нравится. Так. Ребенку 1 год назначили каолин, гипакс, антитокс. После прививки судороги не проходят, пьют аптечные препараты. Ваша рекомендация судорог. Это не эпилепсия? Скорее всего не эпилепсия. Попробуйте давать ему цитрат кальция, не мой препарат. Купить цитрат кальция в аптеке и подавать ему цитрат кальция. Также рыбий жир. И одно, и другое. С наступающим Новым годом! 6-ю неделю, ай-яй-яй, болею, температура до 40. Сама поднимается и падает, врачи никак не могут определить, не могут поставить диагноз, то грипп, то вирус, Эпштейна, абсцесс, ничего не подтвердилось. Антитела показали в крови, что вирус Эпштейна был когда-то. Чувствую себя очень плохо, очень сильно усталость, слабость, все время хочется лежать, все время болит голова и уши. Горло болит больше снаружи, чем внутри. В общем, такое состояние тяжелое. Устала уже, не могу больше. Принимаю эмбрио. Спасибо за ответ. Антибиотик. Вам необходим антибиотик. Принимайте антибиотик, который называется аугментин. Принимайте его по 1000 мг. 1 таблетка утром, 1 таблетка вечером. 10-дневным курсом. С пробиотиком любым. Далее, второе. Как можно больше питья, молоко, мед и сливочное масло. Молоко, мед и сливочное масло. Как можно больше пейте. Можно делать ингаляции. Значит, на 1 стакан физраствора 1 ампула гидрокортизона. Набирайте ингаляционную камеру и 1-5 минут делайте ингаляции. Вот так можно еще. Ну и тоже дней 10. И вылезите из этого ужаса. Температура обязательно, принимайте противовоспалительные, негормональные, там, Авалис, диклофенак, Афида. Какие-либо из этих препаратов, принимайте препарат, ну можно любое от температуры, любой препарат, сбивающий температуру. Жаропонижающие препараты. Вольтарен, нурофен, панадол, фервекс, ибупрофен. И так далее, с высоким количеством парацетамола. Ольга Теленек, спасибо за то, что вы делаете. С наступающим. Скажите, как долго можно принимать мастопатин таблетки? До полугода. Лечу фибромиомы молочных желез. Использую крем мастопатин, я пью метекс. Метекс можно прикладывать еще и к груди. Метекс можно прикладывать к груди. Также слушайте обязательно вот этот противоопухолевый шум. Делайте это. Там у нас есть на сайте duiko.guru звук от опухолей только в груди.
Вот можете этот звук купить, он там недорого стоит, тем более сейчас скидки, и слушать его каждый день так, чтобы слышать его постоянно в наушниках. Используйте его. Он действительно устраняет. Ну что, будем заканчивать наш вебинар. Еще раз хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. Не объедайтесь. Тема нашего сегодняшнего вебинара была «Как не поправиться и как восстановиться после новогодних праздников». Помните о том, что больше всего на Новый год страдает поджелудочная железа. И поддержка поджелудочной железы — это не употребление глюкозы и алкоголя. Старайтесь максимально поддерживать поджелудочную железу, так как это является центром всех наших неприятностей. Принимайте во время новогодних праздников препарат Панкрисорб. Обязательно пейте каолиновую воду. Это быстрее будет восстанавливать ваш желудочно-кишечный тракт, улучшать ваш метаболизм, улучшать вашу перистальтику, и сможете нормально в мягкой форме отработать эти новогодние праздники. Не переедайте, не ешьте еду, которая скисает, не ешьте еду на второй-третий день, меньше ешьте вот этих салатов. Помните, что праздник в душе. Праздник — это танцы, обниманцы, а не объедание большого количества пищи и не сон в тарелке с салатом. Праздники — это когда душа веселится, когда близкие рядом, когда можно за руку подержать. Это не обязательно горы еды. Старайтесь ограничивать себя в пище на празднике. Помните, что человек на протяжении дня может сжигать только 5000 калорий, а 5000 калорий — это не очень много. Именно поэтому ограничение себя в калорийной пище помогает человеку преодолеть ожирение и преодолеть трудности, которые возникают вслед за ожирением. Это гипертоническое заболевание сердца, это стенозы сосудов, это варикозное расширение вен, это артриты и так далее, и так далее. Не нервничайте, старайтесь радоваться как можно больше, ищите то, что вам нравится, в своих близких и в том мире, в котором вы живете. Еще раз с праздниками, до свидания. Помните о том, что сейчас проходит на нашем сайте акция минус 22%. Прямо сейчас заказывайте те препараты, которые я вам назначил, потому что предприятие тоже может перейти в праздничный режим. И как раз сегодня, завтра, послезавтра есть возможность вам эти препараты. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Поздравляю вас с наступившими и предыдущими праздниками, которые нас ожидают на протяжении года. И я сегодня постараюсь ответить на все ваши вопросы. И начну я вот с чего. Сейчас есть типичные для всех недомогания, которые появляются у людей, которые отметили великолепно праздники и сейчас находятся дома. Данные недомогания, они как у одного проявляются практически у каждого. Первое недомогание — это ощущение жара. То есть появляется ощущение таких вот приливов, все время становится жарко, нечем дышать, у некоторых появляются тревожные состояния, даже панические атаки. С чем это связано? Как правило, это связано с переизбытком употребления напитков, алкоголя, а также кофе, чая. Кофе и чай высушивают кровь, у человека появляется ощущение вот таких жаровых качестве, человек начинает ощущать приливы вот такие. Каким образом это все устраняется? Самый простой способ — это все-таки убрать из рациона питания по возможности большое употребление чая и кофе. Ощущение тревожности и ощущение отдышки, которое возникает, это несмыкание митрального клапана сердца. Это может быть на фоне развивающегося атеросклероза, ишемического заболевания сердца. И мои рекомендации для того, чтобы это все устранить, это небольшие физические нагрузки в виде ходьбы с глубокими вдохами и выдохами без задержки дыхания. Очень рекомендую это использовать сейчас во время этих праздников. Не находитесь все время дома, постоянно настраивайтесь на то, чтобы какое-то время побыть на открытом воздухе. Старайтесь не спеша прогуливаться и делать вот такие глубокие вдохи-выдохи. Я с удовольствием отвечу
на ваши вопросы. Сейчас, я так думаю, вы уже видите меня. Звука не было, но уже есть. Итак, Джакушева Лена. Здравствуйте, с Новым годом, добра. Спасибо, очень приятно. Мне 53 года, в 19 лет забеременела, начались симптоадреналовые кризы, бессонница и ужас просто. Врачи беременность прервали, но сон так и не вернулся. Лечилась постоянно и всем. Что мне может вернуть сон? Я думаю, что использование препаратов, которые могут уменьшить объем сердца, и использование упражнений, которые могут помочь сделать так, чтобы отверстие митрального клапана сжималось, могут существенно улучшить состояние засыпания. Какие препараты необходимо принимать? Это препарат Энескард, это препарат Презус Монтесин, это препарат можно принимать Мускус, также к вечеру успокаивающий препарат Паставит или Сирантал нашей компании, и перед самым сном, как он у нас называется, Мирмил, Сонмил, не помнишь? Сейчас я скажу, как называется. Сонмил, по-моему, в виде капель. Скажите, у вас появился звук? Если появился, поставьте плюсик. Также перезагрузите страницу. Есть звук, все хорошо. Все хорошо. Лариса. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Сыну 35 лет. Зимой ледяные стопы и правая рука. Посоветуйте, что делать? Если зимой ледяные стопы, нужно узнать у него, нет ли у него плохого сна, нет ли у него общего состояния стресса. И это очень часто говорит о том, что не отходит правильно желчь. И это говорит о том, что не формируется в достаточном количестве или переизбыток крови, или недостаток. Так говорит тибетская медицина. Что необходимо с этим делать? По моему мнению, для того, чтобы нагреть человека, ему помогут препараты, расширяющие сосуды. Это препараты моей компании Рутин, это препарат КФС и успокаивающие препараты. Это чай Дитарекс и, собственно, сам препарат Дитарекс. Это все поможет. Ага, капли Дремин. Ну и обязательно совместно с каплями Дремин обязательно гулять и делать глубокие вдохи и выдохи, как я рекомендовал 2 минуты назад. Камила, здравствуйте, Андрей Андреевич. Моей бабушке 83 года, несколько лет страдает болями в ЖКТ. Периодами бывают обострения, ничего не может есть. Рвота, запоры, неделю, и из-за боли поднимается давление. Заказывали у вас Прокшалан, Франгул, после них еще хуже. Почему-то, объясню сейчас. Посоветуйте, пожалуйста, еще что-нибудь. В чем может быть проблема? Это прямо типичная проблема, когда у человека появляется опухоль. Когда появляется опухоль в отделе кишечника, то все, что вы перечислили, включая обострение, включая рвоту, включая запоры, это все проявляется. То есть, скорее всего, бабушку необходимо все же вести к врачу, после чего делать исследования и определять, в чем же является причина, но вы описали развитие опухолевидного процесса. Что можно сейчас сделать для того, чтобы облегчить ее состояние? На уровень живота, на верхнюю часть или верхний квадрат живота необходимо прикладывать салфетку с уксусом, а также натирать ей сам живот, делать такой муковисцеральный массаж, просто по возможности с топленым обычным сливочным маслом. Это улучшит состояние перистальтики и заметно улучшит ее состояние. Тем не менее, по моему мнению, без врача вам не обойтись. Ирина, здравствуйте, с Новым годом. Спасибо.
У меня вопрос. Моей дочери, ей 43 года, на внутренней стороне безымянного пальца правой руки сморщилась кожа. Дочь пыталась мазать кремами, но кожа не разглаживается, наоборот, стала толще и плотнее. Может, вы знаете, что это может быть, как ей может помочь? Да, конечно. Это у нее, скорее всего, сейчас холодовая аллергия, которая спровоцировала холодовую, возможно, экзему или даже начало или дебют появления заболевания псориаз. Обычно это возникает в случае, если человек принимает сладкое, алкоголь. Я вообще считаю, что полное устранение из рациона питания сладкого и алкоголя, и колбас, ограничение употребления мясной пищи, переход на такую слабую диету, при этом убрать майонез, все, что может бродить. И использование мазей моей компании, это мазь Psoriatix и препарата Instamax может существенно улучшить ее общее состояние. Это холодовая аллергия, никакие мази ей, скорее всего, не помогут, кроме гормональных. В дальнейшем там начнет трескаться кожа. Убрать вот так симптоматически или местно можно мазью, называется изотоновая или изотоновым бальзамом. Эффективность доказана, очень быстро поможет. Алла, добрый день. Подскажите, как эзотерически убрать отеки ног? Никак. Я не даю свои рекомендации во время вебинара по тибетской формуле, никаких эзотерических рекомендаций. С Новым годом вас и вашу семью. После марафона вы рекомендовали принимать в течение 2 месяцев мазь Индометрикс, женское здоровье, Минзанорм, Сирантал, Поставит, Железняк, чай. Вопрос по мази Индометрикс. Препарат вводил 1 месяц по 2 раза в сутки, теперь несколько дней не ввожу, так как начались неприятные ощущения промежья, зуд, боль, неприятные ощущения, возможно, стресс или аллергия. Нет, это на фоне употребления сладкого, которое вы употребляли во время Нового года, у вас появился вот такой вот некий синдром проявляющегося сахарного диабета, который проявляется в виде вот такого зуда в промежности. Отмените на время препараты, обязательно уберите любое сладкое, чтобы его у вас в рационе питания не было, и буквально через 7-8 дней это все исчезнет. Также я хочу вам сказать, что в дальнейшем было бы неплохо провести исследование крови, посмотреть, не поднимается ли у вас глюкоза, ну и это может быть просто признаками аллергии. На протяжении 1-2 дней, если не применять препараты, признаки аллергии должны уменьшиться. Для того, чтобы быстрее это все устранить, можно вагинально проспринцеваться. 1 стакан теплой воды, 1-2 капли масла чайного дерева и четверть чайной ложки соли поваренной. Это может помочь быстро убрать вот такую аллергию. У моей невестки, а иногда и у меня пища кажется то очень соленой, то наоборот пресной. Подскажите, пожалуйста, от чего это может быть? Спасибо за ответ. Соленая пища кажется человеку в случае, если есть пресная пища кажется человеку, если есть заболевания поджелудочной железы и легких. Очень соленой кажется пища в случае, если есть заболевания, связанные с печенью. Когда вам кажется, что еда очень соленая, это говорит о том, что желчь не отходит, и в дальнейшем вы можете ощущать во рту, особенно в утреннее время, небольшие привкусы горечи. Устранять необходимо увеличением использования горечей всевозможных. У нас есть такой препарат в компании, называется Амарум Дуйко, 1 столовая ложка на стакан воды, и пища вновь станет такой, которая нужна. Когда у вас будет ощущение пресной пищи, вам необходимо знать, что это связано с появлением заболеваний либо поджелудочной железы, либо легких. И в одном и в другом случае это может быть признаком чрезвычайного и огромного или нестабильного или повторяющегося употребления сладкой пищи, чрезвычайно сладкой пищи, большого количества сладкой пищи. Если человек принимает большое количество углеводов, то в дальнейшем могут как раз и появиться такие симптомы. Нагрузка на поджелудочную железу может создать условия, при котором теряется вкус соли, а нагрузка на печень и желчный пузырь может привести к тому, что появляется ощущение очень соленой пищи. Ольга Швед. Сейчас, 1 секунду.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сегодня, пожалуйста, от чего очень густая слюна, прямо как клей. Нарушение функции глотания, слюна стекает периодически в трахею, блокирует дыхание. Трахеостома. Сейчас Харис пьет бронхоспатин, канцерамидин, бирол, апимокс, децепин, антипарез, гипакс и так далее. Как можно восстановить глотание? Спасибо большое. Конкретно с Харрисом это связано с аллергическим ринитом. То есть у него, скорее всего, воспалительные процессы сейчас, может быть, отдела небного или гортани, или отдела верхней части гортани, лимфоузлов, то есть отек лимфоузлов. И отек этот лимфоузлов, его можно устранить путем полоскания фурацилином, и можно полоскать содой носоглотку и горло, солевым раствором, содово-солевым раствором. Принимать в небольшом количестве препараты, ну, хороший препарат такой, ну, можно попринимать препараты с лизоцимом, можно попринимать антигистаминные препараты, допустим, Тавигил или Цитрин по одной таблетке. Это заметно улучшит его состояние. Именно поэтому у него густая, как клей, слюна из-за воспаления лимфоузлов шейного отдела и узлов носоглотки. Можно ли забеременеть, если уже климакс? Может быть, есть такое волшебство? Скорее всего, такого волшебства нет. Дело в том, что женщины рождаются с определенным количеством яйцеклеток, и это называется, исследуется анализом, называется антимюллеровский гормон. В случае, если он чрезвычайно низкий, то необходимо идти на эко. В случае, если он достаточный для того, чтобы еще можно было рожать, то можно пробовать пользоваться естественным путем, идти естественным путем. Я хочу сказать, что в случае, если у вас климакс, и в случае, если у вас возраст достаточно такой взрослый, то чудо не произойдет. Здравствуйте, вы сказали, возможно, у бабушки опухоль, а можно продолжать лечение прокшеланом, франгул, трибетин. Трибетин может устранять опухоль, прокшелан, франгул нет. Противоопухолевые препараты моей компании — это изотон, это свечи изотоновые, это препарат канцерамидин, это инстамакс, эмбрио плюс, демилон, инга брусицка. С Новым годом! Подскажите, пожалуйста, как можно помочь, когда долго сижу? Начинаю болеть точка в середине паха и ноги. Иногда переходит боль в ногу. Спасибо огромное. Это, скорее всего, у вас тромбоз. Там есть у нас срамная вена. И вот так именно, как вы описали, оно и проявляется. Какие препараты необходимо попринимать? Препараты, которые могут улучшить состояние вен. Это препараты моей компании Легка Хода, это препарат ЕМА. Смазывать внутреннюю часть бедра необходимо мазью вариковазиновая, и можно еще принимать рутин препарат. Так оно и проявляется. Лариса, в течение нескольких лет у меня уходящие, возобновляющие проблемы с полостью рта. Печет, болит, ощущение, что слизистая расширилась и распухла при еде. Кажется, что могу что-нибудь не то откусить. Специалисты по слизистой ничего особенного не видят. Предлагают принимать витамин А и смазывать облепихой. Не помогает. Дело в том, что наша слюнная железа, вернее, наша полость рта, она и слюна имеет качество щелочи. И задача этой щелочи нейтрализовать любую другую пищу или любое другое влияние на полость рта путем ощелачивания данной пищи, приведения ее к нейтральному, воспринимаемому для пищевода придавания вот такого свойства.
И когда мы начинаем разжевывать, то слюна, в которой находится вещество, которое называется лизоцим, начинает проводить еще и антибактериальное воздействие. Очень часто так бывает, что у людей, у которых есть заболевание гастроэнтериальный рефлюкс, происходит заброс кислоты в ночное время в виде вот такой вот отрыжки, которую может услышать человек, который находится или который спит рядом с вами. То есть такое ощущение, как будто человек ночью как бы отрыгивает. В целом он отрыгивает, и это не очень правильно, потому что это не связано с воздухом, который накопился в желудке. Это связано с высокой кислотностью и недостаточно правильной работой помпы желудочной. И за счет этого происходит отгибание гастроэнтериального клапана, и в пищевод проникает пища под давлением, при этом она вбрасывается и попадает в рот в случае, если это высокая кислотность, как правило, она высокая, то это может приводить к появлению ожогов слизистой оболочки рта. И ни один человек, который занимается слизистой оболочкой или чем-либо, никогда не даст вам никаких рекомендаций, так как это заболевание гастроэнтерологическое. И чем же это лечить? Ну, лечить это необходимо у врача-гастроэнтеролога. Мои рекомендации такие: полоскание рта на протяжении дня и перед самым сном 1 стаканом воды с 1 чайной ложкой соды. Изменение рациона питания – это овсяная каша, такая скользкая, липкая. На протяжении дня раздельное питание, то есть это питание там каждые 6-7 часов в небольшом количестве, тотальное уменьшение употребления острой пищи, жирной пищи, чрезвычайно соленой, переход на пищу более вареную и использование, возможно, соды, чайная ложка соды на стакан воды 2-3 раза в день, использование семян льна, это порошок семян льна, который можно приобрести в моей компании, заваривание 1 столовая ложка на 1 стакан воды после остывания, использовать это на протяжении дня и съедать как кисель. Из моих препаратов препарат «Здоровый желудок», «Эмбрио Плюс», «Гастронорм», использование каолина, 1 чайная ложка каолина на 1 стакан воды 2-3 раза в день. Тем не менее, хотелось бы вам дать рекомендацию все же обратиться к гастроэнтерологу, чтобы определить, не являетесь ли вы носителем хеликобактера. И так как в случае, если вы являетесь носителем инфекции хеликобактер, то в дальнейшем необходимо проводить курс, который будет связан с использованием и антибиотиков, и препаратов, поддерживающих иммунную систему, и препаратов, восстанавливающих перистальтику кишечника и микрофлору кишечника. Ольга Садовская. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Поздравляю вашу семью. Спасибо. Вопрос. Очень часто в утренние часы с 4 до 5 бывают судороги в верхней части ног, недалеко от паха. Пропила курс магнумцит, но все равно опять обостряются и возобновляются судороги. Чем можно себе помочь? Вот такие судороги, которые возникают в области паха. Что ж, кричать хочется. Очень часто является следствием длительного процесса атеросклероза и появлением стенозов. Обычно это стенозы, связанные со стенозами сердца или артерии легочной или какой-либо еще, а проявляется в виде судорог в ногах. Именно поэтому магнумцит сам по себе вам судороги не уберет. Вам необходимо препарат атеросклеропатин, рутин, препарат, который называется у нас, можно принимать Морбустоп, Эмбрио Плюс. Вот такие препараты в комплексе по 1 таблетке 3 раза в день смогут вам помочь. Естественно, правильно было бы провести все же исследования кардиологические, обратиться к врачу-кардиологу и посмотреть, нет ли каких-либо таких существенных, необходимых лечению проблем, которые связаны с сосудами сердца и с сосудами артерий верхней части шеи, головы, сердца и так далее.
Гваргин вам еще можно попринимать. Алло, уважаемый Андрей Андреевич, у меня уже 2-й год шум в одном ухе. На УЗИ пережата шейная артерия. И из-за искривления достает этот шум. Это атеросклероз, гваргин пила, здоровые сосуды. Необходимо принимать дальше. Гваргин здоровые сосуды смазывает место шейного отдела мазью, которая называется вертебрализовая. Принимать препарат вертебрализ. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как вы относитесь к интервальному голоданию? 8/16. Спасибо. Отношусь позитивно к интервальному голоданию. Пожалуйста, если вам это необходимо, и позитивно или положительно отношусь к закаливанию. Кстати, хочу сказать вам, в случае, если вы не можете набрать вес, и вам хочется набрать вес быстро, очень поможет двухразовое на протяжении дня обмывание холодной водой. Берете холодную воду, обмываете свое тело под душем, это поможет вам набрать вес. В случае, если вы хотите похудеть, то в утренние часы не менее 20-30 минут находитесь под горячим душем. Он стимулирует выделение желчи и помогает человеку, любой выброс желчи помогает, увеличивает метаболизм в организме. Таким образом человек может существенно уменьшить свой вес. Спасибо за ответ. Вертебралис, мазь есть, ура, пожалуйста. Есть упражнения, называется 7 упражнений Дуйко, они выложены на моем канале Андрей Дуйко, официальный канал. И там я показываю как раз упражнения, которые могут помочь при заболеваниях верхней части шейного отдела. Это когда человек упирается на стол и вот так поднимает свои плечи и там под нагрузкой находится вот в таком положении какое-то время. Очень рекомендую использовать. Есть ряд упражнений, это дыхание Патрула Далкара, это 7 упражнений для позвоночника, есть 5 упражнений, это метод, разработанный мной, который называется Тибет, 3 сиди, беги, дыши. И вот такие упражнения, они в комплексе заметно улучшают общее состояние и шейного отдела позвоночника, и артерий шейного отдела, и артерий сердца. И были люди, которые использовали это на протяжении 1, 2, 3 месяцев и писали потом, раньше был диагноз изгиб или блокада пучка Гиса, сейчас кардиолог снял, удивлен, потому что в моем возрасте такое не лечится. Я спрашиваю, а чем же вы занимались? Ежедневно по 2 минуты на протяжении 2 месяцев дыхала по методу Патрула Далкара. Ну, видите, все это работает. В последнее время в правом глазу появилась черная точка, которая туда-сюда летает, похожая на маленького паучка. Подскажите, пожалуйста, что это и как избавиться? Спасибо. Это макулодистрофия. И, скорее всего, это может быть первыми признаками атрофии зрительного нерва. Необходимо обратиться к офтальмологу. Можно использовать мои капли Афтар, использовать препарат, который называется, сейчас я скажу, глаукамин. Он у нас есть такой. Да, есть глаукамин. Препарат глаукамин. Да, глаукамин. Использовать препарат Афтар в виде капель, использовать препарат глаукамин, следить за артериальным давлением, не доводить, чтобы артериальное давление поднималось выше 125 на 80. И в случае, если будет подниматься выше 130, выше 130 и далее, то обязательно использовать и контролировать давление, делать это на протяжении дня до 5-7 раз. Хотела узнать, как вы относитесь к хиджаме на лице при угрях и на спину. За прошлые ответы большое спасибо. Я положительно отношусь, но дело в том, что такие вопросы меня дискредитируют, потому что наша традиционная медицина, она не поддерживает кровопускание ни в каком виде, но я все равно поддерживаю хиджаму и, в общем-то, хорошо к этому отношусь, как вот к одному из способов улучшения общего здоровья. Объяснение этому есть. Татьяна, последнее время в правом глазу появилась черная точка, ответил. Ирина, всех благ вам в новом году. Подскажите, пожалуйста, какие препараты помогут восстановиться моей дочери 37 лет после рождения и выкармливания 2 малышей младшему 1,5 года? Нужно четко понимать, что в случае, если ваша дочь до сих пор выкармливает ребенка грудью, то принимать какие-либо препараты не нужно. В чем нуждается женщина,
которая выносила и родила ребенка, и какие возникают у нее изменения. Ну, первое изменение, которое возникает, это стресс, который женщина пережила, потому что любые роды и вынашивание ребенка – это 9-месячный стресс, который, конечно же, сказывается на снижении иммунитета, снижении витаминного и минерального комплекса в организме, с чего необходимо начинать. Женщине, родившей ребенка, необходимо начинать с препарата кальций, магний, цинк. В моей компании, принимая по 2 таблетки 3 раза в день, принимать препараты, дополнительно препараты магния, магнум цит 300 по столовой ложке на стакан воды 1 раз в день. Принимать препараты для матки Матрикс Норм по 1 таблетке 1 раз в день. Принимать препараты для восстановления центральной нервной деятельности. Это препарат называется у нас Сирантал. Также хорошо было бы пропить минеральный комплекс Супра и аминокислоты, которые в комплексе широко представлены в нашем коктейле, который называется коктейлем Energy Life, в котором находятся все аминокислоты, которые помогут восстановиться всему телу вашей дочери. Ольга Благодетских. С Новым годом! Скажите, сколько времени принимать препараты Нескар? 2-3 месяца для продолжительного эффекта. Ирина, подскажите, пожалуйста, какие препараты помогут? Ответил. Хотела узнать ваше мнение? Ответил. Коллаген при коксартрозе пить с перерывами и можно постоянно. Можно принимать постоянно. Наш коллаген видновлюючий, так называется препарат,